Мы можем жить в разных уголках света, но все мы — частичка одной планеты. Шим Шимель. Пролог. Из дневника Лизы. Холодно. Этот полуостров — обитель снега и льда. Но так было не всегда. Добро пожаловать на южный берег Крыма, поселок Семиис. Теперь это не солнечный кусочек земли, а холодная, почти мертвая заснеженная пустыня. Вот уже год и 6 месяцев, как я живу в этом царстве зимы. Вокруг огромным волнистым полотном раскинулись сугробы, изморозь покрыла изящные тонкие вечнозеленые листья можжевельников и сосен. Иногда по утрам стоит колючий мороз, а иногда густой тяжелый туман. Иногда лучи солнца пробиваются сквозь плотную пелену туч и становится теплее как вокруг, так и на душе. Иногда по нескольку дней ярко светит солнце, деревья скидывают белый ситец, обнажая зеленый покров. Ветер развеивает хвойный аромат по всему городу, и появляется чарующая надежда, что все может вернуться на круги своя и столь быстро исчезающая под обильными снегопадами. Никто не понимает, почему зима стала властвовать в этой широте. Нет четких ответов. Есть только догадки. И никто не понимает, каким образом могло замерзнуть Черное море. Некоторые утверждают, что лед покрывает участок в 1-2 километра от берега, а дальше он тоньше или вообще отсутствует, и что помощь прибудет очень скоро. Надо только подождать. Неужели еще кто-то тешит себя такой надеждой? Впрочем, надежда — это единственное, что у нас осталось. На лед, хотя он и толстый, нельзя ступить. Люди, которые отчаялись на такую попытку, погибли. Их затянуло прямо под лед, и никто не смог воспротивиться таинственной силе. А те, кто чудом уцелел, рассказывают следующее. Когда тело уже в воде, его пронзает 1000 игл, с трудом можно пошевелиться. Эта острая боль сменяется приятным теплом, неким напускным спокойствием. Тебе уже удобно и не страшно. Вот тут надо действовать. Выбираться из этой ледяной паутины, а иначе будет поздно. Спокойствие перерастет в твою смерть. Мы не знаем, какая обстановка в других городах, странах, но немного налажена связь с соседними поселками, находящимися за горой Кошкой, Коцевели и Понизовкой. Поначалу еще можно было добраться до Алупки. Со временем, из-за обильных снегопадов и пробок, образовавшихся от увязших автомобилей, это стало проблематично. Да и смысл потерялся. Ситуация была равнозначной, а свой поселок нужно было обустроить как можно скорее. Зима набирала обороты. Внезапная потеря сигналов мобильной и интернет-связей повергли людей в шок. Мы стали отрезаны от всего мира. Меня зовут Лиза. Я работаю в приюте для пострадавших от этой непредсказуемой снежной катастрофы. Слава небесам, в отличие от других несчастных, я не пострадала так сильно ни умственно, ни телесно. Я не стала инвалидом, не лишилась рассудка, отделалась несколькими шишками и ссадинами. А вот память, череда событий до катастрофы, как и у остальных, кто соприкоснулся с водой, стерта. У людей, находившихся далеко от моря, память задета частично. Осколки прошлого, в которых были заключены родные и близкие, друзья и враги, возлюбленные и любовники, стерто все, кроме некоторых отрывков историй, знаний, собранных за прожитую жизнь. Год и 6 месяцев минуло с того дня. По календарным расчетам сейчас 17 декабря. Через 5 дней будет зимнее солнцестояние. Ночь пойдет на убыль, день начнет расти. Света и тепла в нашем округе станет больше, и в душе расцветет весна. Жаль, что только в душе. Много времени прошло. Теперь можно не дрожащей рукой, а ровным почерком занести в дневник тот страшный день. 20 июля солнце скрылось за темные тучи, которые ветер пригнал с севера.
Температура резко упала до минуса. Несмотря на это, волны поднялись выше 3 метров и, хлынув к берегу, стали поглощать людей. Достигнув берега, они зацепили выбегавших из воды и мгновенно поглотили их. Мужчины, женщины и дети, находившиеся в воде, просто заснули. Они замерзли. Помню, как морская волна накрыла меня, и в тело вонзилось множество мелких, холодных игл. Через несколько минут тепло сменило холод, и сознание начало упрямую борьбу со сном. Я опомнилась от удара еще одной волны и, собрав все силы воедино, вплавь или вприпрыжку, непонятно как, рванула к берегу. Я пыталась зацепиться за камни, но волна оторвала меня и последним заходом к берегу выкинула на уже замерзшую землю. Казалось, что это ангел подхватил и откинул от воды подальше. Медлить было нельзя. Я собрала все свои силы и кинулась прочь от берега. В голове мелькала фраза «добраться до скал, там безопасно». Плоская, как гребень, скала нависала над берегом высокой стеной, и волны не могли преодолеть ее. Они разбивались и с бурными всхлипами возвращались обратно в море. Я миновала береговую линию и вздохнула с облегчением. Помимо меня были еще люди, которые смогли спастись. Много раненых и покалеченных, но главное — выживших. Потом потемнело в глазах, и все, что еще мелькало в воспоминаниях, — это отдаленные крики, кто-то проворно взял на руки и понес. Оказалось, что это спасатели переносили раненых с набережной в безопасные места. Через пару часов температура миновала отметку 0, и пошел снег. Он быстро накрыл весь город толстым слоем, отрезал от главного шоссе, лишил связи с другими городами. На дорогах образовались заторы, шоссе стремительно заносилось снегом. Это привело к транспортному коллапсу и заставило людей пешком вернуться в поселок. Был отдан приказ оказать материальную помощь в виде теплой одежды пострадавшим, а вскоре созданы отряды добровольцев, которые помогали организовать теплые помещения, продукты, медикаменты и все необходимое по возможности. В сторону набережной боялись посмотреть, не то что приблизиться. Один из спасателей, который все-таки осмелился выйти к набережной, чтобы проверить, есть ли еще выжившие, тел погибших ни на берегу, ни в замерзшей глади воды не обнаружил. Пострадавших расселили по частным домам, а когда организовали приюты, бывшие курортные гостиницы и отели, перевели туда. Через пару месяцев после многочисленных попыток связаться с другими городами ввели талоны на еду, комендантский час для детей и правила о запрете пересечения мертвой зоны. Очень часто поступали сигналы о пропавших без вести людях, которые ранее были замечены у берега, либо относились к поисково-спасательным группам и группам, которые налаживали связь с Алупкой. Их находили замерзшими, либо занесенными снегом, либо подранными собаками и лисами, или не находили вообще. Так мы прожили 2-3 месяца. Черная полоса событий с исчезновениями, перестройкой режима и прочих технических неурядиц сменилась на постоянство серых, иногда солнечных, монотонных дней. Мы начали все сначала. Кто в чем был горазд, тот и работал в этом направлении. И по истечении времени память возвращалась. В приюте я работала няней, а моя подруга Таня — медсестрой. С ней я познакомилась сразу после катастрофы. Быстро сработались и вместе поселились на одном этаже общежития, которое выделили для работников приюта. Из еды было все, что необходимо для организма, конечно, без лишнего разнообразия. Фрукты, овощи — это дефицитный продукт, то, что смогли спасти, представляло собой замороженные и сушеные смеси. Провизию и одежду стали выдавать по талонам. Наш город от моря отделял небольшой лес. До катастрофы тут был красивый ухоженный парк. После апокалипсиса деревья и кустарники разрослись так, что можно было дать этому лесу лет 100. Жизнь растений и животных бурлила, как горячий источник, в то время как мы застыли в своем развитии. Мы поняли, природа взяла права управления жизнью на земле в свои руки. Этот лес, теперь уже дикий участок, оградили колючей проволокой и шлагбаумами во избежание новых жертв и окрестили
мертвой зоной. Если чьи-то дети пересекали мертвую зону, их родителей штрафовали суточной работой в какой-либо сфере тяжелой отрасли. Взрослым можно было заходить за колючую проволоку по принципу «твоя жизнь в твоих руках», хотя тоже не безнаказанно. Я часто гуляю по запрещенной территории, подбираясь все ближе и ближе к берегу, пытаюсь вспомнить прошлое. Таня, как самый близкий мне человек, беспокоится за меня и каждый раз напоминает, что нужно держаться подальше от воды. Море словно чувствует, что рядом находится человек. Стоит только коснуться льда, ступить краешком, лед тут же тает. После катастрофы я не боюсь воды. Спокойно обхожу ледяную гладь стороной. Мне нравится застывший во времени пейзаж. Теперь он является точным отражением человеческой жизни, остановившейся в своем развитии. На мне теплые берет и шарф, драгоценные подарки, связанные нашими бабушками из приюта, шерстяные лосины и колючее шерстяное платье. Их колкость, вопреки шипам морозов, греет тело, а толстые косы нитей, переплетенные с любовью, — сердце. В карманах старого пальто зачерствелые корки хлеба для птиц. Я люблю бродить по вечерам вдоль морского побережья, кормить голубей, слышать их курлыканье, а после заносить мысли и новый прожитый день в синюю тетрадку. В этот дневник. Наша устоявшаяся жизнь складывается из каждодневного ухода и воспитания сирот, уборки снега, мелких поручений и небольших увеселительных мероприятий, чтобы разнообразить свою жизнь и как-то отвлечься от проблем. По ночам меня одолевает безмолвная, тягучая тоска. От нее хочется убежать и выть, как воет дикий зверь в морозную стужу. Мне не хватает тепла, той самой вспышки любви и страсти от прикосновения любимого человека, той тонкой нежности понимания и трепета. Мне не хватает душевного тепла и единения с родным, любимым человеком. Но я боюсь заводить романы с теми мужчинами, которые питают ко мне любовные чувства. Я жду. Я жду, когда найдется мой человек, которого я уже повстречала, с которым я все вышеописанное уже ощущала. Он точно был. Я в это верю. Глава 1. Зеркало Вселенной. Таня подождала подругу, пока та натянет перчатки, и, подхватив ее под локоть, поволокла на улицу. Девушки сделали несколько шагов и остановились, чтобы помахать детям. Ребята облепили окна лестничных пролетов бывшего оздоровительного санатория. «Я тебе удивляюсь», — завопила Таня, сменив дружелюбную улыбку, которой она секунду назад одарила детей, на зубоскал. «Каждый раз, когда ты выходишь из кабинета, Паша так на тебя смотрит. А ты что? Он мой начальник, вот что. Лиза, в нынешнем нашем положении какая разница, кем он тебе приходится? Он заботливый, добрый, умный. Ты с ним не пропадешь. Тань, если он тебе так нравится, действуй. Я не против». «Ты дура». «Мне...» — замялась Лиза. «Мне кажется, я уже была замужем. Скорее всего, у меня кто-то есть». «Не глупи. В день после катастрофы при тебе не было ничего такого, что могло бы послужить поводом думать, что ты замужем». Татьяна поиграла пальчиками перед лицом растерянной девушки, намекая на обручальное кольцо. «Это просто чувство. Знаешь, возможно, это одиночество из-за окружающей тебя обстановки. Депрессия». Лиза со вздохом полным усталости закатила глаза. Только синяя тетрадка знала, насколько ее хозяйка устала от докучающих упреков подруги и сколько прилагала усилий, чтобы сдерживать себя. «Тоже мне психоаналитик», — думала девушка, шагая быстрее. Мало ли по какой причине кольца не оказалось на пальце. Потерялась в обезумевших волнах, слетела, когда убегала. Может, просто не одевала на пляж, чтобы не потерять, купаясь. Но, по иронии судьбы, исчезла вместе с остальными вещами в общей суматохе после катастрофы. А вот чувство, уверенность в том, что на безымянном пальце кольцо должно быть, не оставляет и по сей день. Девушки прошли садово-парковую зону. Старинный парк с вечнозелёными и редкими декоративными растениями,
окружал приют и со стороны центрального входа тянулся, переходя в можжевелово-сосновый лес вплоть до набережной. Со стороны моря он был гуще, более ухожен. Дорожки расчищались почти каждый день, чтобы дети свободно играли где хотели, не покидая его территорию. С правого боку от приюта парк был менее привлекателен. Там начинались улица и тропа, ведущая к общежитию. Девушки вышли на тропинку, и Лиза остановилась. «Я хочу прогуляться. Одна». «Что? Нет, я не пущу тебя к набережной. Ты совсем помешалась на прогулках в мертвую зону». «Эй, девчонки, Таня, Лиза, подождите». Подруги развернулись на знакомый красивый низкий тембр. «Паша», — вздохнула Лиза. «Так, запомни». Таня сжала руку девушки. «Не отказывай, не обижай его. Один вечер. Хотя бы один. Тебе понравится. Это лучше, чем шататься одной по берегу». «Где шататься?» Павел приподнял брови. «Я правильно услышал? Ты сказала, по берегу?» Теперь Лиза сжала ладонь Тани, намекая на молчание. «Да, правильно». Таня и глазом не моргнула на предупреждение. Лиза часто ходит в мертвую зону, и причем это часто, как правило, не днем, а вечером. Павел ошеломленно вздрогнул и процедил сквозь зубы. «Никому, больше никому об этом не говори, иначе ее оштрафуют». «Да ладно», — отмахнулась спокойная искательница приключений. «Пару человек в общежитии знают, куда я хожу, но они никому не донесут, в этом я уверена». «Они молчат только потому, что ты можешь достать на пару больше пакетов с крупой. А точнее, Павел может достать, а ты...» «Таня», — перебил ее Павел, пристально вглядываясь в глаза Лизы. «Иди домой. Я хочу поговорить с Лизой. Я думал пригласить тебя поужинать со мной и кое о чем поговорить. Но теперь, Лиза...» — он сжал ее запястье. «Наш разговор будет о другом». Грозным взглядом Татьяна распрощалась с подругой и торопливо зашагала по протоптанной дорожке. «Ты нарочно меня избегаешь весь день?» — спокойным тоном спросил мужчина, продолжая также пристально вглядываться в глаза девушки. «Я тебя не избегаю». Лиза потупила взор. «Врёшь». Горячий пар вырвался из его рта. Голос звучал не грубо, но достаточно сурово, наполненный глубоким укором. Это дало понять Лизе, что он задет. «Наверняка Таня донесла о том, что я хотел тебя пригласить поужинать со мной. Она также рассказала, почему ты не хочешь ни с кем заводить отношения». «И тем не менее», — заметила Лиза, теперь уже вызывающе подняв подбородок, — «ты здесь». «Хотел объясниться в более спокойной и тёплой обстановке. Однако твоя душа жаждет приключений». Павел кивнул в сторону парка, за которым начинался таинственный лес. «Осознаешь все свои действия? Это игра с огнем». Девушка с тихим стоном отвернулась и направилась к дому. «Я уволю тебя!» Лиза резко развернулась. «Решил меня шантажировать? Интересное проявление чувств». Павел догнал ее, сжал плечи и с мольбой прошептал. «Не ходи туда, иначе я запру тебя дома или в приюте ради твоего же блага. Я сделаю это, потому что я люблю тебя. Ты знаешь это, догадывалась ведь. Я влюбился в тебя и не прощу себе, если с тобой что-нибудь случится». «Всё будет в порядке», — сухо проговорила Лиза. «Ты хоть что-нибудь испытываешь ко мне?» «Знаешь...» — девушка закрыла глаза. «Я будто сплю. Все события этого года проходят мимо меня. Я не уверена в завтрашнем дне, и мне страшно становится именно среди людей, среди детей. Смотришь на них и накручиваешь себя дурными мыслями, вопросами, есть ли у них будущее, какое оно, там за лесом, на набережной. Все эти мысли пропадают, становится спокойно, там нет ни души, и подобные вопросы покидают меня». «Я тебя понял». Павел провел ладонью по ее волосам и задержался на шее. Он захотел поцеловать ее, но это казалось ему опрометчивым поступком. Слишком быстро и рано. Лиза поняла, о чем он думает. «Пошли со мной», — прошептала она. «Что?» «Пошли со мной на пляж», — повторила она мягко, заметив, как он растерялся. «Ты должен это увидеть». «Увидеть что? Лиза, не тяни меня, ответь!» «Ты хочешь быть со мной?» «Да», — хриплым голосом ответил Павел.
Тогда ты должен понять, что я чувствую. Ты должен увидеть, что происходит на берегу поздним вечером. Поверь, девушка оживилась. Такую картину никто никогда не видел. Все, что мы ранее знали о планетах, физике, оптике, это просто теоремы, которые воплотились в нашей жизни в роли техники. Но даже эти изобретения не смогут объяснить то, что происходит на набережной. Лиза приостановилась и, развернувшись лицом к Павлу, с восхищением воскликнула. «Этому нет объяснений!» Павел побрел за ней, переваривая услышанное. Ему нравилось то, что Лиза так оживилась, однако он все больше и больше проводил параллель между ее поведением и психозом. Резкая и частая смена настроений, то апатия, то перевозбуждение, довольно долго наблюдались за девушкой. Все указывало на нервную усталость. Солнце давно ушло за горизонт, и сгущавшаяся тьма покрывала поселок, играя на руку двум нарушителям. Они обошли стороной общежития и, минуя жилые дома, вышли к другой части парка, более заросшей кустарниками и молодыми можжевельниками. Девушка ловко протиснулась сквозь решетку ограды. Павлу пришлось перелезать. Его широкие плечи и рост не дали возможности последовать за подругой тем же путем, но прекрасно справились с высотой ограждения. «Нас могут увидеть», — процедил он, спрыгнув. «Тсс, не будешь так громко говорить, никто не обратит внимания». «Так хорошо знаешь дорогу», — заметил он. «Сколько раз ты заходила на мертвую зону? Только честно». Девушка, рассердившись, с силой прижала его к дереву. «За год, возможно, более сотни раз. И пока мы не зашли в самую гущу ветвей, говори шепотом, а лучше молчи». «Что за помешательство? Зачем?» — не унимался Павел. «Тш. Найти ответы. Можно ли ступить на лед, чтобы пересечь море? Хотя бы идти вдоль побережья? Дороги заметены, сугробы выше колена, а там просто припорошенный снегом лед. Можно добраться до других городов». «Ты ступала на лед?» Лиза покачала головой. «Боялась», — ответил мужчина за нее. «Очень». И все равно продолжала ходить. «Почему?» «Скоро поймешь», — ответила Лиза, радостно шагая вперед. Прошло минут 10 от последней остановки у дерева. Павел, совсем запыхавшийся, развернулся удостовериться, что никто не следит за ними. Лиза шла, не оборачиваясь. Казалось, что ее это мало волнует. За год она прекрасно выучила все тропинки, ведущие к любой части набережной. Только к кошке не захаживала. Слишком густо там росли деревья. Так же опасно было у ее подножия. Большие, с неровной острой поверхностью валуны и камни лежали у подножия горы, скрытые под снегом. «Успокойся, нас уже не видно и не слышно», — сказала Лиза. «Назови мне хоть одного человека из поселка, кто полезет на Панею высматривать нарушителей». «Патрульные могут», — подметил Павел с любопытством, следуя за Лизой. «И все равно ничего не увидит». Он понимал, что Лиза права. Даже если бы кто-то и наблюдал с гор, ничего бы не увидел из-за деревьев и холмов, да и черное покрывало ночи помогало в этом не меньше. Их поселок располагался практически в центре главной гряды Крымских гор. Местность была холмистая, и вдоль всей полосы тянулись массивы из грабовых, сосновых и можжевеловых лесов. Семиис окружали горные хребты, холмы, расщелины. С запада Семиис прикрывался горой Кошкой, с севера — горным массивом Айпетри, а с юга — замерзшим Черным морем. Поэтому их поселок был отрезан от основных путей. Южнобережное шоссе занесено снегом. Сосновый лес и можжевеловая роща росли близ прибрежной зоны. К береговой линии также тянулась садово-парковая аллея, которая была перекрыта и контролировалась, как правило, днем патрульной службой. «Вообще, в такое время все отдыхают, топят печки и готовят ужин», — добавила Лиза. «Зря я тебя не уговорил пойти ко мне. Я испек пирог, думал удивить». «Удивил», — усмехнулась Лиза. «Не думала, что ты умеешь готовить». «В русской печке по старинным русским рецептам для особой гости». «Принесешь завтра на работу, оценю». Табличка «Мёртвая зона». Павел махнул вперед и остановился перевести дыхание. «Ты каждый раз пробираешься через эти сугробы, чтобы полюбоваться на чёртовы ветки. Пляж, где столько людей погибло». «Ой, я тебя не понимаю». Запыхался. Девушка бережно стряхнула с него снег. «Раньше я об этом думала, вспоминала. Но в последнее время просто любуюсь и думаю о другом». «О чём?»
Лиза протиснулась сквозь только ей известное ущелье в скале, отряхнулась от снега и помогла спутнику пройти дальше. О бесконечности Вселенной. Она пропустила его вперед, давая полный обзор набережной. И тут Павел понял, о чем она говорила. Действительно, такого никто никогда не видел. Полная луна освещала каждый камень, застывшую волну, белые шапки скал таким светом, что создавалось впечатление, будто набережную и море усыпали звезды. Лед излучал сине-фиолетовые струйки света, которые, сливаясь в воздухе, образовывали столбы снежной пыли, а небо вспыхивало радужными переливами полярного сияния. За изумрудными лентами авроры расстилался Млечный Путь. Звездная дорожка огибала небосвод, соприкасаясь и сливаясь с застывшими мелкими волнами по сторонам горизонта. Венцом всего этого пейзажа была живая картина на ледяной глади моря. На ней, как в зеркале, отражались планеты. «Пошли поднимемся повыше, на скалу рядом с Дивой», — кивнула Лиза и побежала к небольшому уступу, который своим длинным языком возвышался над застывшим морем. Он был ниже и короче скалы Дивы, зато забраться на него было проще и не так скользко. Широкое основание уступа примыкало к Панее, располагалось по правую сторону от останков монаха, превратившегося по местным легендам в скалу. Сбитый с толку мужчина смотрел на девушку, недоумевая, как она спокойно может ходить по пляжу, залезать на скалы, их уступы, которые свисают над самой пучиной ледяной бездны. На месте, где она вырвалась из оков смерти, Лиза вела себя беспечно, как дома, словно никакой опасности нет. Хотя все, что здесь происходило, не имело никакого научного объяснения. Павел все же покорился желанию девушки и по валунам аккуратно взобрался на скалу вслед за ней. «Здесь все так изменилось». «Ты же сейчас не только о скалах и деревьях», — улыбнулась Лиза. Картинка двигалась подо льдом, отражая движение планет в быстром временном промежутке. Вокруг своей оси, вокруг Солнца, спутники вокруг планет, астероиды, вращаясь, появлялись и исчезали. Все происходило быстро, как в наглядном пособии по астрономии. Звезды зарождались, потухали, взрывались, скручивались. Туманности перетекали друг в друга, меняя свои очертания и оттенки с пламенно-красных на фиолетово-синие, с бледно-желтых на изумрудно-янтарные. Лед был зеркалом Вселенной. Сердце Лизы трепетало от счастья и облегчения. Теперь это чудесное полотно природы увидел еще один человек, которому она не безразлична, который не безразличен ей. Она доверяла ему и надеялась на понимание, потому и привела его к месту, куда кроме нее и, возможно, людей из патрульной службы больше никто не захаживал уже год. Да, Лиза не подпускала Павла слишком близко к себе, берегла свое личное пространство, но отнюдь не была к нему равнодушной, хотя Павлу она казалась холодной и далекой. Он стоял рядом с ней, дышал так же порывисто и часто, как дышала она в первый раз, когда сюда пришла. Сейчас она прекрасно понимала его состояние, знала, какие чувства переполняют его, сосуды на шее сильно пульсировали, он боялся и находился под сильным впечатлением. Голова закружилась. Паша схватил Лизу за локоть. «Давай спустимся». Он покачивался. Адреналин достиг своего максимума. Лиза осторожно помогла ему отойти от края, сжала его ладонь, чтобы боль немного сбила всплеск эмоций и отрезвила. «Знаешь», — продолжил он, рассматривая пляж и сияние, «я хотел бы дать этому явлению хоть какие-нибудь объяснения, но не могу. Оно эфемерно и в то же время реально». «Не старайся», — Лиза попыталась успокоить его. Он уже начал разматывать свой шарф, задыхаясь от волнения. Его лицо, озаренное сиянием полной луны, приобрело очень мягкие очертания. Он и сам был мягким человеком, добрым и сговорчивым, но рассудительным, и на шею себе садиться не позволял никому. Только Лизе, в ее желаниях, он мог потакать. Она была его слабостью.
Лиза засмотрелась на него. Всё-таки что-то родное было в этих чертах. В широких бровях немного домиком и небольших складочках между ними от частой задумчивости и печали. В светло-карих, почти ореховых, глубоко посаженных глазах. Они говорили о преданности в дружбе и любви, какой-то смиренности. Он с чем-то мирился все это время, начиная от дня их знакомства и до настоящего времени был уступчив с Лизой, всегда обеспокоен чем-то. Это отпечаталось в его глазах. Вокруг них и на лбу засели глубокие морщины. Павел подошел ближе к морю, и вдруг случилось непостижимое. Как бы близко Лиза не подходила к краю берега, лед всегда оставался целым. Но стоило только приблизиться Павлу, как раздался глухой треск. Лед раскололся. «Паша, стой!» Лиза подбежала к нему и схватила за руку. Рука оказалась тяжелой, неподъемной. Он находился в полном оцепенении от страха. Чтобы привести его в чувство, девушка дала ему легкую пощечину, хотя она сама с трудом управляла своим телом. Ее сковал страх. Она боялась за жизнь Павла. «Давай уйдем отсюда», — резко отозвался он и потащил Лизу к ущелью. Девушка кивнула ему в спину. Мужчина держал ее крепко и вел за собой. В какой-то момент она осознала, что утешается этой жесткостью. Строгость и подчинение в его действиях отражали заботу. Лиза опять уловила что-то знакомое в этих жестах. В его поведении были моменты, которые преследовали Лизу во снах. То ли это от долгого их общения, то ли от взаимной симпатии. У входа в ущелье Лиза ощутила на себе чей-то взгляд. Легкая дрожь пробежала по спине и ногам. Она развернулась, насколько это позволял крепко державший ее за руку Павел, и заметила высокую тень у подножия Апанеи. Силуэт напоминал мужскую фигуру. Он просто стоял на одном месте, смотрел в их сторону и, казалось, избегал лунных лучей. Лиза потянула Павла обратно, хотела сказать, что они не одни, но он с такой силой сжимал ее кисть и так упорно двигался к выходу, что все ее сопротивления увенчались очередным рывком вперед. За оградой, где была прикреплена табличка, он остановился. Его пульс стал приходить в норму, в то время как у Лизы возрастал от осознания того, что на пляже за ними кто-то наблюдал. «Что сейчас произошло?» — искаженным от страха голосом выдохнул Павел. «Не знаю. Я много раз подходила к самому краю берега, однако лед треснул сегодня впервые прямо перед тобой». «А мираж? Давно ты наблюдаешь за этим?» «Нет, картинки возникли около 2 недель назад». Ее голос сильно дрожал. До этого все было нормально. Снег, лед, иногда проглядывало сияние или снежные вихри над замерзшей водой. Там был еще кто-то. Когда? С нами на пляже. Я заметила тень у подножия скалы. Потянула тебя за руку, но ты не отреагировал. Павел отрицательно покачал головой. Стал уверять, что Лизе показалось. «Может, все-таки вернемся и посмотрим?» «Нет». Мужчина жестко схватил ее за руку, подтянув к себе. Несмотря на толстый слой одежды, она хорошо ощутила, как сильно билось его сердце и как сильно напряглись мышцы на руках. «Ни ты, ни я, ни кто-либо другой не должен туда ходить. Ты сама видела, что лед треснул, как только я приблизился. Неизвестно, как отреагировала бы вода». «До твоего прихода все было тихо. Вдруг тому человеку нужна помощь?» «Нет», — Павел одернул ее. «Если он из нашего поселка или из Кацвели и смог нас разглядеть, то найдет нас, поделится впечатлениями. Пойдем». Больше он не произнес ни слова, крепко держал Лизу за руку, изредка окидывая беспокойным взглядом. Они перелезли через ограду, и Паша взял Лизу за обе руки, с надеждой и доверием смотря на нее. «Пообещай мне не ходить туда больше». Лиза не хотела его обманывать. Совесть грызла ее душу. Ложь и пустое обещание — вот чем она ответила на доверие. Да, она будет проклинать себя за это, но любопытство будет терзать не меньше. Другого выхода она не видела, ведь если ей не показалось, и у скалы действительно кто-то был, то должны остаться отпечатки обуви всех троих.
и она хотела их разыскать. Лиза желала только двух вещей: чтобы снег не засыпал следы и чтобы Павел не уличил ее во лжи. Глава 2. Незнакомец. Лиза всегда вставала рано, завтракала тем, что попадалось под руку первым, и, захватив с собой горсть сухарей для себя и птиц, отправлялась в парк. Сегодня у нее была другая цель. До рабочего времени оставалось 2 часа. Этого было достаточно, чтобы метнуться до набережной и осмотреть место, где они с Пашей были вчера, а потом вернуться на работу окольным путем, известным только Тане. Подруга поначалу расспрашивала о похождениях на набережную, потом перестала. Она встречала Лизу у намеченного дерева, и они вместе отправлялись на работу. А после того, как узнала, что Павел влюблён в Лизу, стала отговаривать её от походов, всячески убеждая найти себе пару и заняться другим делом. Как всегда, Лиза прокралась к ограде парково-садовой зоны, легко юркнула между металлическими прутьями и зашагала по вчерашним следам. Она могла это делать уже с завязанными глазами. Ей повезло. Ни ветра, ни снега ночью не было, и следы остались незаметенными. Это означало, что на набережной должны были сохраниться отпечатки всех 3 пришельцев. Точнее, одного. Лиза прошла мимо дерева, к которому вчера прижимала Павла, и усмехнулась. Только теперь она осознала, насколько близко были их губы. Он мог воспользоваться этим, поцеловать её. У него также были все шансы убедить её пойти поужинать с ним. Хотела ли она этого по-настоящему? Возможно. Но любопытство. Павел не смог одного — подобрать нужные слова, быть более жёстким, как был вчера, пробираясь через ущелье. Почему? Всё то же. Любопытство, интрига и тайна заманчивы. Лиза вышла к пляжу и отыскала следы. Она прошла по тем местам, где вырисовывались отпечатки от ботинок. Нашла следы Павла и свои. Но новых, третьих, не было. «Но не могло мне показаться. Слишком чёткий силуэт», — думала девушка, внимательно разглядывая берег у подножья скалы. Её отвлёк лёгкий скрип. Кто-то приближался к ней. Она развернулась, откидывая пряди светлых локонов, с которыми играл прибрежный ветер. В нескольких шагах от неё стоял черноволосый, высокий молодой мужчина. На вид ему было лет 25-26, не больше, как и Лизе. Он был в длинном чёрном пальто с широким заострённым кпереди воротником, который прикрывал шею и половину лица. На ногах массивные чёрные бутсы, что привело Лизу в недоумение. Как она могла не заметить следов от такой обуви? Всё грубое, мощное. Взгляд отражал интеллект. Длинные густые чёрные волосы идеально подчёркивали симметрию лица. Эта симметричность отпугивала. «Он не из местных точно», — смекнула Лиза. «Значит, есть вероятность связи с другими городами». «Что ты ищешь?» «Да, ваши следы. Вы были вчера здесь и не подали никакого знака. Почему? Если вы из другого города, мы должны знать об этом. Мы должны наладить связь с другими уцелевшими городами». «Вот как». Мужчина приподнял бровь и с загадочной усмешкой добавил. «У меня другие цели». Он стал ходить вокруг неё, неотрывно отслеживая каждое движение. Так хищники следят за своей жертвой. «Я просто наблюдал за вами вчера, а конкретно за тобой 2 недели. В течение этих 2 недель ты каждый вечер приходишь сюда, чтобы увидеть то, что здесь происходит. Ты ищешь ответы, я тоже их ищу. Правда, на другие вопросы». «Я вас не видела в нашем округе. Где вы живёте? Вас кто-нибудь знает из местных?» «Никто. «Где вы ночуете?» Я не сплю». «Приехали». В груди у Лизы защемило. Ещё один умалишённый. «Как же вы выжили? Где укрывались от снежных бурь?» «Сколько пустых вопросов!» — наигранно выдохнул парень. «Глупенькая девочка, дитя Евы. Человеческая раса настолько глупая, хотя считает себя венцом эволюции.
На самом деле вы жалкие. Вы не можете ничего без электричества, топлива, транспорта. Ваша цивилизация медленно угасает под пучиной снежных, холодных дней. Однако, может, еще не все потеряно для вас. Я пытаюсь это выяснить. «О чем вы?» — изумилась Лиза, делая пару шагов навстречу. Ты поймешь, если предпочтешь общение со мной, а не со своим другом. Незнакомец приблизился вплотную. Приходи сегодня вечером на набережную. Возможно, я дам ответы на некоторые твои вопросы. Девушка отшатнулась от мужчины, покачивая головой. Это нет? Ты хорошо подумала? Он выждал секунд 5 и, не услышав ответа, побрел своей дорогой. Лиза так и не поняла, что сейчас произошло. Не получив ни одного определенного ответа от незнакомца, даже имени, она не знала, как поступить. По сути, он оставался плодом ее воображения, без имени, без следов, без жилья. Она выбралась из мертвой зоны и поспешила на место встречи. Таня уже ожидала ее, подкармливая птиц хлебными крошками и косо поглядывая в сторону подруги. «Белый лист бумаги у меня под дверью с надписью «Встретимся на нашем месте» заставляет меня думать, что вчера вечером Павел разъяснительную беседу с тобой не проводил». Лиза распаковала кулек со своими корками, мельком поглядывая на заботливую подругу. «Он был со мной на пляже». «Шутишь?» — удивилась Татьяна. «Мне интересно, как ты его туда затащила?» Сказала ему, что если он хочет быть со мной, он должен понять мои чувства. Спокойно ответила Лиза, стряхивая крошки с ладоней. «Ты жестока и глупа». Интересно складываются обстоятельства. За это утро меня уже 2 раза называют глупой. Лиза осеклась. Теперь начнутся расспросы неугомонной подруги. «Так и есть. А кто второй человек?» «Не знаю». Девушка пожала плечами, что сильно поразило Татьяну. «В каком смысле не знаешь?» «Пойдем уже на работу, по дороге расскажу». Лиза не знала, с чего начать, как объяснить существование загадочного парня, который без объяснений появляется и также исчезает в никуда. Все-таки она решила коротко рассказать подруге об этом персонаже. «Вчера вечером у одной из скал, где мы были с Пашей, я видела человека. Один из местных? Мы уже уходили, а когда я сказала Паше о том, что видела, он стал уверять меня, что мне показалось. Меня терзали сомнения, и поэтому я пошла сегодня на пляж, чтобы удостовериться в том, что я действительно видела мужчину. Хотела найти его следы. И нетерпеливо отозвалась Таня. И он сам меня нашел. Кто это? Кто-то из патрульных? В том-то и дело, он не из местных. Но это все, что мне удалось выяснить. Парень нес полную несуразицу. Типа он не спит, не ест, нигде не живет и прочее. Поправив шарф, Лиза задумалась. Рассказать подруге про его предложение встретиться или ограничиться вышесказанным. Чрезмерная забота подруги начинала уже доставать Лизу. Она чувствовала себя маленькой девчонкой, каждый шаг которой отслеживали родители. К тому же Таня могла донести все Павлу, а это сузило бы ее свободу до минимума. И куда он делся? Ушел. Куда? А я знаю, по Коралловому пляжу пошел дальше. Ну, либо это просто связной из Коцевели, и он пудрил тебе мозг, наслаждаясь игрой, мало ли. Либо патрульный, который с минуты на минуту донесет на вас с Пашей и вас отправит тягать мешки с углем, колоть дрова, расчищать. Он не был похож на патрульного. Более того, он выглядел очень хорошо, высокий, крепкого телосложения. А лицо — это симметрия. Таких идеально слаженных мужчин я еще не видела. «Куда тебе?» — съязвила Таня. «Тебя, кроме набережной, больше ничего не интересует. Вот что я думаю. Рассказывать о нем не лучшая мысль, ведь ты его не в округах города встретила. Если он живет или работает где-то здесь, мы его увидим. А если он из другого поселка? И не из Коцевели, а вообще из другого округа? Может, есть шанс связи с другими городами? Тогда он объявится. И как разумный человек пойдет к патрульным и расскажет, какова вероятность связи с его местностью». Лиза встрепыхнулась. И все-таки не походил он на нормального. Девушки вышли к приюту. Окошки бледно-розового здания, как всегда, светились обаятельными улыбками детей.
Дворник подметал ступеньки, периодически замахиваясь на мохнатую любимицу детей, собаку Люси, которая так и норовела пробраться внутрь. Прорвав оборону, она бы обошла все лестничные пролеты, собирая лакомство у детей за команду «Голос», и благополучно устроилась бы в котельной. Девушки сочувственно улыбнулись мохнатой подруге и вошли в приют. Молча переодевшись, они разбрелись по своим рабочим местам. Все было как всегда, кроме одного. Лиза одна, теперь уже и Павел, знала, что по вечерам происходит на набережной. От этого ее волнения разрастались, давая возможность фантазиям развивать не самые лучшие события. Ее также беспокоило и необычное поведение незнакомца, его манера поведения, речь, странное предложение встретиться, его надменный взгляд. Лиза поднялась к своей группе детей, которая прямо у двери столпилась для утренних обнимашек. «Лиза, Лиза! Няня Лиза!» — завопили ребятишки 5-6 лет. «Привет всем моим цыплятам!» — поприветствовала их девушка, стараясь прикоснуться к каждому, одарить их лаской, которую могла бы подарить родная мать. «Елизавета Викторовна, а няня Рита не разрешила нам вчера читать сказки на ночь, сразу спать сказала». Поябедничали дети на няню ночной смены. «А Сашу вообще в угол поставили за то, что он своему Мишке колыбельные пел». «Что вы говорите?» — удивилась девушка играючи. «И Михаил спал один?» «Он заснуть не мог без меня», — завыл Саша. «Плакал». «Плакал, значит. Принеси Михаила сюда, посади его за стол. Ребята, давайте все вместе пожалеем Михаила и по очереди будем читать ему сказки, а потом пойдем собирать шишки для поделок». «А его возьмем с собой?» — с надеждой в глазах спросил хозяин плюшевого медведя. «И Михаила возьмем с собой». «А я Фила возьму». «Хорошо, хорошо», — сдалась Лиза под натиском звонких голосов. «Мы все возьмем своих любимцев на прогулку». «Ура!» — завопили дети и принялись выбирать лучшие, на их взгляд, сказки, чтобы успокоить и напуганного медведя, и не меньше напуганного и обиженного Сашу. Лиза знала, что тишины и послушания у детей хватит только на 3 сказки. Потом начнутся ссоры, чья очередь дальше читать. А времени до обеда останется мало, и надо еще на прогулку своих любимцев собрать и самим одеться. Последнее занимало около получаса, поскольку она несла на своих плечах бремя ответственности за их здоровье. Надо было уделить время каждому, завязать шнурки на ботинках тому, кто этого не умеет, проследить, все ли натянули рукавицы и шарфы, напомнить взять своих любимцев, чтобы потом не возвращаться за ними через весь приют. К счастью, няня Рита, на которую дети так жаловались, в то время как они тихо лежали в кроватях без сказки, спокойно укомплектовывала одежду. После очередной сушки развешивала шубки по номеркам каждого ребенка, расставляла сапожки и ботинки по местам. Так установился порядок, за который Лиза любила и уважала Риту. Разумеется, как могла, благодарила за проделанную работу. Наконец, дети расселись по местам, и потерпевший Саша первый начал читать сказку. Мальчик выразительно, с детской восторженностью читал и гордо осматривал всех своих слушателей. Лиза сидела на ковре в окружении малышей и со взглядом полным нежности и тоски рассматривала сирот. Она прогоняла от себя воспоминания о тех днях, когда детей определяли в приют. Каждое появление нового ребенка сопровождалось истерикой, которая цепной реакцией затрагивала детей. Казалось, что они уже смирились с новым местом, чужими людьми, с новыми обстоятельствами. На самом же деле они, просто обессилев эмоционально, затихали. Боль накапливалась и с приходом очередного ребенка вспыхивала. Они не хотели верить в ужасную действительность того, что больше никогда не увидят своих мам и пап. С ними работали психологи. С ними были добры. О них заботились. Работало много воспитателей. Санаторий, переделанный под приют, сделали двойным. Был детский блок и блок, в котором ухаживали за пожилыми людьми. Дети могли посещать второй блок, общаясь и играя с бабушками и дедушками. Но любящих родителей заменить ни на что, ни на кого и никогда нельзя. И Лиза знала, что дети все равно страдают. От этого она страдала сама. Психологи часто напоминали ей, что прошло слишком мало времени, нужно больше, чтобы смириться.
Один из психологов, уже пожилой, давно вышедший на пенсию мужчина, и посоветовал Лизе вести дневник, чтобы не накапливать и не держать в себе эмоции, а выплескивать их на бумагу. Излагать все мысли и чувства так, словно тетрадь — это живой собеседник. Вскоре у нее появился еще один слушатель — море. Там она могла кричать, рыдать, молчать, рассказывать о новых детях, о тех сложных вопросах, что они задают, и просто забываться. Лиза любила каждого из этих детей, как если бы это был ее собственный ребенок. Она любила их ангельский запах, некоторые из них пахли топленым молоком, некоторые — сливочным печеньем, самые младшие — сладкой ватой. Ей нравилась их непосредственность и те миры, которые каждый из них выдумывал. Они были неповторимы, полны чудес и надежды. В дверь постучали, и Лиза мысленно встряхнула себя. Вошла Таня с очередной порцией витаминов. «В обед Павел Алексеевич ожидает тебя у себя. Надеюсь, ты не рассказала ему про мою утреннюю прогулку?» Завуалированно спросила Лиза. «Мало ли кто в коридоре стоит. Пусть лучше думают о любовных интригах и треугольниках, чем о похождениях в мертвую зону. Сама расскажешь». С хитрой улыбкой проворковала подруга, вкладывая витамины ребятам. Дети, как воробушки, сидели с раскрытыми ртами, ожидая кисло-сладкое лакомство. «Тогда почему зовет?» «Ты обещала оценить какую-то его работу». «А, — рассмеялась Лиза. — Он тебе не сказал, какую? В смысле, ты не оценивала? А что, должна была? У вас своя работа, у меня своя. На мне висят и дети, и взрослые. Ты же знаешь, как тяжело работать во взрослом блоке». «Всё, не кипятись. Вот только зря не предложила ему свою помощь, не поделилась мнением о его проделанной работе», — расхохоталась Лиза. «Ладно, если что, я принесу тебе его работу. Если хоть кусочек останется», — усмехнулась девушка про себя. На лице у Тани отразилось явное недоумение. Она пожала плечами и, сделав пару пометок у себя в журнале, удалилась, подозрительно поглядывая на довольную подругу. Все предсказания про сказки и варежки сбылись. После долгих сборов на прогулку у Лизы появилось желание, не дожидаясь обеденного времени, подняться на этаж выше и оценить сдобное творение Паши. Так сильно измотали ее эти несчастные полчаса. Ох, а что на улице будет твориться? Пушистые любимцы полетят в сугробы, как только один из этих маленьких проказников залепит снежком в голову другому. Начнется великая битва за крепость. И полетят варежки, шапки, иногда ботинки по сторонам. Лиза будет бегать, собирать одежду, игрушки. Ах да, надо взять картонную коробку для игрушек, чтобы сразу их сложить туда, иначе после снежков слез будет о пропавших без вести медведях. Не наберешься утешительных слов. Да, носовые платки тоже лучше захватить. 5 штук. Нет, 10, на всякий случай. Будет гоняться за Максимом, который украдет у дворника лопату для расчистки снега, чтобы построить замок. Не забыть Ритин ремень для отпугивания. Наконец-то, все в сборе, все пока целы. День для прогулки выдался великолепный. Выглянуло солнце, мороз окреп, что сделало снег рассыпчатым, отчего снежки никак не лепились, а шишки собирались активно. «Не-не, Лиза». «Что, солнышко? А почему?» Маленькое создание в коричневой шубке с варежками на резинках засмотрелось на работника, который доставал из колодца воду. «А почему вода в колодце не замерзла? Зима долгая. Вся вода в колодце за такое время могла замерзнуть, как море». «А почему ты сняла рукавички?» — сурово спросила Лиза, натягивая их обратно. «Жарко. Миша снял, и я сняла». «Передай ему, если он не наденет их обратно, получит большой нагоняй». «Хорошо. А почему вода не замерзла в колодце?» «Потому что температура земли всегда положительная, и вода не может замерзнуть в колодце. Она словно в шубу укутана. Как травка под снегом, да? Ей там тепло, да?» «Да, милая». «А маме с папой тоже тепло подо льдом в море?» Лиза замерла, не зная, что ответить. «И если им тепло, как травки под снегом, я тоже хочу к ним. По ночам спать холодно». «Милая, мама с папой не в море, не подо льдом. Они на небесах. Они приглядывают за тобой, как ангелы. Боже, за что им все это?» «Я тоже хочу стать ангелом», — заплакала девочка, «чтобы жить на небе с мамой и папой». «Когда-нибудь
начала Лиза утешать малышку, вытирая слезы платком. «Когда ты подрастешь, станешь сильной, мудрой, наберешься опыта, сможешь заботиться о своих близких. У тебя вырастут крылья, и Боженька сам позовет тебя. Ты встретишься с родителями. Сейчас ты еще слишком маленькая. Ты нужна здесь, своему совенку. Кто же о нем будет заботиться, если ты уйдешь? Ему также будет одиноко и холодно. А пока у него есть ты, ему не страшно». Лиза помолчала, вглядываясь в красные глаза девочки и, прижав ее к груди, тихо вымолвила. «Соломея, ты мне нужна». Из дневника Лизы. Как я устала утешать этих малышей. Они задают слишком тяжелые вопросы. Ответы простые, для многих очевидны. Только произнести их вслух, ответить детям труднее всего. В такие моменты мне хочется сбежать от этого мира, спрятаться, зарыться в снег, растаять, как лед, и испариться. Вот почему я вновь и вновь прихожу на набережную. Ни души, ни ребят, ни слез, ни истерик. Просто ветер, просто снег, просто лед. Глава 3. Записка. Время подошло к обеду. Пока дети переобувались, Лиза развешивала на батарее гирлянду из мокрых варежек и штанов. Потом передала ватагу голодных маленьких ртов дежурному по столовой и, расстелив кусок ткани под батареей, поставила ботинки своих цыплят сушиться. Теперь у нее было полчаса свободного времени, которое она планировала провести с Павлом. Узнать, как он спал ночью после увиденного. Поднимаясь к нему, она натолкнулась на свою подругу. Таня кивнула и быстро полетела дальше. В одном маленьком кивке Лиза уловила беспокойство. Таня завернула за угол, достала белый лист бумаги, сложенный вчетверо, и перечитала еще раз. «Я знаю, тебя тяготит груз вопросов, который накопился в душе за год. Приходи сегодня на набережную. Одна. В 9. Ты найдешь ответы, ничего не рассказывай своей подруге. Она твоя помеха». Записку отдал Тане дворник и сказал, что она от неизвестного ему молодого человека, который просил передать ее Лизе. Дворник счёл, раз они подруги, то Таня передаст записку в целости и сохранности, не читая. «Значит, этот человек не выдумка», — прошептала в растерянности девушка. «Интересно, меня Лиза считает помехой или этот неизвестный тип?» Складывая обратно записку вчетверо, думала Таня. «Уж чего-чего, а второй встречи с этим человеком, да еще и в мертвой зоне, я не допущу. Даже если на этом наша дружба разорвется, надо прекращать шатание по набережной». К ее большой радости на другом конце коридора появился Павел. Она решила немного сжульничать. «Еще раз здравствуйте», — не сдерживая радости, начала она. «Я только что видела Лизу. Она поднималась к вам». «Значит, она меня уже ждет. Надо поторопиться». «Она рассказала мне про ваше вчерашнее похождение», — остановила его Татьяна. «Всё-всё? Про пляж». «Что еще?» — насторожился Павел. «И что чувствует к вам?» — слукавила девушка. «Правда». Он немного успокоился, осознавая, что про загадочную аномалию Лиза не рассказывала подруге. «Вам надо быть напористей. Пригласите опять ее к себе домой. Второй раз ей будет совестно отказывать». «Ты так считаешь?» — мило спросил Павел, хотя он и сам знал, как ему поступить. Его так и подмывало бросить болтушку Таню, взмыть по лестнице вверх и показать свое творение Лизе. Только чувство такта помешало покинуть собеседницу. Он тяжело вздохнул. «Поверьте, я ее лучшая подруга. Знаю Лизу очень хорошо. Главное, придумайте такой повод, чтобы она не смогла вам отказать. Заинтересуйте ее. Вы же умеете играть на скрипке. Она любит музыку, почему бы и нет?» «Этакий музыкальный вечер», — усмехнулся Паша. Надо сказать, это он и хотел сделать. Только идея романтического вечера заключалась в том, чтобы вместе приготовить ужин. А еще у него осталась пара бутылок массандровского красного и белого вина, бастарда и алиготе. Он берег их для особого момента.
Павел был рад услышать, что всё-таки для Лизы он не безразличен. Тем временем у Лизы лопалось терпение. До конца обеда оставалось 15 минут, а во рту не побывало ни крошки. Она очень не любила, когда люди, приглашая её, опаздывали, хотя сама имела привычку задерживаться. На лестнице послышались торопливые шаги. «Наконец-то!» — выдохнула Лиза. «Прости, пожалуйста», — затушевался мужчина, доставая ключи от кабинета. «Я заглажу свою вину горячим чаем и пирогом. Заходи». «Очень на это надеюсь», — с предвкушением улыбнулась девушка. «Когда шла к тебе, натолкнулась на Таню. Она выглядела взволнованной. Ты не знаешь, у неё всё хорошо на работе?» «Я тоже её встретил. И да, на работе всё хорошо», — поспешил ответить Павел, разливая чай по кружкам. «А вот с её лучшей подругой...» «А что со мной не так?» «Я же просил тебя никому не говорить о нашем с тобой походе в запретную зону». «Она бы и так догадалась по нашему с тобой обоюдному молчанию». Лиза притихла. Судя по спокойному поведению Павла, Таня не донесла ему о её утреннем визите на пляж. Ну и слава богу, чем меньше знают оба, тем лучше будут спать. Когда он развернул полотенце, комнату заполнил дивный аромат домашней выпечки. У девушки затормозились все рефлексы, кроме обонятельного. Пирог пах домом, в воздухе зависли нотки заботы и тепла. «Превосходно!» «Ты считаешь?» — самодовольно улыбнулся Павел. «Ты ещё не попробовала?» «И отрезай скорее, не томи!» Мужчина рассмеялся. Её нетерпеливость казалась ему забавной. Порой Лиза вела себя как ребёнок, и это не смущало и не злило его, а приводило в восторг, придавало лёгкость. Наверное, по этой причине дети её любили, принимали за свою. Павел был старше на 7 лет, мудрее, опытнее во многих вопросах и считал своим долгом заботиться о Лизе, как она считала своим долгом заботиться о сиротах. Она пыталась им быть матерью и сестрой, а он заменял ей отца, брата. Надеялся и очень хотел, чтобы их дружба переросла в любовь. Он разрезал пирог и положил ей на тарелку несколько кусков. По глазам видел, что она голодная. Помимо полотенца я завернул его в 2 свитера, чтобы сохранить тепло. Утром пришлось подогревать его в печке. Кое-кто вчера немного нарушил мои планы. «Растапливал с утра печку? Во сколько же ты встал?» «Очень рано. Всё для того, чтобы ты оценила, а мои труды не пропали даром». «Не пропали бы точно», — быстро проговорила Лиза, откусывая кусочек. «Таня помогла бы тебе». Божественно!» Лиза закрыла глаза от удовольствия. Паша даже не притронулся к своему куску. С трепетом смотрел, как она, не скрывая наслаждения, утоляет голод. Если бы кто-нибудь сейчас наблюдал за ними, то по одному взгляду Павла понял бы, насколько сильно он желает Лизу. «С курочкой!» — причмокнула девушка. «Да, вчера засек, ощипал, тебе подал». «Хозяйственный мальчик». «Хочу посмотреть, какая ты хозяюшка», — начал действовать Павел. «Хочешь, чтобы я тебе приготовила что-нибудь?» Лиза взялась за второй кусок, оценивая мелкие косички на золотистой корочке. «Может, вместе? Пойдём ко мне сегодня, запечём курицу с овощами в горшочках. Сыграю тебе на скрипке». Он с надеждой взглянул на Лизу. Девушка уже допивала свой жасминовый чай. «Хорошо». «Что, ты согласна?» «Удивлён?» «Да, тебя обычно никуда не допроситься». «Люблю музыку. И потом, я в долгу перед тобой. Ты пошёл со мной на набережную, и я схожу к тебе в гости». «Печально, если этот порыв только возврат долгов», — огорчился Павел. «У меня есть одно условие», — серьёзным тоном сказал он. «Мы не будем говорить о набережной, о прошлом и даже о будущем, если подобные темы будут отягощать наш вечер». Лиза нежно улыбнулась. Ей хотелось именно этого. «Договорились», — прошептала она и, медленно приблизившись, поцеловала его в щеку. День пролетел быстро для обоих. Павел не верил своему маленькому счастью, особенно поцелую. Остаток дня он проходил с задумчивым лицом, практически не отрывая руки от правой щеки, словно сдерживая этот легкий поцелуй. Поцелуй мягких и желанных губ. Он норовил улетучиться, опустошив столь давно изголодавшееся сердце.
Таня была не менее рада. Она надеялась, что ее подруга переосмыслит свое безрассудное поведение и поймет, что лучше быть под чьим-то крылом, чем одной не пойми где. Да, возможно, она чрезмерно печется о подруге, и это порядком раздражает Лизу. Только на то есть причина, и в ней кроется утешение. Лиза напоминает Татьяне о сестре. Нет, ее сестра не погибла, когда начался шторм. Ее сестра осталась в Гродно с родителями, а она взяла отпуск на 2 недели и поехала в Крым. В итоге Семиис стал новым домом, а Лиза — сестрой. Такой же беспечной, бесстрашной и милосердной, как ее родная Катя. Павел единственный знал об этом. Он и Татьяна были друзьями по несчастью. Их объединяла сестринская со стороны Татьяны любовь к Лизе и тайная чувственная любовь со стороны Павла. И у каждого была как своя особая причина не рассказывать об этом Лизе, так и общая. Они не хотели лишний раз напоминать ей о том, что помнят своих родственников и любимых, а она — нет. Они шли молча, наблюдая за падающими снежинками. Перед калиткой своего дома Павел остановился и нерешительно слегка сжал плечи девушки. «В чем дело?» — спросила Лиза, заглядывая за спину Павла. Маленький домик гостеприимно улыбался ей расчищенными дорожками и крыльцом. «Долго ждал», — прошептал Павел и засмотрелся на ее ресницы. На тонких лапках повисло несколько снежинок. «Они не тают от тепла твоей кожи. Неужели ты такая холодная?» «Я не холодная», — тихо и с дрожью в голосе ответила девушка. «Просто замерзла». Он усмехнулся и нежно прикоснулся губами к ее векам. Снежинки растаяли. «Добро пожаловать». Мужчина пропустил Лизу вперед, закрывая калитку, как последний вариант побега возлюбленной. Он все еще не верил этому вечеру. Не верил, что Лиза не испугается, не передумает и не уйдет. Лиза вошла в темный коридор, инстинктивно прошла в комнату, освещенную только лунным светом. «Мы с Таней уже были у тебя дома, помнишь?» «Помню». Павел чиркнул спичкой и зажег толстую свечу на столе. «Ты тогда с лежанки слазить не хотела. Зарылась в одеяло, даже не вылезла нам помочь приготовить». «Да, вот такая я царевна. И это самый лучший для тебя комплимент. Ты умело и быстро построил ее». Мужчина победно улыбнулся и похлопал по шестаку печи. Он зажег остальные свечи, стоявшие на металлических подставках по периметру комнаты. Мягкий теплый свет разлился, согревая душу Лизы. Свечи — замена электричеству, но в комнате Павла они были чем-то большим, чем просто альтернативным источником света. «Можно, пока горшочки будут готовиться, я опять залезу наверх?» Павел подошел к ней. «Только если поможешь мне приготовить их». Он слегка щелкнул пальцем по красному от мороза носу девушки. «Да чего же милый и родной носик?» Лиза с отрадной готовностью сняла пальто и шарф. «С чего начнем?» «С курицы. Накидывай на себя». Павел бросил ей старую куртку. «Пойдем в курятник». Девушка проскользнула за ним к черному выходу, вдыхая аромат сушеных специй. Обтрепанные букеты базилика, фенхеля, лаванды и розмарина висели вдоль стены и заставляли останавливаться и вдыхать тягучие ароматы. Лиза вытащила веточку лаванды. Надо же, какой хозяйственный. Сморщенные и немного выцветшие цветочки лаванды еще хранили в себе аромат солнечных летних дней. В памяти так и прокручивались картины лавандовых полей. Лиза провела веточкой по губам, вернулась в комнату и спрятала сухой кусочек лета во внутренний карман своего пальто. Павел, без сомнения, отдал бы ей все букетики вместо живых роз. Но зачем? Это все их специи и горячие ароматные напитки. Одной веточки для легкой медитации за очередной книгой хватит. Она живо застегнула старую мужскую куртку и направилась к выходу, попутно заправляя волосы под воротник. Вроде как свидание, а потому не хотелось, чтобы длинные волосы отдавали куриным помётам. Лиза не была брезгливой. В приюте с детьми и стариками разные запахи могут витать. Но раз остаешься наедине с мужчиной, хочется быть привлекательной во всех отношениях. Она даже бальзам для губ позаимствовала у подруги. Да, Лиза не думала об интиме, даже более того, была уверена, что ничего такого в первый их совместный вечер не будет.
но выглядеть по-особенному хотелось. А на фоне впалых щек и небольших кругов под глазами от недосыпа ее волосы были достоянием. Длинные, почти до пояса, густые, слегка вьющиеся светлые пряди, за них всегда цеплялся взгляд Павла. Лиза вышла во двор. Полная луна осветила все вокруг, распространяя свой особый аромат тайны. Девушка тут же вспомнила о неизвестном парне. Он что-то знает. Но что? Хотелось бы это выяснить. Опять любопытство толкает к безрассудству. Встречаться с неизвестным мужчиной. Ночью. На набережной. Это верх легкомыслия. «Ты чего там стоишь на холоде?» Лиза вздрогнула и, отогнав от себя ненужные желания, последовала на голос Павла по протоптанной узкой дорожке к сараю. «Ой, какие милые!» «Тихо, тихо, не вопи так, напугаешь несушек. Вот, подержи ее, а я яйца соберу». Как только он вручил ей курицу, радостные визги сменились на нежные поцелуи и ласки. «Что ты делаешь?» — воскликнул Павел, забирая курицу. «Нельзя ласкать животных перед убоем. Они не должны чувствовать привязанность к этому миру. Ты должна быть хладнокровной. Повара милуй целуй, а не курицу». Лиза покраснела, сдерживая смешок. Что за глупая информация с ласками и привязанностью с этим миром влетела ей сейчас в уши? А начальник-то ее все-таки забавный мужчина. Порой зануда, но очень даже милый и забавный. Так, Павел сложил яйца в лукошко и протянул ей. «Держи, отнеси в дом, я сам займусь курицей». «Хорошо», — кивнула она, и как ребенок, которого отругали, а в утешение поручили самое ответственное задание на свете, гордо зашагала по дорожке. «В кладовке возьми штук 8 картофелин и пару морковин, почисти. Ножи и посуда на прежнем месте», — крикнул Павел вслед. «Будет сделано, шеф». Он рассмеялся, провожая своего сушефа ласковым взглядом. Ребенок ребенком. Лиза достала сморщенные и отсыревшие овощи из ящика, вымыла и стала чистить картошку. «Да», — протянула Лиза, — «совсем корявая. Но спасибо и на том. Хоть что-то из свежих овощей сохранилось». Она вырезала гниль, еще раз промыла овощи и с досадой уставилась на кладовку. Что же будет дальше? В кухню со связкой дров вошел Павел. «Я разделал курицу. Скоро будем готовить. Чего застыла?» «Тебе надо либо высушить, либо заморозить овощи. Гниль пошла». «Спасем», — ответил он бодро. Сегодня его ничего не могло огорчить. Он был счастлив, что с ним Лиза. Счастлив, что они вместе готовят ужин, что у них впереди целый вечер и ночь, чтобы сблизиться друг с другом. Лиза прошлась по комнате, разглядывая аккуратно расставленные вещи. Собственно, комната представляла собой сдвоенное помещение. Кухня и спальня в одном, и разделял их круглый стол на 6 человек. Он стоял посередине, окружённый грубо выточенными стульями. Видно, рассчитаны были не столько на красоту, сколько на удобство и прочность. Коридор из кухни вел в предбанник, оттуда во двор к сарайчику. Павел сам его построил и утеплил, чтобы разводить кур. После катастрофы он продумал многое. Он не знал, как долго будет буйствовать зима, но не прогадал, обустраивая дом и курятник. Небольшая печка отлично справлялась со своими обязанностями, протапливала маленькую комнату и заменяла газовую плиту. Кровать, аккуратно застеленная синим махровым пледом, стояла по правую сторону от печи. Между ними располагался комод в 4 этажа, а над ним полочка с книгами и разного размера шкатулками. Особенно ей приглянулась маленькая деревянная шкатулочка с замысловатыми узорами и искусно выточенным венком из вьюнка и незабудок по краю крышечки. «Нравится?» «Очень», — тихо ответила Лиза. «Можно открыть?» Павел слегка замялся. Он стал забрасывать поленья в топку, судорожно разжигать огонь. «Можно», — выдохнул он наконец. Лиза осторожно, словно боясь, что тонкие деревянные листочки могут надломиться, приподняла крышку шкатулки. Внутри лежал мягкий бархатный сверток. Павел подошел и положил ладони ей на плечи, опустив голову на них. «Эту шкатулку я специально заказал у одного старика в нашем приюте. Так же, как тебя, я перенес его через скалы в город. Он спросил, что бы я хотел в благодарность.
Познакомившись поближе и узнав, что он резчик по дереву, я заказал у него шкатулку. Особую шкатулку для обручальных колец. Лиза развернула бархатный сверток. На бордовом лоскутке ткани лежало 2 обручальных кольца. Это кольца моих родителей. Кольцо с гравировкой моей матери для особой девушки, для моей судьбы. «Канубия сунт фаталия», — прочла Лиза. Что это означает? Браки предопределены судьбой. Его слова, срывавшиеся с губ с такой мягкостью, щекотали ей шею, как пушинка. Примирь его. Паша, не проси об этом. Это не просто украшение, это обручальное кольцо. И оно не для меня. О, Лиза, прошептал он едва слышно. Как ты ошибаешься. Девушка развернулась к нему лицом, но, избегая прямого взгляда в глаза, сложила кольца обратно в сверток и поставила шкатулку на место. «Давай готовить». Павел кивнул в ответ, проклиная себя. Глупо с его стороны было такое сказать. Без объяснений. Без права дать ей привыкнуть к его обществу и вечерам с ним. Хотя свое прошлое, настоящее и будущее он каждый день мысленно связывал с Лизой. Они молча нарезали продукты, перекладывая слои овощей кусочками курицы, мельком поглядывая в сторону друг друга. Лиза нарезала их неуклюже, то ли от волнения, то ли от того, что готовила подобные блюда редко. Павел опять, встав за спиной, обнял ее, прижавшись к ней своим телом. Руки девушки задрожали, дыхание участилось. Он аккуратно забрал у нее нож и ловко заработал им, тонко шинкуя морковь. Лиза стояла зажатая между ним и столом, робко наблюдала, как он быстро управляется с овощами. Она попыталась преодолеть волнение и начать разговор. «У тебя ловко получается, как у профессионала». «Хм-хм», — усмехнулся он. «Я люблю готовить». «Да, мои куры будут рады, если ты будешь приходить кормить их корочками хлеба, а не галок и голубей». Лиза рассмеялась и немного расслабилась. «Это они тебе сказали?» «О да, они ревнуют». «Хорошо, передай им, что отныне я буду бывать в курятнике чаще». «Правда?» «Да». Уголки губ сами приподнялись в легком смешке. «Ну что, начинили. Теперь отправим горшочки в печку. Подай ухват». Горшочки один за другим отправились в печь, и Павел, вымыв руки, с улыбкой на лице объявил. «Теперь аперитив». Лиза приподняла брови, провожая глазами загадочно улыбающегося мужчину и гадая, что он имел в виду под аперитив. Павел вернулся через минуту. В руках у него была бутылка красного вина и 2 бокала, а за спиной футляр. «Бастарда? Где ты его достал?» — удивилась Лиза, забирая бутылку и с интересом рассматривая этикетку. «Благодарность от одной женщины. Оно 2 года выдерживается в дубовых бочках. Густая, как кровь. Ярко насыщенная, как рубин». «Креплёная», — девушка невольно усмехнулась. «Хм, хочешь меня с ног свалить?» «Хочу, чтобы ты расслабилась». Мужчина заговорщицки улыбнулся, разливая вино по бокалам. «Держи». Лиза застенчиво приняла бокал. «А ты?» «Сперва сыграю». Он изящно вынул скрипку из футляра, взглядом задержался на часто вздымающейся груди девушки. Он знал, как его игра действует на нее. Выпрямившись, Павел легонько коснулся смычком струн. Воздух покачнулся от первых нот, и комната наполнилась плавными, нежными звуками. Такими прекрасными и такими насыщенными, что душа Лизы вырвалась из тела на свободу. Вино разлилось по сосудам с 2 глотков и окутало ее теплым шлейфом. Вкус был бархатистый, мягкий, ягодный, с приятным шоколадным оттенком. Сладость не приторная, а приятная, без терпкости. Тело разомлело, все мысли, все дела, все проблемы остались где-то за пределами сознания. Только сердце то замедляло, то ускоряло свой ритм, сливаясь в унисон с сердцем музыки. Да, у музыки есть свое сердце. Оно стучит в том ритме, который задан на кардиограмме нотного листа. Музыка, как и человек, может любить и покоряться. Любить в руках мастера, покоряться рукам любителя. Лиза смотрела на своего чудесного мастера, затаив дыхание, и впервые за долгое время почувствовала себя счастливой.
В его умелых руках рождалась магия. Последний аккорд, последний вздох скрипки, и душа вернулась в тело. Сознание, опьянённое музыкой и вином, потихоньку стало просветляться. «Хочу, чтобы это длилось бесконечно. Настолько, насколько это возможно», — прошептала Лиза мечтательно, откидываясь на спинку кресла. Я тоже. Павел положил скрипку в футляр. Это ведь от нас двоих зависит. Девушка ответила легкой улыбкой. «Давай ужинать». Они достали глиняные горшочки из печки. Крышечки смешно подпрыгивали от играющего жара внутри, выпуская горячий пар. В комнате повис аромат печённых овощей и подрумянившейся мясной корочки. «Прелесть!» — восхитилась Лиза, захватывая кусочки моркови с курицей. Павел улыбнулся. Полезешь на лежанку спать или предпочтёшь мягкий матрас? «Конечно, на печку. Она работала, старалась. Как я её брошу?» А я не старался. Чем отблагодаришь скромного музыканта? «Помою посуду», — съязвила Лиза. Я ожидал немного другого. Павел поставил бокал и выжидающе посмотрел на девушку. Может, поцелуем? В другую щеку. Лиза чувствовала, как в груди нарастает волнение от его жаждущего взгляда. Между ними определенно вспыхивали искры. Кстати, он не хотел больше мучить Лизу, встал и подошел к комоду. Весь этот год я собирал информацию о погодных аномалиях в Крыму. Павел достал из первой полки журнал и протянул Лизе. В нем были собраны фотографии семиза в разные сезоны, погодные сфотки, в которых фиксировалась температура, количество осадков за определенный месяц и прочие метеоданные. Посмотри, на Крым уже находили суровые зимы, и море частично замерзало. Причем в разные промежутки истории. «Разница в том, — начала она, пробежав глазами по датам, — что это все было своевременно, зимой, не летом». Да, но люди пережидали морозы. Смотри, Великой называли зиму 1788 года. Морозы достигали до минус 25 градусов. Заметь, у нас меньше. Если и опускались до такой метки, то в первое полугодие. Сейчас стабильно минус 10, минус 15. А иногда и не более 10. Зима 1953 года получила титул «Зимы века». На южном берегу Крыма морозы держались 3 месяца подряд. Высота снежного покрова в этот период превышала 30 сантиметров. Тогда полностью замерзло не только Черное море, но и Азовское. «Паша», — Лиза отложила журнал, — «это были зимы по календарным нормам. Не летом, не в июне морозы настигли людей. И вода не вела себя агрессивно. У людей, которые соприкоснулись с водой, память задета достаточно глубоко. У тех, кто попал под снегопад, частично. Очевидно, что вода хотела дестабилизировать нас. И понятно, что дело не только в нашем полуострове. Раз помощи до сих пор нет, значит, зима теперь везде. Мы имеем дело не просто с природной аномалией». Павел потер лоб и присел напротив Лизы. Я лишь хочу сказать, что не стоит бояться. Помнишь фильм «Послезавтра»? Девушка пожала плечами после ряда попыток напрячь память и что-то вспомнить. Мне врезалась в голову одна фраза. Пережили прошлый ледниковый период, переживем и этот. Лиза погладила Павла по голове, нырнув пальцами в темно-каштановые волосы. Она перебирала их, наслаждаясь их мягкостью и покорным, нежным взглядом мужчины. «Твоя память не затронута так сильно, как моя. Насколько далеко от воды ты находился, когда поднялся шторм?» В отеле «Вилла Голубой залив». Готовил. Павел помедлил с ответом, нервно теребя пальцы девушки. Впрочем, уже не важно. Увидел, что пошли тучи, услышал крики и помчался к набережной. «Зачем? Все наоборот убегали. У тебя кто-то там был?» Павел заколебался, с болью глядя на Лизу. «Давай сменим тему», — отрезал он резко. «Мы договаривались, если что-то будет отягощать наш вечер, не развивать такие темы». Наступила минута неловкого молчания. Шуршание и треск играющего пламени немного нарушали тишину.
Лиза обдумывала сказанное. Неужели у него кто-то погиб? Если так, то он мастерски скрывает свое горе. И только уставшие глаза говорят о тайных переживаниях. Она стала прибирать со стола, и внимание ее переключилось на мелькающую тень за окном. Показался силуэт мужчины с набережной. Лиза замерла с бокалами в руках. Сейчас стук ее сердца перекрывал треск огня. По крайней мере, ей так казалось. Что случилось? Павел забрал у нее бокал и щелкнул возле уха. «Поцелуй меня, прошу». Голос дрожал, казалось, не слушался. Павел отставил бокалы в сторону и, поддавшись столь долго сдерживаемому в себе желанию, обнял за талию и горячо поцеловал Лизу. Жар его губ воспламенил ее сердце вместо того, чтобы успокоить, заставил биться чаще. Медленно, немного пошатываясь, она отклонилась от него и нервно посмотрела в окно. Незнакомец внимательно наблюдал за ними. Павел почувствовал напряжение, взял Лизу за руки и, поцеловав их, осторожно спросил: «Чего ты боишься?» «Его», — девушка кивнула в сторону окна. Мужчина резко развернулся, словно готовясь защитить, но никого не увидел. «Там парень, которого я видела на набережной у скалы. Он наблюдал за нами все это время». «Стой здесь, я сейчас». Накинув пальто, Павел выскочил во двор. Луна, время от времени выглядывая из-за туч, хорошо освещала крыльцо и дорогу. Однако Павел никого не заметил. Все было тихо. Он подошел к окну. Никаких следов. Лиза это поняла, и страх перерос в панику. Иллюзия или реальность? Как такое возможно? Человек без следов, без намека на существование. «Я принесу еще дров», — крикнул Павел через порог. Девушка хотела пойти за ним, но в окне опять замелькала тень. Она подошла ближе. Под резким порывом ветра ставни распахнулись. За окном стоял мужчина в черном пальто. Вот они, холодные пронзающие глаза, похожие на осколки кристалла. Лизу кольнуло в сердце, отдавая давящей болью в груди. Все, что она могла сделать, — это закричать на надрыве. Павел влетел в комнату, бросив поленье. Лиза сидела на полу в оцепенении. Он сел с ней, обнял и стал покачивать. Ставни заходились от порывистого ветра, занавески развивались, касаясь краем головы Лизы. Алые язычки на свечках еще сопротивлялись ветру, но через несколько секунд потухли один за другим, и комнату остались освещать красное пламя печи и лунный свет. Павел помог Лизе подняться и довел до кровати. «Что произошло?» Быстро захлопнув ставни, встревоженно спросил он. «Ты не поверишь. Скажешь, что я спятила. Я не знаю, что происходит». Поджав колени под себя, Лиза зарыдала. «Тихо, тихо, тихо. Не отходи от меня», — всхлипнула она. «Тише». Павел погладил ее по голове. «На улице никого нет. Успокаивайся». Он лег рядом, продолжая непрерывно перебирать волосы, пока она не уснула. Он размышлял о том, как быть дальше, дать ей возможность отдохнуть от работы, но тогда она будет одна без присмотра, что послужит большим соблазном отправиться на набережную. После чего она будет накручивать себя все больше и больше. Либо поместить в приют в качестве пациентки. Днем она будет под присмотром медсестер, вечером он будет забирать ее к себе домой. Поймет ли она такую помощь? Это может стать большим ударом для психики. Трудно доверять близким людям, когда они считают тебя сумасшедшим. И она рассудит именно так. Глава 4. Эстер. Проснувшись ранним утром, первое, что ощутила Лиза, это странную слабость в теле и ровное, теплое дыхание Павла. Оно согревало ее плечо, щекотало шею и линию ключиц. От этого возникали мелкие мурашки, волнительно сбегавшие к животу. Такой близости у них еще не было. И как же она целый год могла противиться этому? «Эй!» — Лиза положила ладонь ему на щеку. Веки мужчины медленно приоткрылись.
Он улыбнулся, скрыто радуясь такому стечению обстоятельств. Не испугайся она вчерашнего порыва ветра, они вряд ли бы проснулись вместе. Уже светает, пора вставать. Тонкие пальчики, едва касаясь, очертили линию губ Павла. До чего же нежны и многословны подобные касания? Ему не хотелось вставать. Он желал только одного — лежать с ней в обнимку под одним одеялом и ни о чем не думать. Чёртова работа, чёртова зима, чёртов психоз. Он взял ее за руку. «Как ты себя чувствуешь?» «Немного знобит, есть небольшая слабость. Ничего страшного, просто нужно умыться и...» «Ты не пойдешь сегодня на работу». «Почему? Кто меня заменит?» «Я найду кого-нибудь. Тебя угнетает атмосфера в приюте. Знаю, нелегко быть матерью для этих детей». «Многим тяжело работать в приюте», — попыталась постоять за себя Лиза. «Это не повод». «Вот упрямая. Побудь дома хотя бы один день». «Ты мне не веришь, что я видела кого-то? Считаешь меня спятившей? А окно?» Павел встал с кровати. «Просто ветер». «Это не так. Я видела его. Вчера утром я пошла на набережную. Мне нужно было удостовериться. И тот мужчина был там». «Он говорил с тобой?» Голос звучал напряженно. «Сказал, что мы заслужили то, что имеем. Больше ничего, кроме...» «Кроме?» «Просьбы встретиться с ним». Павел подошел к столу с неприбранной посудой, налил себе бокал вина и выпил одним глотком. Почему-то горло сильно сушило. «Прибери, пожалуйста, тот. Я отскочу на пару часов в приют. Когда вернусь, мы поговорим с тобой о твоем состоянии». «Я не сумасшедшая», — вырвалась у растерянной девушки. «Если ты сейчас пойдешь и расскажешь о том, что видел на море вечером, тебе так же никто не поверит, как ты не веришь мне. Никто не осмелится пойти посмотреть из-за страха. Тебя сочтут за сумасшедшего. Если чего-то не видел, не означает, что оно не существует». Лиза заплакала. «Я не спятила». «Хорошо, допустим. Допустим, ты кого-то видела», — смягчился Павел. «Но сегодня останься дома. Я скоро вернусь, и мы всё обсудим. Обещаю». «Лиз, пойми». Глаза мужчины мигом потускнели. «На мне лежит большая ответственность». «Я знаю». С пониманием вымолвила Лиза и прикрыла веки, пытаясь прогнать, запихнуть обратно внутрь слёзы. Павел сел за стол и, не произнеся больше ни слова, доел вчерашний ужин. Просто потому, что так нужно. Так делают все. Завтракают и идут на работу. Голода он не ощущал, только горло сушило. Завтракают, расчищают дорожки и идут на работу. Чёртову работу. Он сам уже давно на успокоительных, лёгких, однако организм уже привык к ним. И ещё пара видений у Лизы, ещё несколько походов на набережную, и можно искать таблетки посильнее. Мужчина сжал губы, несмотря в сторону плачущей девушки, переоделся и вышел из дома. Он не знал, как по-другому поступить. Решил, что так будет лучше — оставить дома на пару часов, а по возвращении поговорить. Иллюзия картин, возникающих подо льдом, тоже не давала покоя. В ясные звездные ночи из любого уголка города было видно сияние, словно полюс сместился. Аномалия нет. Почему? Павел посмотрел в сторону моря и вспомнил предыдущие ночи. Если смотреть издалека, то кажется, что мелькающие образы на льду — это отражение сияющих волн Авроры. Но это образы Вселенной, возникающие подо льдом или даже внутри самого льда. И увидеть их можно, находясь непосредственно вблизи. Поэтому никто не обращает внимания, — думал он. Если знать действительно, что там происходит, можно свихнуться. Лиза 2 недели наблюдала за этими явлениями. Ей могло много чего показаться. Человек у скалы, потом возле дома. Она под впечатлением, перевозбуждена. Заключил он и, войдя в приют, сразу направился к медблоку. Успокоившись, Лиза наконец встала с кровати, налила себе стакан воды и уставилась в окно. С неба падали большие белые хлопья. Они кружились, мягко покрывая землю новым слоем белого одеяла. Лиза чувствовала себя так, будто ее предали.
Возможно, Паша в чем-то прав. Ей действительно необходимо отдохнуть. Заботиться о сиротах, отвечать на простые и в то же время сложные вопросы о жизни. День за днем одно и то же. Все, что ее сейчас окружает, непрестанно напоминает о том, что нормального будущего может не быть. Счастливое прошлое с настоящим домом и любимыми людьми затерялось где-то в глубинах памяти, и достать их можно только при помощи сильных чувств. Ее опять тянуло к морю. Вблизи застывшей воды некоторые моменты прошлой жизни всплывали, до того мгновения, пока она не увидела необъяснимые парящие картинки. После этого настоящее потеряло смысл. Лиза поняла, что бы ни происходило с человеком на Земле, для развития Вселенной, для других живых существ, это не имеет никакого значения. Жизнь была, есть и будет. Лиза вышла из раздумий и принялась заправлять постель. Несколько перышек проскользнуло по руке. Это напомнило ей, как нежно Павел гладил ее плечо, пока она не забылась крепким сном. У его груди было так спокойно и тепло. Если бы существовал способ повторить эту ночь, она бы непременно прибегнула к нему. Девушка неуверенно подошла к столу и опять посмотрела в окно. Ее волновал тот незнакомый мужчина. Почему только она его видит? И почему Павел ей не поверил? Да, следов не оказалось, но он должен был ей поверить, особенно после увиденного на море. Тот мужчина — не галлюцинация. И Лиза точно это знала. Чувствовала, что он реален так же, как снег в Семиизе. Собрав всю посуду в таз, она стала мыть. Руки быстро покраснели, но за год уже было привычно возиться с холодной водой. Лишний раз растапливать печь ей не хотелось. Она периодически останавливалась и растирала ладони махровым полотенцем. Затем сполоснула всю посуду и расставила для просушки на решетку возле еще не остывшей печки. Она подумала, что не мешало бы сварить какой-нибудь каши или суп на обед. В бочках оставалось мало воды. Пришлось взять ведро и идти к колонке. Снежинки одна за другой целовали ее лицо, на душе полегчало. Лиза вытянула руку вперед, раскрыв ладонь, стала ждать, когда белые мотыльки усядутся на перчатку. 1, 2, 3. «У этого художника безграничная фантазия», — восхитилась Лиза. «Идеальная симметрия». «Жаль, что твое зрение не дает большей возможности, чтобы насладиться полной красотой этих кристалликов льда». Девушка вздрогнула и резко развернулась. Перед ней стоял тот самый мужчина в черном пальто. Ворон промелькнуло у нее в голове. Настоящий ворон. Хитрый, умный взгляд, в котором просматривается гордость и гибель. Да, именно гибель. Предвестник смерти в скандинавских легендах и мифах. Лиза зажмурилась и мотнула головой. Чёртовы сказки. Надо меньше читать. «Ты проигнорировала второе мое предложение встретиться и получить ответы». Незнакомец пристально посмотрел на нее. «Почему?» «Что?» — удивилась девушка. «Я не понимаю, какое второе предложение?» Мужчина приподнял бровь. «Разве?» — усмехнулся он. «Ах да, я, кажется, понял. Твоя подруга Таня позаботилась о тебе и не отдала записку, которую я тебе написал». «Записку? Стой, хочешь сказать, что она тебя видела? Вы встречались?» «Нет, я отдал записку дворнику и сказал, чтобы передали тебе. Но этот простофиля отдал ее твоей подруге. Впрочем, моя глупость, признаю». Легкий смешок мужчины, и Лиза, будто пробудившись от него, выдохнула с облегчением. «Я не спятила». «Нет, с тобой все в порядке». Она не стала слушать его дальше, бросила ведро в сугроб и побежала на работу. Ей необходимо было найти Таню и рассказать все Павлу. Она пулей влетела в холл, даже не заметив, что у приюта стоял Павел и разговаривал с рабочими. Зато он, увидев ее в слишком возбужденном состоянии, побежал за ней. Лиза зашла к Тане в процедурный кабинет, молча ожидая объяснений. Ее трясло от злости, но она хотела увидеть, какими глазами посмотрит на нее подруга, если сможет посмотреть. «Лиза?» Татьяна встала из-за стола и удивленно уставилась на дрожащую девушку.
«Что ты здесь делаешь? Ты не имела права!» Сиплым, подергивающимся голосом проговорила Лиза. «Из-за тебя Паша думает, что я спятила, что мне приснился, померещился тот человек». «Что происходит?» Павел вошел в кабинет и в недоумении посмотрел на обеих девушек. «Лиз, расскажи ему, расскажи, покажи записку». Татьяна поняла, в чем дело. «Я выбросила ее», — проговорила подруга с полной уверенностью, что поступила правильно. «Ты что? Выбросила?» Лиза подошла к подруге. «Меня достала твоя забота. Ты не имела права читать ее. Ты вообще не имеешь права лезть в мою личную жизнь. Реализовывай свой материнский инстинкт на ком-нибудь другом». «Сестринский», — вымолвила Татьяна, чувствуя укол в сердце. Павел ухватил девушку за локоть. «Лиз? А ты?» — Лиза оттолкнула его. «Как ты мог подумать, что я сошла с ума? Ты не поверил мне. И что бы ты сделал, вернувшись домой? Стал уговаривать лечь полечиться?» «Лиза, ты слишком разошлась, успокойся», — занервничала Таня. «Это не его вина. Ты и вправду ведешь себя как обезумевшая. В одном ты права. Возможно, мне не следовало читать. Возможно?» Лиза размахнулась и со всей силой дала пощечину растерявшейся подруге. Пока Таня судорожно оправдывалась перед Лизой, Павел набрал успокоительное и, подойдя со спины девушки, вколол ей в бедро. Лиза вскрикнула от резкой боли. «Лизи, девочка моя, успокойся». Он положил свои ладони на горящие щеки девушки. «Это успокоительное. Это просто успокоительное». Оторопев на секунду, Лиза стряхнула его руки с лица и отошла на пару шагов. «Никогда, слышишь? Никогда не подходи ко мне. Вы оба. Я вас ненавижу». Она смахнула слезу со щеки и бросилась из кабинета вон. Выбежав на улицу, она свернула за угол приюта. Ей хватило сил еще на пару шагов, потом ноги задрожали, и она, медленно, держась за стенку, сползла на землю. Место укола поначалу пощипывало, потом боль притупилась, голова потяжелела, тело обмякло, и в глазах замелькали черные мошки. Чьи-то сильные руки подняли ее. Через небольшую дымку в глазах она увидела темный силуэт. Она летела на его руках через весь парк. Снежинки по-прежнему целовали ее в лицо, губы, лоб, садились на ресницы и волосы, щекотали шею и таяли, оставляя холодные, мокрые полоски. Он не стряхивал их, просто нес через заснеженный парк. Показалось, что это длится вечно. Замелькали верхушки можжевельников. «Он несет меня через можжевеловую рощу? Куда? К подножью кошки?» Лиза многократно пыталась сориентироваться. Нет, до нее еще далеко. Он ускорился, пошел быстрее, почти бежит. Свернул. Как же муторно. Кипарисовая аллея? Это верный способ напороться на патрульных. Нет, где же мы? Каменная стена, мы спускаемся к набережной. Как часто стал падать снег? Неужели метель начинается? Мужчина остановился и опустил Лизу на ноги, облокотив на себя. Правой рукой он придерживал обессиленную девушку за голову, левой стал расстегивать пуговицы своего пальто. Он был внимателен и сосредоточен, чтобы при необходимости успеть подхватить девушку. Потом он переложил ее на правую руку и, освободив левую из рукава, снял пальто. Он живо обернул им Лизу, прикрывая шею и щеки воротником. Она оказалась завернутой в двойной кокон. «Беседка Ротонда», — сообразила она. «Мы у набережной». Мужчина опять взял ее на руки и понес к перилам беседки. Лиза смогла немного наклонить голову в сторону и увидела мутные очертания скалы Дивы. Она услышала мягкое шуршание под собой. Незнакомец, не отпуская ее, стер локтем снег с перил и положил ее на узкий бордюрчик, продолжая придерживать под головой и коленями. «Придется переждать здесь», — проговорил он бесцветным голосом, всматриваясь в туманную даль замерзшего моря. «За год море должно было покрыться большим слоем снега, как земля, но оно по-прежнему покоится только под толстым слоем льда. Почему?» Он перевел взгляд на девушку. «Ты ведь задавалась этим вопросом?» Лиза попыталась повернуть к нему голову, но и шарф, и двойной слой пальто не дали этого сделать. Снег питает лед, наращивает его массу и возможности.
ответил он и тихо добавил. Приносит новые воспоминания. Лиза не поняла, о чем он говорит. Дрожь пробирала насквозь, пальцы ног стали неметь. «Холодно», — прохрипела она. Мужчина прижал ее к себе крепче, придерживая за плечи одной рукой, второй стал водить по ногам девушки. Она почувствовала, как от его рук исходит тепло. Оно плавно разливалось по телу, казалось, подошло к самому сердцу. Ощутимое блаженство окутало Лизу, веки потяжелели, и она уснула. Павел, разгоряченный, зашел в кабинет Татьяны. Мысленно она уже была готова к объяснениям, поэтому просто указала на стол. Павел сел напротив и сурово заговорил. «Ты не имела права так поступать. Я пытался его догнать, но этот тип, чёрт бы его подрал, как сквозь землю провалился. И знаешь, что самое интересное?» Он покачал головой. «Никаких следов. Ничего. Мистика. Может, сообщить патрульной службе? Они прочешут рощу, парк, если надо, набережную. Это их работа». У Павла блеснуло в глазах. «Ты знаешь, сколько вопросов возникнет? К нам, к Лизе». Татьяна видела, что он в ярости, и как можно осторожно произнесла. «Я только хотела помочь. Тебе, вам обоим». «Ты должна была прийти ко мне. Я в ответе за Лизу. Я. А ты за детей и стариков. Тебе работы мало». Он беспомощно покачал головой. «На кой чёрт она ему?» Он звал её на набережную. Всё так же осторожно продолжила девушка. В записке было сказано, что он знает ответы на её вопросы. Они, скорее всего, там. Я сунулся было туда, но на Кипарисовой аллее ходили патрульные. Можно, конечно, пойти той тропой, что Лиза ходит. Он посмотрел в окно. Но снегопад. И в приюте я уже устал объяснять, придумывать, куда я постоянно отлучаюсь. Попробуем переждать. Татьяна с сочувствием смотрела на Павла. Он дышал часто, сжимал и разжимал кулаки. Возможно, что Лиза придёт в общежитие. «А если нет?» — оборвал он резко. «Придётся сообщить патрульным, и тогда...» «Она вернётся», — с уверенностью сказала Таня. «Не будут же они всю ночь на набережной находиться, тем более в такую погоду». «Возможно», — проговорил он и быстро удалился из кабинета, оставив Татьяну в полной растерянности. Конечно, она чувствовала вину и переживала, но где-то глубоко внутри она знала, что с Лизой всё хорошо, что завтра она её увидит опять. Уже не впервые Лиза так внезапно исчезала, а потом, как ни в чём не бывало, появлялась. Город постепенно окутали сумерки, в воздухе появился запах печного дыма. Снегопад прекратился, и снежные облака немного распустились, пропуская лучи стареющей луны. Лиза потихоньку стала приходить в себя. Она приподняла голову, на руках её нёс тот самый незнакомец. Пришла в себя. Он поставил её на ноги. Пришлось побегать от твоего дружка по саду. Павел шёл за нами? Пытался, но снег хорошо замел следы. Пошли. Куда? К тебе домой, в общежитие. Лиза плохо соображала, да и сил не было расспрашивать, поэтому она молча повиновалась незнакомцу. К тому же она надеялась, что он прольёт свет на сложившуюся обстановку. На вахте никого не было. Вахтёр, зная, что столь поздно никто не ходит гулять, лёг отдыхать в своей небольшой комнатке рядом с вахтой. Они тихо поднялись по слабо освещенной луной лестнице и свернули к комнате, где проживала Лиза. Ей стало очень интересно, откуда незнакомец знает, в какой комнате она живет. «Завтра будет сильная метель». С невозмутимым видом начал он, доставая ключи от комнаты из кармана своего пальто. Девушка удивленно посмотрела на ключи, а потом на него. «Я вытащил их из твоего пальто, чтобы они не выпали». Она прошла в свою маленькую комнатку и плюхнулась на кресло. Слабость все еще одолевала ноги. Незнакомец раздвинул шторы. В темную комнату прорвался кусочек лунного света и упал на ковер, где лежал дневник. Лиза любила писать в дневнике, лежа на полу. Так она могла время от времени, поднимая голову, любоваться звездами. Мужчина поднял его. «Ведёшь дневник? Романтик. Положи, пожалуйста». «Я и без дневника могу рассказать о тебе многое, о твоих чувствах, мыслях». «Не нужно». Лиза недовольно посмотрела на него. «Откуда ты взялся?
свалился на мою голову без объяснений. Давай так, ты идешь в постель, отдыхаешь сегодня, завтра. Потом приходишь ко мне на набережную. Мы поговорим. Завтра днем, как я уже сказал, будет сильная метель. Тебя никто не побеспокоит. Понимаешь, о ком я? «Откуда ты знаешь, что завтра будет?» Лиза недоверчиво посмотрела на него. Знаю. Поверь. «Почему на набережную? Почему не здесь и не сейчас?» Ты устала, не способна воспринимать информацию и здраво рассуждать. Ложись спать. С тем же невозмутимым взглядом он отдал ей дневник и ключи. Она хотела было задать еще один вопрос, но мужчина поспешно удалился. «Ни здравствуй, ни прощай. Про вопросы и ответы и забыть можно». Скинув с себя одежду, Лиза забралась под одеяло. Уставшие ноги сильно ныли, руки ослабли, а во рту сильно пересохло, ощущался слабый металлический привкус. «Да, неплохое успокоительное вколол мне Павел», — поморщилась Лиза, ища удобное положение. Так вертелась она долго, ища подходящее положение для своих ног. В итоге психанув вскочила и подошла к графину с водой. Даже в таком небольшом сосуде она видела море, слышала его зов, ощущала непреодолимую тягу к воде. Она стала покачивать графин и наблюдать за колыханием маленьких волн. Они ударялись о прозрачные стенки, создавая вибрацию и рябь, погружая Лизу в транс. Ощутив полное удовлетворение от игры, она с жадностью выпила 2 стакана и вернулась в постель. В последнее время ей снился один и тот же сон, и в эту ночь ее опять колыхали волны. Пели свою таинственную песню. В ней была жизнь. Каждый всплеск звучал органично, дополнял последующий, сливался в общую колыбельную. Потом море замерзло, и Лиза пробудилась ото сна. Не веря своим глазам, она подбежала к окну. На улице гуляла такая метель, что массивные деревья еле просматривались. Незнакомец оказался прав. Ее никто не потревожит сегодня. Лиза вспомнила, что со вчерашнего дня во рту не побывало ни крошки, и организм накопил сил только за счет крепкого сна. Она открыла буфет с консервированными продуктами. На общую кухню идти не хотелось, хотя там находился баллон с газом, и можно было сварить чего-то более существенного и теплого. Но она боялась столкнуться с Таней. Лиза повисла в раздумьях на створках. Ей было очень стыдно за свое поведение. Слишком уж грубо она обошлась и с ней, и с Павлом. Он сильно переживает. Девушка тяжело вздохнула, проклиная себя и свою импульсивность. Так она простояла долго, прокручивая в голове ссору и понимая, что можно было обойтись без рукоприкладства и колкостей. Чувство голода опять напомнило Лизе о консервах. Она достала банку с консервированной фасолью, отрезала кусок хлеба и, усевшись поудобнее на подоконник, стала лакомиться и наблюдать за карнавалом снежинок. Из дневника Лизы. Почему человеку так сложно поверить в то, чего не видно или не слышно? В то, что неосязаемо? Таня влезла в моё личное пространство, скрыв письмо, которое предназначалось мне. Будь оно у меня, я бы сразу показала его Паше. Он бы поверил, а так посчитал, что мне всё показалось, что мужчина у скалы плод моего воображения. Да, мне бывает очень плохо. Я устала от определённых вещей, но не до такой степени, чтобы не суметь отличить реальность от видений. Я сильно обидела Пашу и грубо обошлась с Таней. Как бы бестактно она ни повела себя по отношению к моей жизни, я не должна была замахиваться на неё. Совесть грызет. Мне больно от того, что я отогнала от себя близких мне людей. Любимых людей. Но я больше ни с кем и никогда не буду делиться своими взглядами и чувствами. Хочу на набережную моря. Хочу подальше отсюда. Подальше, насколько это возможно. Лиза прибрала свою комнату, и ей опять захотелось есть. Одной банки фасоли оказалось мало. «Определенно нужно съесть чего-нибудь более существенного», — выдохнула Лиза, отправляя свой дневник и другие книги на полку. Достав коробку с мясными консервами, она выбрала рагу с телятиной. Пару ложек, и ей стало муторно. Лиза склонилась над раковиной и ее вырвала. Когда желудок опустошился, позывы еще долго не прекращались.
Мозг не хотел воспринимать даже запах консервированного мяса. Тело дрожью показывало отторжение к этому продукту. Лиза закрыла нос и, стараясь дышать ртом, спрятала консервы в стеклянную банку и закрыла крышкой. Организм опять подал сигнал голода. В животе заурчало, голова закружилась, потемнело в глазах. Она нащупала лежавшую рядом открывалку, достала из коробки еще одну банку телятины и начала открывать. Наверное, та испортилась, а я с голоду зарубила банку. Где ж тут печень выйдет? Аромат пряной телятины, точно стрела, врезался в мозг, заставив тело склониться над раковиной. «Что происходит?» Задыхаясь от боли в животе, процедила Лиза. Она составила все консервы в ряд и открыла. Хлынул резкий запах пряного мяса и рыбы. Она по очереди начала пробовать, беря по чуть-чуть с каждой банки и выжидая реакцию. Выворачивала сразу, словно организм сопротивлялся чему-то. «Чего же ты хочешь?» Желудок снова заурчал. Осталось 2 банки. Горбуша в собственном соку и свинина. Девушка дрожащей рукой отковыряла кусочек рыбы и поднесла ко рту. Манящий аромат раздразнил вкусовые рецепторы и потекли слюнки. Кусочек за кусочком организм принял это удивительное вкусное яство. Осталась свинина. Лиза поднесла банку к носу и осторожно вдохнула. Ничего, всё хорошо. Видимо, и это организму пришлось по душе. В чём же разница? Она развернула все баночки составом на себя и поняла. Организм бурно реагировал на искусственно синтезированные консерванты. В рыбе и свинине их не оказалось. В них была только соль. С разинутым ртом и большими глазами Таня взяла коробку с открытыми консервами. «Ты плохо выглядишь. Неужели из-за консервированных продуктов?» «Не знаю», — простонала Лиза, робко входя в комнату подруги. «Рвало только о тех, в которых искусственные консерванты». Подруги молча посмотрели друг на друга. «Тань, прости, пожалуйста, за вчерашнее. Я не знаю, что на меня нашло». «У тебя случился нервный срыв», — проговорила Таня, глядя в пол. «Ну, я тоже хороша. Мне не нужно было так досаждать, и потом эта проклятая записка. Ты в последнее время сама не своя и...» Подруга, поставив коробку на стол, с пониманием посмотрела на Лизу. «Я не буду больше лезть в твою жизнь». «Спасибо», — тихо и с большим облегчением проговорила Лиза. Они крепко обнялись. «Паша беспокоится о тебе. Он также не одобрил мой поступок. Он винит себя за то, что сразу не поверил. Я поговорю с ним. Обязательно поговори. Так, Татьяна осмотрела Лизу. А раньше такое было? Может, у тебя аллергия на специи? Ну, за год ничего не беспокоило. Хотя мог сыграть накопительный эффект, но тогда бы многим было плохо. Лиз, а вы с Пашей тем вечером не... Нет, ничего такого не было. Ты так сильно уверена в том, что у тебя был возлюбленный? Осторожно спросила подруга. Иногда ночью я чувствую чьи-то прикосновения, словно сама память заставляет пробудить тело, напомнить ему, что я засыпала не одна. Ладно, оставим это. Переубеждать Лизу в том, что это мозг так борется с одиночеством, Татьяна не хотела, поэтому принялась осматривать белки глаз девушки и консервы. «Твое отравление. Меня ни запах, ни цвет, ни вкус», — облизав ложку, пожала плечами подруга. «Не беспокоит. Может, все-таки аллергия?» Колеблясь, Таня уставилась на подругу. «Что? В чем дело?» — насторожилась Лиза. «Незнакомец. Он же тебя домой отнес?» «Нет-нет», — возразила девушка. «Ничего не было, да я бы и не позволила. И вообще, ты медик или кто? Эмбрион за сутки не вырастает». Таня засмеялась. «Ты у нас такая аномалия, что все возможно». «Не хочу заводить детей. Не здесь». Промычала, покачав головой подруга. «Если каждая девушка будет так думать, мы все вымрем». «Возможно, это и к лучшему. Экосистема скинет балласт». «Перестань», — цокнула Таня. «Откуда взялся этот негатив?» Лиза простодушно пожала плечами. Уже несколько лет это является горькой правдой. Пластиковая чума, ядовитые отходы производства,
Деятельность человека, отягощающая развитие жизни на планете. СМИ говорила об этом постоянно и до катастрофы. Меня, конечно, распирает от вопросов по поводу твоего нового друга, послышался вкрадчивый голос подруги. Лиза уставилась на нее, не зная, с чего начать повествование о новом знакомом, но в этот раз Татьяна облегчила ее участь. Девушка, понимающе улыбнулась и, сдавшись, подняла руки. «Раз обещала больше не лезть в твои дела, не полезу. Расскажешь Павлу, он с ума сходит. А пока иди отдыхать. Ты действительно очень плохо выглядишь. Если метель закончится сегодня, пойдёшь завтра на работу? Конечно, могу тебе справку оформить, что ты заболела. Паша найдёт замену, пока там Рита совсем справляется. Да, оформи справку. На работу пойду, но только за тем, чтобы извиниться перед Пашей. Потом хочу отдохнуть и... У тебя есть что покушать? Не могу, с голоду умираю. Осталась гречневая каша. Давай, кастрюлю помою, верну. Таня принесла кастрюлю Лизе. Девушка взяла кастрюлю, протирая голодными глазами дырку в крышке. «Иди ешь», — усмехнулась подруга и, закрыв за Лизой дверь, принялась рассматривать консервы. Пожав плечами, девушка выставила их на балкон. Хороший холодильник. Что? Что он там делает? Напротив балкона стоял тот самый парень в черном пальто и косо поглядывал на нее. «Маньяк какой-то», — промелькнуло у Тани в голове. «Не нравится он мне». «Вы мне тоже», — прошептал незнакомец и скрылся за раскидистым старым дубом. Метель закончилась этим же вечером. Лиза, довольная, что помирилась с подругой и позаимствовала у нее кастрюлю с кашей, улеглась спать. Более-менее в голове сложился небольшой план действий на завтра. А пока ее опять ждали волны, обнимали и колыхали, успокаивая душу. Ранним утром ее разбудил бурный топот сапог под окнами и шуршание лопат. «Елизавета Викторовна!» — в дверь постучала вахтёрша. «Не соблаговолите спуститься и помочь расчистить дорожки?» Лиза кое-как добрела до графина с водой и выхлебала половину. Умывшись ледяной водой для придания своему телу бодрости, она запихнула горстку сушеных яблок в рот и, одевшись, вышла на лестничную площадку. Постучав в дверь Таниной комнаты и не услышав ни ответа, ни топота в сторону двери, Лиза закинула кастрюлю обратно к себе в комнату и побрела на улицу. «Золушка!» — посмеялась Лиза, глядя на красную и растрепанную подругу. «А чего меня не разбудила? Я стучала тебе, звала минут 5, да и по общежитию носились с инвентарем так, как поезд по рельсам. Ты же продолжала дрыхнуть», — с укором пробормотала Таня. «Спасибо вам за успокоительное», — Лиза поклонилась. «Металлический привкус и головокружение до сих пор. Во-первых, мы даже не представляли, что оно так подействует на тебя. Во-вторых, оно давно должно было выйти из организма». Отмахнулась Таня, протягивая Лизе лопату, радостно передавая эстафету. «Вон да туда. А головокружение твое, скорее всего, от отравления». «И ты всё равно даришь мне лопату?» Таня невинно пожала плечами. «Всё по справедливости. Удачи!» Лиза сделала реверанс и активно принялась за работу. Глубокий вдох, выдох, снова вдох. Как здорово вдыхать свежий морозный воздух. А приятное шуршание снега под ногами, а небесная синева, манящая своей чистотой и прозрачностью. Только она спасает от слепящего искристого снега. Лиза периодически останавливалась, чтобы отдохнуть и позволить глазам расслабиться. По небу поплыли тонкие нити с изогнутыми расплывчатыми краями. Они переросли в перистые облака и краем своего неровного крыла прикрыли солнце. В глазах спало напряжение, и можно было, не щурясь, без слез смотреть на снег. Работа пошла быстрее. Лиза поспешно сгребла снег в горку у ворот общежития и с чистой совестью побежала сдавать отчет о проделанной работе вахтёрши. С обаятельной улыбкой она вернула ей лопату и тыкнула пальчиком в окошко в сторону центрального входа. Спасибо Тане. Она расчистила самую широкую ее часть у крыльца, а Лизе досталась дорожка, ведущая к калитке, и ответвление от нее, подходившее к воротам. Поскольку машины сюда уже не заезжали и не выезжали, в эту часть просто сгребали снег. За себя она была безмерно рада, что так быстро освободилась, но искренне сочувствовала мужчинам, которые с самого утра расчищали дороги. Павел тоже наверняка убирал снег возле приюта.
И Лиза чувствовала, что он всем сердцем жаждет ее увидеть, а не разгребать сугробы. Обычно она помогала с уборкой снега на Кипарисовой аллее с примыкающими к ней улицами добровольно и не ждала, пока организуют группы желающих. Иногда, конечно, приходилось задействовать большую часть населения, чтобы не замело окончательно главные дороги, объединяющие разные части города. Но сегодня она хотела разобраться с теми вопросами, которые давно терзали ее душу. Лиза побрела своей намеченной тропой к приюту через парк. За ночь у нее сложился план. Она извинится перед Павлом, возьмет несколько выходных и встретится с незнакомцем, чтобы получить все ответы. Вдруг что-то черное мелькнуло у деревянной беседки. Девушка остановилась и стала вглядываться. Между беседкой и дубом стоял уже хорошо знакомый ей молодой мужчина в черном пальто и с интересом смотрел на Лизу. Она смело зашагала к нему навстречу. «Ты надоел мне своими прядками. Почему не...» Лиза отшатнулась, когда мужчина вынул из бокового кармана нож. «Тебе, кажется, вчера сильно не здоровилось?» Он сделал шаг вперед и, гордо подняв подбородок, с улыбкой проговорил. «Я помогу тебе». «Что?» — вздрогнула Лиза, не отводя от ножа глаз. «Помогу тебе разобраться, чего хочет твое тело». С этими словами он вынул из кармана свежую грушу и стал очищать ее от кожуры, поедая зеленую стружку. Аромат спелой, сочной груши раздразнил рецепторы Лизы, и она с жадностью сглотнула слюнки. Голод прорезался вновь, перекрывая страх от увиденного и облегчение от осознания того, что нож вонзился в мякоть фрукта, а не в ее горло. Незнакомец продолжил. «Тебя вчера тошнило. Я следил за тобой и твоей подружкой». На слове «подружка» он поморщился. «Это отравление — способ твоего организма сказать тебе, что созданное искусственным путем не подходит для питания клеток тела. Нужна органическая пища». Мужчина протянул грушу ошеломленной Лизе, выращенная в естественной среде. «Но...» — запинаясь, начала девушка. «Все так питаются, с тех пор, как научились синтезировать...» Захламлять отходами окружающую среду и свой собственный организм. Подметил темноволосый собеседник и зашагал к ней навстречу, с каждым шагом повышая тон. Можно выделить лимонную кислоту, другие продукты брожения и биологического синтеза, создать то, что является родным вашему телу. Я не понимаю одного. Зачем изобретать нечто искусственное, чужеродное своему организму, чтоб потом в старости или на пике своего расцвета мучиться от разных заболеваний? Зачем пичкать себя химией, тем, что не было придумано природой? У вас мозгов не хватает синтезировать вещества, комплементарные организму. В связи с катастрофой вся подобная деятельность приостановлена. Мы питаемся тем, что уцелело. А ответ на ваш вопрос очевиден. Человечество растет, то есть росло. Не знаю, как теперь. Но для того, чтобы прокормить большую численность населения, ученые создали множество продуктов искусственным путем. Почему ты спрашиваешь об этом меня? Почему показываешься только мне?» Почему? Незнакомец поднял бровь. Потому что больше ничье тело не отозвалось так бурно на эти вещества, как твое. Потому что ты уцелела из-за того, что молила воду сберечь тебе жизнь. Если я прав насчет тебя, то скоро тебе не понадобится никакая еда. Скажи своему другу, что хочешь побыть одна, чтобы он не мешал нам. Потом приходи на набережную. Тебе придется проститься со своей прежней жизнью». Лиза разозлилась. «Я приду только за ответами. Один раз». Она швырнула в него фрукт и понеслась прочь. Мужчина потер снегом край пальто, куда попала груша, и улыбнулся. «Там, где раз, будет и два». До приюта оставалось 10 метров. Она обернулась посмотреть, не пустился ли незнакомец вдогонку. Никого не было. Она облегченно выдохнула и спокойно зашагала к черному входу здания. Маньяк. Девушку несколько раз перетрясло от четкого воспоминания о ноже и не менее опасном, остром взгляде мужчины. «Люси!»
Окликнул собаку знакомый голос, и ей вновь стало стыдно. Страх перед незнакомым мужчиной и раздражение ушло, а вот страх и раскаяние от содеянного сжали сердце до боли. Из-за угла вышел Павел. В руке у него был пакет с костями. Он потрепал за ухо собаку и дал ей обнюхать себя и пакет. Люси завизжала от восторга и завиляла хвостом, приветствуя угощение. «Лис». Девушка вздрогнула и с трудом заставила себя посмотреть в глаза Павлу. «Здравствуй», — тихо произнес он, как бы нащупывая почву. «Можно еще сделать шаг? Или впереди пропасть?» «Здравствуй», — мягко ответила Лиза. «Прости меня, пожалуйста, что сразу тебе не поверил». «И ты меня прости», — перебила его Лиза, схватив за руку. «Прости, что наговорила всякого. Я не хотела тебя обидеть и уж тем более оттолкнуть. Я растерялась, разозлилась». «Я беспокоился о тебе. Этот мужчина, кто он? Почему прячется? Куда он тебя унес? Я всю можжевеловую рощу обыскал». После того, как я упала, он понес меня в дальнюю часть сада. Я очнулась и спросила, что ему нужно, а потом он довел меня до общежития и ушел. Он не назвал своего имени. Тут Лиза начала воплощать свой план. Надо было правдоподобно солгать, чтобы Павел не беспокоился. Не увязался за ней и по минимуму задавал вопросы. Опять лгать. Опять. Одна ее половина сопротивлялась, просто горела от стыда, а другая тянулась к набережной, к морю, к ответам. Он следил за мной, так как думал, что я его пропавшая сестра. Он сказал, что мы с ней очень похожи, поэтому сперва просто присматривался, а потом начал следить за мной, беспокоиться, чтобы я не ходила куда не следует. В общем, он сказал, что потерял сестру и обрел новую. Павел нахмурился. «Я не понимаю», — начал он с недоверием. «Татьяна рассказала мне, что было в записке. Он звал тебя на набережную вопреки всей безопасности, а также сказал, что Таня является твоей помехой. Помехой к чему?» Лиза судорожно сглотнула, додумывая на ходу. «Недалеко от набережной есть заброшенный дом, там он живет. Поселился там, чтобы его не определили на какую-нибудь работу, и он мог свободно заниматься поиском сестры. А Таня...» — девушка улыбнулась. «Ты же знаешь, какая она. Мужчина понаблюдал за нами и понял, что будет легче, если лишних хвостов и ушей не будет. Понимаешь? К тому же он все-таки немного не в себе, должно быть из-за потери». «Так, Напрягся Павел. и что он планирует делать дальше?» «Ам...» — протянула Лиза, пожав плечами. «Я не знаю. Он просто все еще надеется найти свою сестру. Он безобиден, я так думаю». «Ладно, к этому вопросу еще вернемся. Если он снова к тебе придет, то уговори его встретиться со мной. Я подумаю, чем ему можно помочь. И сказать честно, я в шоке от новости. Не думал, что кто-то так долго может жить и скрываться в лесу». «Хорошо», — облегченно выдохнула Лиза. «Кажется, это он проглотил за правду. Я постараюсь уговорить его». «А что ты намерена делать?» «В ближайшее время ничего. Таня напишет мне справку, и я отдохну несколько дней, как ты и хотел». «Хорошая мысль», — кивнул Павел и, потеряв лоб, спросил. «Я могу тебя навестить сегодня или завтра?» «Завтра», — поспешно ответила Лиза. «Давай завтра. Вечером после работы ты придешь, и... и мы пообщаемся». Договорились. Он обнял ее и медленно прошептал. До встречи. Лиза немного сконфузилась. Ложь не дала расслабиться и искренне улыбнуться. «До встречи», — проговорила она на автомате и осталась смотреть ему вслед, тихо проклиная себя за ложь, которую Павел не заслужил. А по-другому как? Ей необходимо встретиться с незнакомцем. Накопилось очень много вопросов касательно его самого и набережной. И море. Море звало. Замотав шарфик поплотней, Лиза пошла по своим следам к тому месту, где недавно столкнулась с незнакомцем. Перистые облака пошли стороной, и солнце опять засветило ярко, выбеливая искрящийся снег. Глаза девушки заслезились. Она остановилась передохнуть. Слабость из-за недоедания подкашивала ноги. Потом сняла перчатки и вытерла слезы. Сквозь влажную дымку глаз просматривались расплывчатые кроны деревьев. Лиза достала платок и, протерев глаза, посмотрела еще раз на деревья. В глазах покалывало, словно множество тонких иголочек пронизывали радужку. Лиза приложила холодные пальцы к векам, а когда боль стала стихать,
медленно, слегка прижимая подушечками пальцев к коже, подвела их к виску. Боль стихла. Лиза открыла глаза и не сразу поняла, что видит. Она помотала головой, словно что-то отрицая, и медленно проговорила вслух. «Это невозможно». Подобное Лиза видела в учебниках, на фотографиях, под микроскопом. Но чтобы невооруженным глазом, они лежали на тонкой иголочке еловой лапки и поблескивали, демонстрируя свое совершенство. Затейливые выросты и пересечения. Лиза зацепила один кристаллик ногтем, но неаккуратно, отчего его края соприкоснулись с кожей, и он растаял. Девушка с интересом подцепила еще один кристаллик и стала внимательно разглядывать. Это был истинный вид снежинки. Идеально симметричная кристаллическая структура, прозрачная, с небольшим розовым отливом из-за ногтевой пластинки, на которой ее рассматривали. На сосновых иголках они были чуть зеленоватыми. Лиза знала, что ни одна из снежинок не похожа на другую. Этот факт известен из учебников всем. Но то, насколько они отличаются и насколько они могут быть красивы и затейливы в своем роде, она даже не представляла. До этого момента. Многочисленные, идеальные, неповторимые, хрупкие и сияющие, как звезды. Они были неописуемо красивы. «Восхитительно, не правда ли?» — раздался за спиной уже знакомый ей голос. Лиза обернулась. Зрение скакало. То возвращалось в нормальное, характерное для человеческой физиологии, то углублялось в величины, присущие электронному микроскопу. Ей стало дурно, голова кружилась, глаза испытывали давление. «Что со мной происходит?» — покачнулась девушка, нащупывая за собой ствол дерева для опоры. Ты начинаешь видеть мир на микроуровне. Правда, плохо и неумело. Парень подошел к ней и, придерживая за талию, повел в сторону набережной. Лиза не понимала, как такое возможно, поэтому сумбурно перетряхивала все свои уголочки памяти, где могла храниться подобная информация. Что могло повлиять на изменение восприятия? Молекулы ты пока не увидишь. А вот волокна древесины, как передвигается по ним жидкость или клетки растительной ткани, сможешь. Пока ты не научилась самостоятельно контролировать переход из одного диапазона восприятия в другой, будет кружиться голова. Поэтому учиться надо быстро, если хочешь избежать дискомфорта. Лиза остановилась. «Скажи, кто ты?» Мужчина посмотрел рассерженной девушке в глаза и с загадочной улыбкой проговорил. Эстер. Меня зовут Эстер. Он закинул ее руку к себе на шею и двинулся вперед. Глава 5. Зеркало Земли. Они вышли к подножью Панеи и остановились, оглядывая набережную. Солнце, как и полная луна в тот вечер, осветило своими лучами заснеженный берег. Этот драгоценный ковер, усыпанный золотой и серебряной пыльцой, расстилался далеко-далеко, сливаясь с лазурным горизонтом. У Лизы опять зарябило в глазах. Зрение стало скакать, появилась резь. Сильно зажмурившись, она замерла, не зная, что делать. «Расслабься», — сухо произнес Эстер. «Представь весь пейзаж таким, каким он был раньше, какой он есть без детализации. Не углубляйся в подробности». Девушка послушалась. Она расслабилась и представила картинку набережной. Медленно и осторожно она подняла веки и посмотрела на застывшие волны у скалы. Зрение нормализовалось. Когда опять будут такие скачки, просто давай отдых глазам и представляй естественный образ вещей. А когда захочется полюбоваться более мелкими деталями, представь их в мельчайших подробностях. Со временем у тебя будет получаться это очень быстро. Сможешь переходить из одного диапазона в другой без боли. Он коснулся ее подбородка и, пристально посмотрев в глаза, добавил. «Радужка твоего глаза меняется». «Как меняется?» — прохрипела Лиза, сжавшись от его прикосновения. Ей очень хотелось пить, во рту пересохло. В твоих карих глазах появляются белые пятна.
Когда эти вкрапления улягутся по всему кругу радужки, сможешь управлять переходами из одного диапазона видимости в другой моментально. Они что-то вроде еще одной добавочной собирательной линзы. Линзы — особая структура которой помогает дробить послойно картинку и отправлять на следующие уровни анализаторной системы. Приведу пример. Посмотри мне в глаза. Лиза стала всматриваться в темно-карие глаза мужчины, и через пару секунд на его радужке вокруг зрачка появились белые вкрапления. Девушка ахнула. «Всё в порядке», — мягко сказал он. «Теперь я вижу, как сильно и быстро бьётся твоё сердце, как твои легкие наполняются воздухом». «Кто ты?» — дрожащим голосом перебила его Лиза. «Я расскажу о себе позже. Сейчас ты всё равно не поймёшь. Давай поднимемся на Диву, хочу кое-что показать тебе». Хотя по пологому северному склону Дивы на смотровую площадку вела лестница, Лиза не решалась ступать на неё. Ей достаточно было небольшого уступа, выходящего от Панеи. На него можно было безопасно взобраться по скальным валунам, в то время как лестница, проложенная на скале Диве, наводила на Лизу панику. На ступенях лежали огромные шапки снега, что мешало определить чёткий переход. Нужно было преодолеть 260 таких ступенек, прежде чем добраться до площадки, которая располагается на высоте 45 метров. Перила покрывал тонкий слой наледи. А самое главное — это расстояние между Панеей и Дивой. Оно было небольшим, но наводило на Лизу тревогу и смятение. Их разделяли занесенные снегом валуны, каменные глыбы и застывшие волны. Именно они являлись самой большой преградой для Лизы. У нее хватало смелости шагать по камням, подходить к краю берега, находиться на краю уступа, но не ступать на лед. Лиза нерешительно двинулась за Эстером, не понимая, что происходит, все больше и больше нуждаясь в ответах. Кинув мимолетный взор на ледяную гладь, она увидела, что подо льдом есть движение. Лиза поспешила за мужчиной, стараясь идти за ним след в след, аккуратно переступая лед. «Там есть движение!» Лиза догнала Эстера. Парень был уже у подножия скалы. «Именно это я и хочу тебе показать». Эстер протянул ей руку, настойчиво смотря ей в глаза. «Надо забраться повыше». Девушка не сразу подала ему руку. Она все еще колебалась, с опаской рассматривая спрятанную под снегом лестницу. Тогда Эстер ногой смел снег с первых 2 ступенек и с укором посмотрел на Лизу. «Сама себя задерживаешь». Наконец она подала ему руку, и он устремился вперед по лестнице, скидывая ногой снег со ступенек. Их также покрывал лед. К тому же каменные ступени и раньше были отшлифованы тысячами ног, что делало их крайне скользкими. Лиза пару раз соскальзывала, но Эстер крепко держался одной рукой за перила, второй подтягивал Лизу. Поначалу лестница вела в небо, потом свернула и потянулась посредине скалы, чуть ближе к левому краю, давая полный обзор. Со скалы открывался живописный вид на застывшее, горящее драгоценной пыльцой море. Их прекрасный городок с вечно зелеными хвойными деревьями, припорошенными снегом, напоминал сказочную страну, укрытую от всех глаз. Лиза с трепетом смотрела на эту жемчужину. Ее переполняли разные эмоции, противоречивые мысли. Она была восхищена чудесными видами и шокирована своими действиями. Ее волновало, не видно ли издалека, как 2 человека поднимаются на верхушку Дивы над застывшими коварными волнами. У подножия они были больше, словно не успели улечься, успокоиться перед тем, как застыть. Эстер по глазам прочитал ее мысли. «Не волнуйся», — успокоил он ее, ступая на смотровую площадку, плотно занесенную снегом. «Я хорошо изучил ваш поселок. Нас не видно». «Да, я поняла, что ты хорошо знаешь Семиис еще в беседке». Лиза прошла на середину площадки, оглядывая все вокруг. «Только тебя никто не знает». Пока они подымались по левой стороне скалы, внизу ничего не было, но Эстер перешел на противоположную сторону площадки и перелез через ограждение. На этот раз Лиза решительно последовала за ним и посмотрела вниз, куда указывал Эстер. Ей открылись цветущие поля, нескошенные луга,
Дикие животные прерии, песчаные дюны, отвесные склоны каньонов, хребты альпийских гор, бамбуковые леса, морские пещеры и океанские впадины. Картинки сменяли друг друга плавно, давая возможность детально рассмотреть каждый цветок, каждую травинку, каждый дрожащий листочек на ледяном зеркале моря. Львиный прайд мирно отдыхал в тени широкой плоской кроны акации. Антилопы свободно гуляли у водопоя, мирная зона для всех животных. Орлы парили в воздухе, высматривая свою добычу. Детеныши панд резвились в бамбуковых зарослях. Разнообразие, идиллия и взаимосвязь не могла не поражать. «Потрясно!» — восхитилась Лиза. «Я думала, что подобное происходит только ночью. И теперь тут не планеты, а Земля». Днем ты сюда практически не захаживала. Ты приходила обычно в те дни, когда было пасмурно, и по вечерам, когда на небе не было ни облачка, чтобы полюбоваться звездами. Девушка сурово посмотрела на него, обдумывая, когда именно она стала объектом слежки. Эстер наперед знал, о чем она думает, и добавил: По крайней мере, те 2 недели, как лед стал отражать явления и жизнь, происходящие на Земле и в космосе, соответственно. «То есть подобные картинки?» — Лиза пожала плечами. «Когда есть солнце или луна?» Когда есть видимость. Поправил ее Эстер и ухмыльнулся. Ну, задавай свои вопросы. «Хорошо», — приготовилась девушка. «Что это вообще такое? Кто ты такой и откуда взялся? И где ты взял свежую грушу?» Кстати, о последнем. Мимолетная улыбка проскользнула на его лице. Эстер вынул из кармана льняной мешочек с чем-то глухо постукивающим. Твое тело ослабло. Ты голодна. Вот, держи, съешь их. Лиза развязала мешочек. «Фундук?» Орешки уже были без скорлупы и заигрывали с Лизой своими шершавыми шоколадными бочками. «Откуда?» Вырастил. «Вырастил? Как? Где? В домашних условиях?» Эстер покачал головой, давая понять, что ее непоследовательные вопросы начинают отягощать его существование. Как и где я выращиваю фрукты, Он замедлил в конце, добавив: овощи и прочее, покажу потом. Отвечу на твой самый первый вопрос. Это, Эстер кивнул в сторону живописных пейзажей. Есть память Земли и Вселенной. «Я не понимаю», — напряглась Лиза. Вода — это память всего существующего. Молекулы воды умеют не только сохранять информацию, но и отвечать на нее. «Да, я когда-то читала об этом. Есть ряд исследований. В воде говорили разные слова, а потом замораживали и смотрели, какую структуру она приобретает». Верно. Это ответ ее молекул на информацию, поступающую извне. Однако то, что вы знаете о воде, это лишь маленькая часть. У нее гораздо больше возможностей. Она живая, она запоминает, отвечает, преображает, дает жизнь, а может и отнять. Все зависит от той информации, которая поступает. Эстер зашел за спину девушки. Лиза, положив очередной орешек в рот, поперхнулась. Теперь она стояла у самого края, а незнакомец позади. Сеть связанных между собой молекул воды называются кластерами. Это димеры, 2 молекулы воды, связанные водородными связями. Когда 6 таких молекул объединяются в кольцо, это дает шестигранную структуру. Она и является носителем информации. В воде они могут разрушаться и формироваться заново, получая и накапливая информацию. Вода может поменять свои связи и вернуться к воспоминаниям. Что же движет этими молекулами? Лиза сделала шаг назад, подальше от обрыва. Энергия. Под воздействием электромагнитного излучения происходит накапливание энергии в кластерной структуре. За счет этого они могут менять свою конфигурацию. Он вплотную подошел к девушке. Задавай следующий вопрос. Что с нашим миром? Тут все просто, и ответы, которые приходят тебе на ум, правильные. Эстер сжал ее локти, находясь за спиной.
Да, вы заслужили. Да, этот ледниковый период затронул большую часть Земли, но я бы сказал весьма лояльно по отношению к вам. Во-первых, из-за других живых существ, которые не виноваты, что вы такие расточительные. Во-вторых, природа вас пожалела. Температура и погодные условия вполне соответствуют обычной зиме, характерной для умеренной широты. Но природа специально отделила вас от нефтяных ресурсов и электроэнергии. Разрушить и то, и другое не представляет особого труда. А все ради того, чтобы человечество вспомнило, кто стоит во главе всей системы. Не вы. Вас можно сравнить с саранчой. Истощаете, бездумно захламляете землю, не думая ни о животном, ни о растительном мире. Лиза прекрасно понимала, о чем речь. Но, наказывая нас, природа наказала и других живых существ. Как же так? Насекомые, рептилии, растения — для них длительный холод губительнее, чем для нас. Ты всерьез считаешь, что такое разнообразие экосистем природа убьет, отрезвляя вас? Ты еще не поняла, с чем вы столкнулись? За год никто не понял? Лиза вспомнила, как еще в первый раз своего посещения набережной увидела мелькающие серые изогнутые тени вдали морского простора. Они выпрыгивали из воды, звонко переговаривались на своем родном языке и резво ныряли в воду. Пару раз они делали кульбиты в воздухе и со всплеском скрывались из виду. Лед пропускал дельфинов к поверхности подышать. «Догадывалась», — тихо проговорила девушка, но в полной мере не осознавала. «Не переживай за них», — колко отозвался мужчина. «Переживай за себя, за людей. А нужных природа защитит. Да и вы вполне справляетесь со всем». Дерзкая усмешка играла на его лице. «Это не жизнь, это выживание», — возразила Лиза. «У нас заканчиваются запасы еды. Мы не можем ничего посеять, вырастить». Мужчина покачал указательным пальцем. «Не везде зима. Зависит от широты. Австралию, к примеру, хорошенько затопило». Лиза от ужаса прикрыла рот рукой. «И потом, этот урок ненадолго». «Ненадолго?» Холод отступит на время, и природа посмотрит, как человечество поведет себя на этот раз. Вашему виду предоставится еще один шанс. Нашему виду, Лиза показала пальцем на обоих. Вашему. Я не оговорился. А что потом? Потом, если этот урок пройдет впустую, то глобальное потепление или оледенение, с нотками иронии проговорил Эстер, не заставит вас долго ждать. Как ты можешь так спокойно говорить об этом? А что мне? В этом есть своя цель. Жизнь на Земле после катастрофы зародится заново. И без человека это будет совсем другая Земля. Та, что заложена в глубокой памяти молекул. Ты так говоришь, будто сам не являешься человеком. Лиза вырвалась из тисков, но мужчина ловко перехватил ее за левую руку и столкнул с утеса. Хриплый крик вырвался из груди. Мешочек с орехами полетел вниз, цепляясь за зазубрины скалы, орешки разлетелись. Они отскакивали от стены и падали, ударялись о лед и опять подскакивали. Лизе показалось, что слышит их глухой стук, но это был ее собственный пульс. Жар распространился по всему телу. Одна нога касалась края, другая свисала над замерзшим морем. Девушка почувствовала, насколько силен Эстер. На его лице не вздрогнул ни один мускул. Он держал ее за одну руку так, словно она весила не больше 10-килограммового ребенка. «Смотри в пучину беспорядков, что творил человек. Смотри в отражение человеческой деятельности». Он сделал еще один шаг вперед, и Лиза, покачнувшись, соскользнула. Рука Эстера напряглась еще сильнее. «Смотри вниз». На ледяной глади замелькали жуткие картинки. «Что выберем?» Он подтянул ее слегка назад, так что ноги зацепились за край. Это немного придало упор телу. «Браконьерство? Может, разлив нефти? Смотри, как умирают птицы. Вырубка крупнейших лесных массивов?
Осушение болот? Может, выброс отходов в реки? Ну, выбирай». «Подними меня!» — закричала Лиза. «Ты придурок!» «Страшно, да?» Эстер рывком вернул ее на платформу скалы и схватил за затылок, крепко сжав шею перепуганной девушки. «Давай разлив нефти». Он опять столкнул ее с края, держа за одну руку. Утечка нефти в Мексиканском заливе в результате аварии 2010 года. Посмотрим? Когда погибло около 600 черепах, дельфинов, более 6000 птиц. Ой, это еще не самое страшное. «Причинами аварии были ошибки рабочего персонала!» — выкрикнула Лиза. «В этом виноваты единицы, а не миллиарды людей!» Ну да, конечно. Те, кто сидит за рулем своих автомобилей, не виноваты. «Не виноваты!» — огрызнулась Лиза. «Не утрируй!» Мощная рука вернула дрожащую девушку на место. Мужчина дал ей отдышаться и, схватив за другую руку, столкнул обратно. «Браконьерство!» — выкрикнул он. «Теперь, находясь на волосок от смерти, ты чувствуешь то же, что и они». Полотно из умирающих птиц и рыб в тягучей черной массе сменилось на трупы искалеченных тел животных. Мужчины в камуфляжной форме пилили бензопилой рог носорогу, который еще был жив. «По старинному поверью», — продолжил Эстер, «порошок из рога черного носорога повышает потенцию. Как тебе? Сотворить такое?» Голос его дрожал. «Ради удовлетворения плотских желаний. Охота на амурского тигра!» Выкрикнул он, и страшный эпизод с изуродованной мордой носорога, как по приказу, сменился следующим, не менее шокирующим. Из ружья, как в замедленной съемке, вылетела пуля и пронзила полосатый висок тигра. Он упал на влажную землю с последним своим выдохом. Где-то в зарослях раздался жалобный писк. Тигрёнок, бежавший за матерью, попал в ловушку. «Никто не виноват, что в мире столько уродов!» Лиза вся вспотела, сердце обливалось кровью, и теперь уже не только от страха. Ей было жалко этих животных. Подтянув девушку, Эстер мягко наклонил ее к себе, давая возможность всем телом опереться и отдохнуть. «Пока есть люди, которым это нужно, пока есть спрос, будет и заказ, будут и уроды, готовые пойти на все ради денег». «Эстер», — произнесла Лиза ослабленным голосом, — «хватит. Я поняла тебя и согласна со всем. Человек — жестокое существо, но далеко не все такие». «Потребитель», — перебил он ее. «Человек есть потребитель. Он не умеет возвращать. Вам дан разум, способность фантазировать, мыслить, вести расчеты и находить ответы. Почему вы не можете этим воспользоваться? Неужели вы настолько отупели?» Скрежет его зубов резал не только уши, но и сердце перепуганной девушки. И все же она попыталась возразить, однако Эстер словно ее не услышал. «Раз такие умные, почему не можете найти способ переработки тех вещей, которые создали? Вы захламляете свой же дом. Вы убиваете землю». «Эстер, мы учимся». «Медленно». Мужчина, сдерживая себя, покачал головой. «Слишком медленно». «Эстер, выслушай меня!» — выкрикнула Лиза. «Тебе детей не жалко? Дети ни в чем не виноваты!» «Почему ты спрашиваешь об этом меня? Спроси других людей. Большинству наплевать на будущее поколение, которому и приходится довольствоваться тем, что остается от предыдущего». В его глазах бушевала ярость. Он представлял собой адвоката всего живого. Природа выступала судьей, а Лиза, непонятно почему, играла роль ответчика на этом суде. Вот такой маленький мирок, где кучка людей пытается выжить, не сойти с ума, как-то себя развлечь и не потерять надежду, что весна еще вернется. Возможно, и в других уголках планеты возникли такие же миры. Сказал Эстер с насмешкой, глядя на Лизу. Он наслаждался ее бескрайним удивлением, ведь только что он слово в слово процитировал строки из ее дневника. «Твои мысли. Отвечай».
Лиза только кивнула. Она дрожала, ее буквально колотило от страха. «Рассказать, что это за миры?» — продолжил Эстер, указывая пальцем в сторону города. «В этих мирах пытаются разрешить свои проблемы люди, составляющие такую систематическую единицу, как вид Homo sapiens. Вы так себя систематизировали. А разумный ли он на самом деле? Вы просто частички большой системы, которая имеет более умную структуру существования, чем вам кажется. Вы просто маленькие миры, которые, зародившись, сталкиваются между собой как две планеты, порождая волну самоуничтожения всей системы. «Отвечай же, Лиза!» — заорал он. «Вы разумны?» «Почему во всем упрекаешь меня?» Лиза прошипела, отстраняясь от Эстера. «Что еще мне скажешь? Что еще покажешь?» В груди горело от бешеных ударов. Она с трудом сдерживала слезы. «Тебе этого действительно хочется? Я думаю, ты сама можешь перечислить и представить другие экологические катастрофы, к которым причастен человек. Мусор, который произвел человек, прибился даже к берегам Антарктики. А терроризм, рабство, насилие, расовые и религиозные войны. Вы разумны?» Он замолчал, читая в глазах Лизы усталость и неприязнь. Ей неприятно было это слушать и осознавать. Она все прекрасно понимала. Лиза чувствовала себя выжатой. Только что на нее свалились все болезни Земли. На обессиленную, сломленную. На нее одну. За что? «Хватит на сегодня», — тихо вымолвил Эстер и перелез через ограду. Лиза поспешила за ним, но не за ответами. Она боялась остаться здесь одна. Все еще боялась коварной лестницы и моря вокруг скалы. К тому же у нее сильно болели ноги после подъема и кружилась голова от таких неожиданных полетов. Мозг кипел, а сердце и душу рвало на части. Больно. Слишком сильно болела душа и ныло сердце. Они молча спустились, и когда вернулись на берег, Эстер подхватил девушку на руки. «Куда ты понесешь меня?» — спросила Лиза, отстраняя голову как можно дальше от груди Эстера. «К себе домой», — ответил он с невозмутимым видом. «Значит, все-таки у тебя есть дом?» У девушки слегка полегчало на душе. Что-то в ее лжи Павлу было правдой. «Метель где-то надо пережидать». «И только?» Эстер холодно посмотрел на нее. От этого грубого взгляда Лиза съежилась и пожалела, что не может идти сама. Могла бы из принципа, но это было бы жалкое зрелище — тащиться по сугробам на еле держащих тебя ногах. Ей лестницы хватило. Спуск растянулся по времени дольше, чем подъем. Она посмотрела на свои ладони и, убедившись, что не касается ими его тела, закрыла глаза. Обида расстилалась в душе черным полотном и душила. Душила до слез. «Ты все поймешь», — сказал он сухо. Он проходил те места, куда Лиза не отваживалась ходить гулять. Эстер направлялся к подножию кошки. Лес здесь сильно разросся. Деревья казались живыми, они как будто разговаривали друг с другом. Сосны качались из стороны в сторону сильнее и сильнее. Подымался ветер. Лиза поняла, что эту ночь она проведет не в своей маленькой комнатке в общежитии, а с этим человеком. Только человеком ли? Она задавалась этим вопросом снова и снова, вспоминая все его слова. Эстер шагал уверенно, не петлял, не оглядывался по сторонам и даже не останавливался, чтобы перевести дыхание. «Я шел вдоль берега моря», — начал он, чтобы не встречаться с людьми вплотную. Иногда по ночам я сворачивал к городам, осматривал местность, изучал людей. Одна и та же история, из века в век. До катастрофы головы людей занимает одна проблема или ей подобные. Как прожить с выгодой для себя? Стоило прийти беде, как люди пробудились и стали думать друг о друге. И так можно сказать о послевоенном времени. В мозгах словно происходит щелчок, после которого начинается перестройка мыслей и смена ценностей. Почему так не всегда? Эстер внимательно посмотрел на девушку. «Верно, Лиза?» «Да», — вымолвила она тихо.
Но большинство людей способны и на бескорыстную любовь, на преданность, на заботу вне зависимости от времени и событий. Возможно, не всем это дано. Я не знаю, от чего это зависит. «Знаешь», — предвзято ответил Эстер. Он остановился и поставил смущенную девушку на ноги. В 10 шагах между массивными соснами виднелась небольшая хижина. Было видно, что дом находился в запустении довольно долгое время. Уж очень он казался хлипким. У входа снег убрали, а боковые стены почти до середины были занесены. Крышу тоже покрывала огромная снеговая шапка. Под таким весом она могла и не выдержать, но, кажется, Эстер был уверен в стойкости строения. «Я нашел этот домик». Эстер зашагал к хижине, когда пришел в ваш округ переждать бурю. После того, как она закончилась, вышел обратно к набережной и увидел тебя. Первый раз за весь год, что я ходил по заснеженным местам, я увидел человека, который приблизился к воде. Тогда ты привлекла моё внимание. Я решил задержаться, понаблюдать за тобой. Он зашел внутрь и, дождавшись, когда Лиза переступит порог хижины, закрыл дверь. Дом завывал, сквозняк гулял из угла в угол. Комнатка была слабо освещена. Одно окно было забито досками, за другим рос можжевельник. Лиза боязно прошла вглубь комнаты. В углу стояла кровать, рядом маленький столик, над ним висело побитое зеркало. Справа от кровати был небольшой коридор, который вел в кухню. Она вошла туда и, заметив маленькую топку, облегченно выдохнула. Ее не привлекала перспектива провести ночь в таком ужасном, холодном месте, но стопка дров и печь немного утешили девушку. Скорее всего, его сколотили сразу после катастрофы, когда огораживали набережную. «Сколько ты пробыл здесь?» Лиза вернулась в комнату. Эстер зажег свечи на столе. 2 недели», — ответил он, снимая пальто. Толстый, темный шерстяной свитер. Но даже этого недостаточно, чтобы без риска для здоровья ночевать здесь 2 недели и пережидать бури. Он протянул пальто Лизе. «Накинь. «Как же ты?» Разве я кажусь замерзшим?» 2 недели», — повторила Лиза. «Ровно столько, сколько я наблюдаю за этими непонятными явлениями. Словно они пришли вместе с тобой», — прошептала девушка. «Всё верно». Эстер улыбнулся. «Я хотел посмотреть, как ты будешь реагировать и о чём думать». «О чём думать? Ты умеешь читать мысли?» Недоверчиво посмотрела на него Лиза. «Ты вслух иногда разговариваешь. Должно быть, привычка заносить мысли в дневник реализовывается без карандаша вслух. И ещё, ты общалась с морем, с водой, как с живым собеседником. «Почему я тебя ни разу не заметила?» Я находился на другой стороне Панеи, практически под уступом, на котором ты сидела». «Не понимаю. Как же ты меня слышал? Я не настолько громко разговаривала, чтобы ты мог меня услышать, находясь на таком расстоянии». «Это как со зрением». Эстер указал пальцем на глаза, потом постучал по мочке уха. Слух также усиливается. И потом, ты иногда видела меня? Моё отражение. Лиза попыталась вспомнить, когда она могла видеть хотя бы тень кого-то живого на пляже. Она и представить себе не могла, что у моря будет еще кто-то. Постоянно погруженная в себя, растворенная в окружающей ее тишине, она и думать не хотела о других людях. «Глория», — перебил ее мысли мужчина. «Глория? Я думала, этот призрак — мое отражение». «Нет, конечно. Ты находилась в невыгодном положении для отражения. Ты сидела на уступе, а призрак стоял». «То есть ты стоял практически рядом со мной?» Мужчина кивнул и широко улыбнулся. «Да, туман был густой». Лиза помолчала, потом опять обратилась к нему и показала на ухо и глаза. «А...» — замялась она. «Я тоже так смогу?» «Я научу тебя». «Почему мое тело меняется?» Идет перестройка. Основные 5 чувств — зрение, слух, обоняние, осязание и вкус — обострятся до максимума. Остальные — чувства тепла, боли, равновесия — снизятся до критического минимума. «Почему?» Для того, чтобы твоя душа отделилась от тела, а накопленные тобою знания и чувства передались кластерам воды. «Душа отделилась от тела?
— ошеломленно переспросила Лиза. Эстер усадил ее за стол. В твоей маленькой головке живет столько мыслей, а душа переполнена разнообразными чувствами. Мне нужно все это. Твои мысли, эмоции, жизненный опыт. Зачем? Чтобы ты стала одной из составляющих структуры воды. Под фразой «твоя душа отделится от тела» что ты имеешь в виду? Я умру? Давай я приготовлю тебе поесть, а потом объясню. Подожди пару минут. Закатав рукава, Эстер пошел на кухню. «Пару минут», — с недоумением повторила Лиза. Она пересела на кровать, переваривая в уме вышесказанное. Мысли перебил аромат печеной рыбы. Эстер держал в руках блюдо с рыбой, от которой исходил дивный ароматный пар. «Как ты так быстро ее приготовил?» — удивилась Лиза, скованно беря тарелку. Сейчас покажу. Кинул он через плечо, уходя на кухню. Через пару секунд Эстер вернулся. В руках у него было блюдечко, на котором лежало свежее яблоко. Он поставил блюдечко напротив Лизы и занес над яблоком свою ладонь. Смотри. Эстер стал медленно сжимать пальцы в кулак, радужку глаз вновь усыпали белые крапинки. На зеленом фрукте появился золотистый румянец. В некоторых местах кожура лопнула, и из небольших трещинок пошел сладкий аромат печеного яблока. Я воздействую потоком энергии на молекулы воды, заставляя их вращаться быстрее. Молекулы ударяются друг от друга, отталкиваются. Более простыми словами, я нагреваю воду в клетках плода. То же самое я проделал с рыбой. Лиза медленно встала. «Эстер, кто ты?» Кластер, Эстер. Похоже, верно? Он приподнял бровь, слегка улыбнувшись. «Ты кластер?» Это тело является временным сосудом для более продвинутой сети кластеров, которые хранят в себе большой запас энергии. Я — декокластер. Тело человека служит сосудом для его души. Моя душа — это частичка интеллектуальной части водной структуры. Такие, как я, ступили на Землю в поисках новой энергии, новой души, которая несет в себе определенные чувства. Сядь и ешь. Эстер усадил ее и, придвинув тарелку, настойчиво посмотрел ей в глаза. Не посмев противиться, Лиза взяла вилку. Видишь ли, кластеры, взаимодействуя друг с другом, обмениваются накопленной информацией. Встал вопрос, давать ли человечеству еще один шанс. Кто-то против этого. «Эти кто-то такие же, как ты?» Да. Задача кластеров, вступивших на Землю — убедить тех, кто против, в обратном, то есть дать людям второй шанс. Нужно дать понять антагонистам этой идеи, что человек еще может научиться не только брать, но и отдавать. Лиза прищурилась. «Ты больше смахиваешь на антагониста». Эстер пропустил эту фразу мимо ушей. Нам нужны люди, наполненные состраданием, любовью. Люди с богатым эмоциональным фоном. Скажи, ты можешь постоять за человечество?» Лиза усмехнулась. «Это громко звучит. Очень громко. Но, думаю, после этой катастрофы люди стали задумываться о своих ошибках». «Одна и та же история всегда повторяется», — перебил ее Эстер. «Люди не учатся на ошибках». «Ты точно не антагонист? Ты осуждаешь и не веришь?» «Не антагонист», — четко произнес Эстер. «Но считай таковым. Убедишь меня, убедишь и их». «Мне кажется, если дать человеку шанс, он сможет жить, не нанося ущерб природе. Возможно, мы разработаем новые источники энергии, новый круговорот веществ, наладим безотходное производство. Это все реально, только время. Нужно дать ему время», — твердо произнесла она. «В мире есть люди, которым не безразлична судьба нашей планеты и других живых существ. Есть люди, которые создают прекрасные вещи, и уверена, ты знаешь об этом. Ты видел, что мы способны творить красоту. Сады, парки, заповедники, нетленные произведения искусства, много чего еще. И дети, Эстер, я повторюсь еще раз, они ни в чем не виноваты. Если бы ты знал, что им пришлось пережить...» Эстер почувствовал, что именно на них эмоциональный фон Лизы начинает сильно скакать. Воздух вибрирует,
наполняется разным спектром эмоций. Все они теплые, настолько теплые, что могут растопить лед. Ты защищаешь детей, верно? Они ни в чем не виноваты, а за ними будущее. И я уверена, они будут помнить об этом. И еще бы. Отцы и матери погибали прямо на глазах детей. Дети на глазах у родителей. Хорошо. У тебя будет эта причина. Любовь к детям. Я думаю, мои братья найдут и других людей, таких как ты. В свою очередь, у них будет своя причина защищать ваш вид. Тебе предстоит поделиться своими чувствами, что ты накопила за свою прожитую жизнь, с водой. Девушка отправила еще один кусочек рыбы в рот, ощущая, насколько сильно обострились вкусовые рецепторы. Потом, посмотрев на Эстера, с интересом спросила: «Для чего нужно такое обострение чувств?» «Чтобы, скажем так, породниться с водой, тебе необходимо впитать знания о том, как выглядят вещи на микроуровне. Ей нужно сохранять всю информацию на случай, если живые существа исчезнут, а жизнь надо будет возобновить. Тогда накопленные знания в течение стольких лет воспроизведут живую систему заново. Вода — колыбель жизни». Глава 6. Глазами бабочки. Дальше Лиза ела молча, заново прогоняя весь разговор и обдумывая дальнейшие действия. После всех увиденных аномалий и пережитых потрясений она уже ничему не удивлялась. Воспринимала все происходящее с ней стойко и с пониманием. Это не магия, как в фэнтези, и она не попаданка в неведанный ей ранее волшебный мир. Это ее настоящий дом, земля, подчиняющаяся вселенским законам. Законам, понимание которых еще не подвластно людям. Все связано, упорядочено, и если хорошенько подумать и разобраться, просто. И Лиза каким-то образом не просто осознавала это, а начинала чувствовать себя частичкой столь хорошо спроектированного механизма. Эстер стоял у окна и наблюдал за проплывающими облаками. Теперь Лизе стало понятно, почему у него такое выразительное лицо. У человека от природы лицо несимметрично, но Эстер — нечто другое. Сильное, мудрое существо. Симметричен, как снежинка, как лед холоден, как ветер неуловим. Лиза отправила последний кусочек печеного яблока в рот, наслаждаясь ярким вкусом, настолько выразительным и мягким. Показалось, что это не яблоко, а какой-то другой фрукт. Легкая кислинка приятно пощипывала на языке и перетекала в медово-фруктовую сладость. Медленно выдохнув, словно поставив точку после принятого решения, Эстер развернулся к ней. «Теперь я проведу тебя до общежития». «Разве я не здесь останусь?» — удивилась Лиза, пытаясь понять, она сама рада этому или нет. «Облака-кочевники пошли, будет метель». «Нет, у меня к тебе есть одно дело, которое ты должна обязательно выполнить. Напиши в своем дневнике об этом дне подробно. Расскажи о том, что видела, что узнала. Пусть тот, кто его прочтет, знает, что природа хочет от человека». «Я сделаю это, только ответь еще на пару моих вопросов». Эстер отошел от окна и с готовностью посмотрел на нее. «Я умру?» «Ты ведь и так знаешь, что да. Если точно...» Эстер коснулся ее подбородка. «Умрет всего лишь тело. Душа бессмертна. Ты будешь частью этого мира. Тебе откроются все знания за 4 миллиарда лет, которые накопила в своей памяти вода. Взамен ты передашь ей свои переживания». Лиза заметалась из стороны в сторону. Одно ей не давало покоя. Насколько оправданным будет этот шаг? Шаг в неизведанное. Однако что-то ей подсказывало, что и шаг по направлению к чему-то прекрасному. К чему? К бесконечности? Что придает ей такую уверенность? Колебания, если они и есть, то самые малые, ведь с этим миром ее ничего не связывает. Наоборот, каждый день, наполненный переживаниями, в окружении беззащитных подталкивает ее к безрассудным поступкам. А там, за пределами бездны, идеальный мир. Вселенная. Опять в ней разгоралась борьба противоречивых чувств. Сомнение сдерживало желание шагнуть вперед.
Она остановилась и взглянула на Эстера. Ей хотелось увидеть хоть какие-нибудь теплые чувства в его глазах, узнать, о чем он думает. Но лицо не отражало никаких эмоций. Он внимательно смотрел на нее, однако это было не то, на что надеялась Лиза. Почему он вообще решил помочь людям? Что его толкает на это? Что может ощущать Кластер? А если не получится? Если мой переход будет напрасным? Ты будешь не одна. Помимо тебя будут и другие люди с разных уголков планеты, разных национальностей и возрастов, а главное, со своими причинами сохранить жизнь на Земле. Ты ведь этого желала? Проговорил он мягко. В твоем сердце теплится любовь к природе, и ты будешь с ней как одно целое. Звучит прекрасно, но под этим скрывается еще что-то. Лиза подошла к окну и с тоской посмотрела в сторону поселка. Он был скрыт за деревьями, но она знала, что там далеко люди расходятся по домам, пьют чай и обсуждают события уходящего дня и любят друг друга. Мне стало понятно, почему ты злился, когда я целовала Павла, и почему не подпускал Таню. Ты уже тогда понял, что мне не следует привязываться к этому миру такими нитями. Нитями, которые сплетены из любви, слабости и ответственности. Ты появился именно в тот момент, когда я захотела кого-то полюбить. Я не хотел тогда напугать тебя и... Голос Эстера стал хриплым, ласковым. В нем зазвучали нотки вины. Причинить боль. Лиза. Эстер остановил ее и поднес руку к лицу. Он нежно провел длинными пальцами по щеке, стирая 2 мокрые полоски. Все не так страшно, как ты думаешь. Шаги давно просчитаны. Ни тобой и ни мной. Чем-то и кем-то большим за нас. Потому верь. Он улыбнулся. В этой улыбке было тепло, то самое, в котором так нуждалась Лиза. У тебя будет семья. И, поверь, очень большая. Тебя приласкает солнце. Оно будет осыпать ласками на рассвете и на закате. Оно будет дарить тепло весь день. Тебе будут петь песни дельфины. Птицы, пролетая над волнами, на своих крыльях принесут самые разные ароматы, которые только существуют в природе. Если ты не захочешь познать горести, запечатленные в памяти воды, не связывайся с теми кластерами, которые хранят в себе эту информацию. Разрывай их связи, не давай им себя касаться. Держись меня. Я буду рядом. Я научу тебя всему. На словах все просто. Опустошенно вымолвила Лиза и отстранилась. Пальцы дрожали, она скрестила руки на груди, чтобы не показывать свои дрожжи. Но Эстер издалека ощущал ее непреодолимое волнение. Так и есть. Он осторожно приблизился к девушке. Сложно сделать только первый шаг — шагнуть в пустоту. Он серьезно посмотрел на нее. Останавливаться поздно. Ты уже на самом краю. Организм начал перестройку еще в тот день, 20 июня, после того, как вода выбросила тебя на берег. Ты обратилась к ней с просьбой не отнимать жизнь. И в тот момент пошел процесс воссоединения. С тех пор тебя непрестанно тянуло к воде. «Я не собираюсь останавливаться», — столь же серьезно ответила Лиза. «Я занесу в дневник этот день. Только кто поверит в написанное?» Найдутся люди. Эстер завел за ухо девушки длинную прядь волос. «Помни, каждый шаг уже просчитан. Когда напишешь, ложись сразу спать. Придешь завтра вечером. Мне нужно показать тебе еще одну вещь». «Нет», — возразила Лиза. «Я напишу и приду сегодня же вечером. Я не хочу ни с кем столкнуться. Если ты беспокоишься о том, что может прийти твой друг, то я позабочусь об этом». «Ты и пальцем его не тронешь», — зашипела Лиза. Лицо Эстера растянулось в ироничной улыбке. «Я имел в виду, что может пойти сильный снегопад». «Ничего не надо делать», — девушка опасливо посмотрела на него. «Я приду сегодня». «Вообще-то, я бы советовал тебе больше отдыхать. Твое тело должно накапливать энергию, а не тратить ее. Понадобится очень большое количество энергии для воссоединения с другими кластерами». «Значит, будешь носить меня на руках». От этого предложения Эстер тихо рассмеялся. Ведь совсем недавно она сторонилась его, а теперь сама предложила хорошую идею. Он удовлетворенно ухмыльнулся. «Пошли». Эстер одел пальто, хотя Лиза понимала, что он не нуждается в нем. Оно нужно было ему, чтобы не привлекать внимания. Хотя последнее спорно. Он так не похож на других людей.
В голове всплывало множество новых вопросов. Лиза думала о людях, которые также должны были совершить переход. Много ли их, кем они были, сколько среди них детей? Она смотрела на Эстера и думала о других кластерах. Разный ли у них характер, поведение? Зависит ли он от того, что в них заложено, или это обусловлено человеческим телом, в которое они заключены? Лицо Эстера было невозмутимо, сосредоточенно. Он размышлял о чем-то. Заметив, что Лиза смотрит на него, приостановился. «В чем дело?» Не меняя выражения лица, спросил он. «О чем ты думаешь?» «Мне интересно, хватит ли у тебя смелости встретиться с Павлом и попрощаться с ним?» «Не буду скрывать. Я боюсь с ним встречаться. Но хочу. Только толком объяснить ничего не смогу. Он просто не поверит, и сказать «прощай» не смогу. В его глазах я останусь эгоисткой, потому что не смогла отблагодарить за заботу и внимание, которое он мне уделял». «Понятно», — бесстрастно вымолвил Эстер. «Это все, что ты можешь сказать?» — удивилась Лиза такой простоте. «Могу больше. От этого тебе легче не станет. Люди сами усложняют себе жизнь, прежде всего тем, что не делятся друг с другом своими чувствами. Лучше сейчас, чем потом жалеть». Лиза вспомнила, как Павел играл на скрипке, ласково посматривая в ее сторону, как стоял рядом, и его дыхание согревало ей шею, как гладил ее, пока она не заснула. И его покорный, нежный, полный заботы и беспокойства за нее взгляд. Он был готов на все ради нее. Пошел с ней на набережную, пытался догнать Эстера, пытался найти ее. Он всегда был терпелив с ней, прощал опоздания, прогулы, безразличие, стремился помочь, если ей было плохо. «Я люблю его», — проговорила она тихо. Эстер на минуту остановился. Этого я и боялся. Он ускорил шаг. Девушка перевела взгляд на деревья. В этот участок рощи она никогда не ходила. Слишком густо здесь росли кустарники и древесная поросль. А старые стволы сосен трещали и выли под натиском порывистого ветра. Атмосфера царила мрачная и одновременно величественная. Опять заребила в глазах. Она быстро и часто заморгала, потом зажмурила глаза и, когда неприятные ощущения стихли, открыла. Перед ней возникла иная картина мира. Она увидела текстуру древесины, сосуды, волокна, смоляные ходы, и как жучки ютятся под корой в ее небольших ходах. Зрение скакало из слоя в слой. У Лизы закружилась голова, и, простонав от неприятного чувства, она зажмурилась. Несколько раз попыталась внушением прогнать боль. Тщетно. Давление в глазах только нарастало. Эстер остановился и поставил ее на ноги. «Открой», — скомандовал он. Лиза запротестовала, покачав головой. Но Эстер, положив свои ладони ей на щеки, стал средним пальцем массировать висок. Боль стихла. К вискам словно кубики льда приложили. Девушка настороженно приоткрыла веки. «Теперь ты должна видеть за пределами фиолетовой области спектра». Лиза открыла рот от удивления и огляделась вокруг. «Что с моим зрением?» «Так видят бабочки и другие насекомые». Лиза неуверенно сделала пару шагов. Ее шатало. Вестибулярный аппарат плохо справлялся с новой задачей. Появилась резь в глазах, и потекли слезы. Она развернулась к Эстеру, но чуть не упала. Настолько было непривычно видеть все в ином цвете. Ощущение, как после плавания в хлорированной воде. Лиза покачнулась, чуть не упав в сугроб. Эстер тут же подхватил под локоть. «Это пройдет. У меня есть брелок с цветными ленточками. Я покажу тебе пару лент, а ты назовешь мне их цвета, поняла?» «Да». Парень покопался во внутренних карманах пальто и достал брелок с перевязанной копной разноцветных ленточек. «Какого цвета?» Он вынул белую ленточку. «Не могу определить. Сложно. Зрение скачет. Белое. Нет, синее. Темно-синее. А это?» Он вытянул желтую. Светло-зеленая, с белым отливом, как перламутровый слой ракушки. «Хорошо. Еще одна». Эстер вытянул черную. Темно-фиолетовая. Ты, кстати, тоже», — засмеялась Лиза. Он вытянул синюю. Зеленая. Незамедлительно последовал ответ. «Но они все неоднозначно одного оттенка, с переливами». «Отлично», — улыбнулся Эстер и, связав ленточки в узелок, положил обратно. «Молекулы, как правило, бесцветны. Необходимо менять спектр и частоту видимости.
Если ты перейдешь в дальний диапазон видимости и за пределы фиолетового спектра, то есть совместишь два эффекта, молекулы примут определенный оттенок, и ты их увидишь. Ты наверняка играла со стереограммами. Так вот, чтобы вернуться в обычный диапазон, выбери точку над определенным объектом, к примеру, над веткой. Сфокусируй на ней взгляд, вспомни, какой это предмет на самом деле. Девушка замерла, вглядываясь вдаль, потом закрыла глаза и с облегчением выдохнула. Получилось. Лучше видеть все таким, каким привыкла. Остальное — просто пытка для глаз. Эстер расхохотался. Лиза не ожидала от него такой реакции, склонила голову на бок. «В чем дело?» Тебе такие возможности открываются. Да любой человек был бы от этого в восторге. А твоя реакция — вихрь чувств. То ты в восхищении, то в недоумении, граничащем с недовольством. «Я вовсе не недовольна. Скорее, сбита с толку. И как на все происходящее правильно реагировать, не знаю». Хорошо. Его губы растянулись в улыбке. Моментами ты напоминаешь ребенка, который, видя шмеля, гоняется за ним, смеясь, но стоит шмелю развернуться и полететь на него, как ребенок пугается, но с тем же восторгом убегает. Лиза сурово уставилась на Эстера. Ей и вправду было не смешно. Да, интересно, любопытно, удивительно, но не смешно. Мужчина все так же, улыбаясь, покачал головой. Он понимал, что ей просто необходимо дать время привыкнуть к переменам и помочь управлять скачками. Эстер подхватил ее на руки и зашагал уже знакомыми для нее тропинками. Минутный смех Эстера разрядил накаленную атмосферу между ними. Он уже не казался Лизе грубым и сухим. Настороженность по отношению к Эстеру стала потихоньку отступать. По мере этого ее душу начало отягощать другое чувство — чувство вины. Лизе казалось, что она совершает предательство, позволяя другому, совсем незнакомому ей мужчине прикасаться к ней, носить на руках, командовать и распоряжаться собственной жизнью. Павлу она такого не позволяла. Или сторонилась, или избегала, а, позволив прикоснуться, смущалась и долго не могла смотреть в глаза. В руках этого человека она ощущала себя хрупкой и, как беспомощный ребенок, познающий мир, давала возможность Эстеру вести себя туда, куда он захочет. Точный ребенок, который боится нового, но которому любопытно, что же будет дальше. А если пойти следом? А если прикоснуться? А если... Лиза удивлялась сложившейся ситуации. Но цель, которая стояла в центре этой спирали, должна была оправдать ее безрассудство. Пути обратно уже не было. Организм активно настраивался на новые возможности. В нескольких метрах от ограды Эстер остановился и аккуратно опустил Лизу, в этот раз задержавшись взглядом на девушке. «Дальше сама, чтобы не привлекать внимания. Я буду ждать здесь». Жаркий пар обдал ее лицо, и Лизе показалось, что в темных глазах отразилась тревога. «Только не задерживайся», — добавил он и нехотя отпустил. Почему в его глазах тревога? Нежелание отпускать. Лиза кивнула, сделала шаг назад, пытаясь считать в его глазах причину тревоги. Рука Эстера поднялась и показала на замок. Ворота были уже закрыты. Лиза посмотрела на них, потом на Эстера. «Быстро, Лиза», — шепнул он. «Думай о том, зачем мы здесь, а не о том, что у меня в голове». Лиза поджала губы. Проницательный. Развернувшись, она побрела к ограде, прошмыгнула сквозь решетку и поспешно зашагала к общежитию. Так просто пройти знакомой дорогой к своему дому, не оглядываясь по сторонам, подняться в комнату, сделать записи в дневнике и спуститься обратно. Все очень просто, уверяла себя Лиза. На деле оказалось гораздо сложнее. Глаза хаотично бегали по округе в надежде найти еще кого-нибудь, чтобы этот встречный прохожий ущипнул сильно-сильно, и сознание прояснилось бы мгновенно, вырвав из омута непонятных сновидений. Но нет. Так поздно никто не расхаживал по улице. Даже вахтера не было на своем месте. Темная лестничная площадка, темный коридор, где-то отдаленно голоса. Пахло жареной картошкой вперемешку с гречневой кашей и мясными консервами. К этим удушливым, надоевшим за год запахам примешивался запах сырости, мокрого белья, хозяйственного мыла. От всего этого Лизе стало жутко тоскливо. Раньше ничего подобного она не ощущала. Она ждала, пока вахтер скроется в своей каморке,
Взбегала по лестнице вверх, окрылённая поздней вечерней прогулкой, вдыхала аромат приготовленных жильцами блюд, пусть однотипных, но горячих. Потом, захлопнув дверь, скидывала с себя мокрую от снега одежду и, закрутившись в плед, грелась, распаляя аппетит. Приходила Таня, и, как мама, начинала читать нотации и кормить горячим супом. В тарелке плавала горстка макарон с тушенкой и горой специй. Сушеные листочки, соцветия веточки привносили скудное разнообразие в их блюдо. Всматриваясь в них, она мечтала о любимых жареных баклажанах с чесноком и петрушкой, о зеленых бананах, горячем шоколаде и яблочной пастиле. И сквозь сладкие мечты до нее пытались добраться неясные слова подруги о любви. Тогда она покорно опускала голову, скрывая от подруги улыбку, и виновато теребила в руках карандаш. Теперь на душе скребли кошки, и все казалось незнакомым и не таким, как прежде. Единственное, что было родным, — это боль в ногах и слабость в теле, как после обычной прогулки. Теперь это состояние было связано не только с насыщенным днем. Эстер что-то сделал с ней, что-то поменял в ней. Она не понимала, что творится с ее организмом. Из дневника Лизы. Все сказано, как и попросил Эстер. Теперь не знаю, что будет. Я не знаю, что происходит со мной. Может, я действительно схожу с ума. Возможно, дошла до предела и лишилась способности здраво рассуждать. Эстер пришел сюда и перевернул все мое представление о нашем мире. Вдалеке от него я теряюсь, выбиваюсь из совершенного механизма, встроиться в который я одновременно хочу и боюсь. Рядом с ним начинаю чувствовать пульс Земли и Вселенной. Мой разум стремится к воде, к Эстеру, холодному, красивому, к настоящему воплощению природного совершенства. Но есть и тот, кто пытается удержать меня здесь. Паша, милый мой, прости меня за мой эгоизм, за мою слепоту и нерешительность. Ты тёплый, нежный, заботливый. Прости за то, что весь год причиняла тебе боль. Люблю тебя, родной мой. Глава 7. Воспоминания. Прижав к груди дневник, Лиза откинула в сторону карандаш и распласталась по ковру. Она посмотрела в окно и вытянула руку по направлению к единственной звезде. Остроконечному светилу удалось протиснуться сквозь темную пушистую пелену туч. Девушка прикрыла пальчиком яркий огонек и, нервно улыбнувшись, опустила руку на глаза. Завтра Павел, как и обещал, придет. Постучит в дверь, не дождется ответа. Попросит у вахтера запасной ключ. Войдет в комнату. Сперва вдохнет аромат, который еще будет витать в воздухе. Аромат ее волос и кожи. Потом найдет дневник, прочтет его и, проклиная Эстера и себя, помчится на набережную. Лиза знала, что, не обнаружив ее у скал, он будет искать ее, звать, беспомощно выкрикивать ее имя снова и снова до хрипотцы, пока не сорвет горло. Она жестока. Да, вырвалось у нее из груди. Я жестока. Наконец она решила подняться. Непонятная слабость приковала ее к полу. Ноги и руки дрожали при очередной попытке встать. Полетать над пропастью — это, конечно, страсть для организма, особенно для ослабленного, но не до такой же степени. «Эстер!» — Лиза стукнула ладонями по полу. Перевернувшись на бок, она с трудом приподнялась и, сев на колени, раздраженно выдохнула. «Я спрошу с него по всем пунктам». Несколько минут Лиза просто сидела, собиралась с силами. Затем, отложив дневник в сторону, на самую середину ковра, чтобы он был заметен, оперлась на ладони. Руки и ноги по-прежнему дрожали. Она медленно поднялась с колен и бросила взгляд на свое отражение в зеркале. На нее смотрела красивая девушка с золотистыми локонами. За год от однотипного питания они потускнели. Теперь же каждый завиток светился здоровьем. Они стали гуще, окрепли. Лицо чуть округлилось, сделалось более плавным, кукольным. Синяки под глазами сошли, кожа губ уже не была такой обветренной и сухой. Глаза, правда, выглядели стеклянными.
выразительные и вместе с тем совсем неестественные. Белые крапинки на темной радужке сильно разрослись. Менялись мысли, чувства, способности, тело. В целом она ощущала слабость, но стоило прислушаться к своему телу, к каждой его клеточке, она чувствовала, какая большая сила спрятана в них. В конце концов, совсем скоро она будет как Эстер, совершенным существом. Но идеальный человек — мертвый человек. Изъяны делают человека интересным. Стремление их убрать дает свободу в действиях и цель. А что делать, если ты идеален, как снежинка? В ней заложен определенный фрагмент жизни, однако ею просто любуются, даже не представляют, что она в себе хранит. Вот они. Лиза посмотрела в окно. С небес падают частички памяти Земли. Океан же как фотоальбом, в котором запечатлены моменты жизни всего живого. Звуки, вкусы, чувства, возможно, мысли. Раз в воде хранятся воспоминания, значит, Лиза отыщет свои, чтобы вспомнить, кем она была до катастрофы, кого любила, где жила. Только нужно ли ей это потом? Нужно. Это именно тот случай, когда жить одними воспоминаниями правильно. Лиза подошла к кровати и с улыбкой заглянула под неё. Там стояла коробка, в которой она хранила рукавички-потеряшки своих детей. Она вытащила её и, вывернув рукавички на пол, принялась разглядывать. Маленькие, затасканные, протертые, с затяжками и пятнами, пушистые и разноцветные, с рисунками и даже помпончиками. Такие разные, одинокие. Но их объединяло одно — ангельский запах. Запах детства, наполненный добром и невинностью. В коридоре послышались торопливые шаги. Дверь распахнулась. Эстер плавно прошмыгнул в комнату и спешно захлопнул дверь. «Ты чего так долго?» — спросил он сходу, обводя взглядом маленькую комнату. «Собиралась силами», — раздраженно ответила Лиза. Эстер облокотился спиной о стену, скрестив руки на груди. «Ну а сейчас ты чем занимаешься?» Девушка устало покачала головой и стала складывать рукавички в коробку. «Да так, ничем. Обновляю воспоминания. Кстати, что ты сделал со мной? Я толком подняться не могла». «Серьёзно?» «Перестарался», — усмехнулся Эстер. Он подошёл к Лизе и, присев на корточки, положил свою ладонь ей на щеку. В этот раз она почувствовала тепло, а в его чёрных глазах отразилась ласка. На самом деле, после первого прикосновения к ней ещё на набережной, его тело отозвалось волной мелких мурашек. Именно в тот момент пробудились нежные чувства. Эстер сам испугался новых ощущений. Для системы молекул это ровным счётом ничего не значит, перестановка связей, да и только. Но его сущность была заключена в человеческое тело, способное реагировать и отвечать на любые контакты. Поэтому новые ощущения, которые испытал Эстер как кластер, было чем-то свежим и сладостным. Он знал, что есть такие понятия, как влечение, возбуждение, но что под этим кроется по-настоящему, мало понимал. Оказавшись в человеческой оболочке и прикоснувшись к бархатной тёплой коже, понял, каково это быть живым на самом деле. Он запечатлел это чувство в своей памяти. Однако при виде Лизы, сидевшей на полу в свободном свитере, обнажившем одно плечо, захотел вновь испытать то же самое. Что это? Влечение? Быть может, даже что-то большее, чем просто влечение. На этот раз он не сразу оторвал руку от её лица, а задержался пальцами на подбородке, провёл по ложбинке на шее и испытал более мощные чувства по сравнению с первым разом. Он знал её мысли. Он знал, кем она была и что представляет собой. Чувствовал её душу. Замерев, Лиза пыталась разобрать непонятные скачки в настроении Эстера. Минуту назад он злился, а теперь ласково, едва касаясь пальцами, поглаживает её по щеке, спускается к шее, проводит по ключице. Его ладонь скользнула по обнажённому плечу. «Что ты делаешь со мной?» — прошептала отрывисто девушка, внимательно наблюдая за реакцией Эстера. Он глубоко вздохнул, поджав губы, и неохотно опустил руку. «Я решил немного поменять твой обмен веществ и запрограммировал клетки накапливать энергию в себе.
Кажется, перестарался, поэтому силы быстро покинули тебя. Теперь все понятно. Когда я прислушалась к своему телу, то ясно ощутила, что в клетках много энергии. Стало непривычно, словно тебя как зеркало разбили на мелкие осколки. Не осязай себя, не сканируй. Так проще. Лиза спрятала коробку под кровать, встала и сделала пару шагов. Ноги уже не так болели, тело перестало ныть. Она с грустью улыбнулась Эстеру и осмотрела свою маленькую комнатку. Всё казалось таким унылым. Письменный стол, за который она никогда не садилась, маленькая кровать, где она обессиленная забывалась сном, мягкое кресло с потёртой бордового цвета обивкой. В нём она выслушивала нравоучения от своей подруги. Обои ей не нравились больше всего. Синие, с зелёными и жёлтыми листьями то ли клёна, то ли хмеля, навевающие смутные воспоминания о тёплых временах года. А вот небольшой, чуть больше её роста, пушистый ковёр вишнёвого цвета она любила очень. Часто именно он заменял ей мягкий матрас. Стоило только взять в руки книгу или карандаш с дневником, как можно было точно сказать, что кровать останется пустовать. Из-под кровати выглядывала розовая рукавичка. Видно, Лиза не заметила её, когда складывала остальные в коробку. Девушка, сжав кулаки, вспомнила о детях в приюте. Волнение увеличилось. Ей показалось, что с каждым вздохом воздуха становится всё меньше и меньше. Лиза никогда не боялась замкнутых пространств, но стены общежития и приюта сводили её с ума. Она судорожно выдохнула. Как в клетке. Хочу на воздух, и чтобы сюда больше не возвращаться. Эстер только понимающе кивнул и протянул ей пальто. Несмотря на то, что Эстер дал Лизе свободу действий, вернув силы, и она сама могла дойти до набережной, однако, как только они миновали беседку, он без предупреждения подхватил её на руки. «Я сама могу», — возразила девушка. Нет, тебе понадобятся силы для другого. И я хожу быстрее тебя, не оставляя следов. Лиза вопросительно посмотрела на него. Широкие брови сошлись у переносицы. Он отвернулся и больше не смотрел на неё и не разговаривал. Он опять о чём-то сосредоточенно думал, что-то рассчитывал, стремительно шагая вперёд. Было около полуночи, когда они прошли сад и достигли таинственного леса. Ветер, разыгравшийся под вечер, стих, нагнав череду густых туч. Чем ближе они подходили к мёртвой зоне, тем интенсивнее тьма расползалась вокруг. Запах печного дыма, сопровождавший их от городка, вскоре исчез, а на смену ему пришёл лёгкий аромат хвои и свежесть застывшего моря. Лиза вгляделась в сгущавшуюся тьму. Если бы не снежные шапки на деревьях, они бы слились в одну высокую, чёрную, кривую стену, не пропуская путников дальше. Она оглянулась. Ни души, лишь тёмные очертания деревьев и белые волны. Спокойствие и тишину леса нарушал хруст снега от скорых шагов, изредка скрип старых сосен. Снег накрывал следы Эстера сразу после очередного его шага. Он ссыпался в яму, заполняя её доверху, пока полотно не обретало ровную поверхность. Издалека послышался лай собак. Он перешёл в пронзительный вой, и по телу Лизы пробежали мурашки. Только теперь она заметила, что была без шарфика и перчаток. Пока Эстер её нёс, она не ощущала холода. Дрожь, атаковавшая конечности, была вызвана тревогой. Лиза посмотрела на Эстера. Из-за чёрных длинных волос не смогла разглядеть его лица, а ей было интересно, о чём он думает и что на этот раз приготовил для неё. Они вышли на набережную недалеко от крыла лебедя, крылообразной скалы, возвышающейся перед подножием кошки. Панея и Дива остались в стороне. У Эстера были свои тропинки, которые он хорошо знал. В этом месте лежало много валунов, и никакого прямого подъёма на скалу не наблюдалось, что весьма озадачило Лизу. Для возникновения картин нужна видимость, чистое небо, хорошо освещённое море, а в свою очередь для лучшей видимости — высокий уступ. Если они здесь не за этим, то с какой целью он принёс её к морю? Эстер молча поставил Лизу и не спеша подошёл к застывшему морю. Пейзаж одновременно отражал и печаль, и величие. Было очень темно и очень холодно. С моря дул ветер, пробирающий до костей. Лиза поёжилась и спрятала руки в карманы. Вихри подхватывали сыпучий снег и шлейфом раскручивали его, преобразуя в маленький снежный смерч. Тёмно-синий ледяной ковёр плавно сливался с серым, затянутым тучами горизонтом.
ничего фантастического не наблюдалось. Неожиданно для Лизы Эстер снял пальто и двинулся по застывшему ковру. У нее перехватило дыхание. На мгновение она застыла, вспоминая, как треснул лед, стоило только Павлу приблизиться к морю. Из шока ее вывел голос Эстера. «Иди за мной!» — громко кинул он через плечо. Лиза почувствовала, как во рту пересохло. Она отшатнулась назад и закусила губу, качая головой. Из дальних закутков памяти мозг достал тот день, когда она оказалась в объятиях смерти. Ее холодные сети стали поглощать сознание, отдавая судорогами в ногах. Тело не забыло этой боли. Когда что-то выкручивает ноги, мышцы становятся каменными. Тяжело двигаться, руки немеют от острого пронзительного холода, тело не слушается. Ты тонешь. «Лиза!» Твердость в голосе Эстера вернула девушку в реальность. Он развернулся и испытующе посмотрел на нее. «Иди за мной!» Холодный порыв ветра отрезвил, а уверенность, с которой говорил Эстер, успокоила колотившееся сердце. Непонятно почему, но она ему доверяла. Возможно, после случая на Диве родилась уверенность, что он не причинит ей вреда. Подбежав к морю, Лиза ступила на лед. Сила — это было первое, что она почувствовала. От замерзшей поверхности исходила огромная, неведомая сила, которая придала Лизе мужество. Легкость — второе, что почувствовала Лиза, приближаясь к Эстеру. С каждым вторым ее шагом вперед он делал 2 назад, уводя ее все дальше и дальше от берега. Свобода — это то, что она осознала, представ перед Эстером в 30 метрах от берега. Именно чувство настоящей свободы манило ее сюда. Они долго смотрели друг другу в глаза. Лиза слегка дрожала, сама не понимая от чего — от холода или от того, что была далеко от берега, или от пристального взгляда Эстера. В его глазах вспыхнули искры. Казалось, он гордился смелостью Лизы и, скользнув своей ладонью к ее щеке, тихо вымолвил: «Умница». Сейчас Лиза ощущала, какая большая энергия и власть исходила от него. Укрощенное самообладание. Ни один мускул не шевельнулся на его лице, пока она шла за ним по льду и до настоящей минуты. Один раз она его уже видела таким непоколебимым, что только не приходило в ее голову на тот момент. Момент, растянувшийся в вечность. Над обрывом, над наделенным сознанием морем. «Расстегни свое пальто», — сухо скомандовал он, не сводя с нее глаз. Опустив голову, девушка молча повиновалась. Медленно расстегивая пуговицы, она перебирала в уме варианты, для чего это нужно. Коснувшись последней петли, остановилась и с укором бросила взгляд на Эстера. Она имела право знать, что он задумал. «Прости», — поспешно проговорил он и, вытянув последнюю пуговицу из петельки, снял с нее пальто. «Я вновь причиню тебе боль, и ты вспомнишь все». На последней фразе он отшвырнул свое пальто вместе с Лизиным подальше и толкнул ее. Лиза не успела сделать вдох, как поняла, что тело соприкоснулось с водой. Он толкнул ее в полынью, которая образовалась с последним его жестом. Вода эфемерным облаком обволокла девушку и притянула к себе. Секунда. Лиза погрузилась под воду. Все чувства и мысли перемешались. Она не знала, что лучше — удариться головой об лед и отключиться или вновь испытать охват ледяной смерти. Острые, тонкие иглы пронзали ее вновь. Наконец она вынырнула, хватая ртом студеный воздух, попыталась зацепиться за толстый край льда, но оцепеневшие пальцы совсем не слушались. Девушка, заходясь от холода, умоляюще посмотрела на Эстера. Он стоял, не шелохнувшись, и просто наблюдал. «Эстер!» — захлебываясь горько-соленой водой, простонала она. Мышцы груди стали непроизвольно сокращаться, тело задрожало, заколотилось быстрее пульса. В это мгновение Эстер почувствовал, как у него съежилось сердце. «Нет, без жалости», — одернул он себя. «Так нужно». Прежде чем произнести хоть слово, он присел на одно колено и взял Лизу за руку, прикоснулся губами к мокрым и уже посиневшим пальцам. «Мне нужно, чтобы твой организм вновь пережил шоковое состояние». Вторую руку он положил ей на голову. Боль вскоре уйдет. И резко погрузил под воду.
Вода сомкнулась, как холодный обруч обхватила голову девушки. Лиза забилась, она отчаянно сопротивлялась натиску Эстера. Через пару секунд у нее свело ноги судорогой. Организм стал охлаждаться, дрожь прекратилась. Он вытащил ее за руку и дал сделать вдох. Лиза находилась в пограничном состоянии между потерей сознания и оцепенением. Тогда Эстер задержал свою ладонь у полуоткрытого рта девушки. Дыхание стало реже. Потом провел пальцами по сонной артерии. Пульс замедлился. «Отлично», — вымолвил он и поспешно погрузил ее обратно под воду. «Давай, спящая красавица, пробудись от забвения». Эстер сжал ее руку сильнее, но Лиза никак не отреагировала, не шелохнулась. Тело произвольно парило под водой. Для них обоих время остановилось. Она потеряла связь с настоящим миром. Он также замер в ожидании, держа за руку и слегка теребя холодные пальцы девушки. Прошло минут 5. Лиза не подала никаких признаков возврата. Напряжение Эстера подскочило. «Отпускай же!» — скрипнул он зубами. «Еще рано забирать ее!» Тихий всплеск воды. Вот оно, чего он так долго ждал. Эти короткие 5 минут растянулись в вечность. Ледяные пальцы судорожно сжали его ладонь. Напрягшись, Эстер всмотрелся в темно-синюю пучину. Вторая рука девушки оттолкнулась от плотного невидимого станка, и тело вырвалось из-под воды. Лиза выгнулась, закашляла, заглатывая ртом воздух вместе с мелкими каплями брызг. Второй рукой Эстер схватил ее подмышку и вытянул из полыньи, повалив на себя. «Эстер!» — девушка откашлялась и засветилась улыбкой. «Я такое видела! О нет, прежде всего...» — залепетала она. «Память вернулась!» «Тихо, тихо, остановись на мгновение». Он погладил ее по голове, сдерживая улыбку. «Как ты себя чувствуешь?» Лиза приподнялась, оперевшись руками о его грудь, и замерла. «Мне не холодно», — поразилась она. «В следующий раз погружение будет на более долгий промежуток времени. Вместе со мной». «Я хочу этого». «Занятно». Парень был ошеломлен ее готовностью. «Интересно, что ты увидела? Но сперва слезь с меня». «Сам повалил на себя», — усмехнулась Лиза. «Надо было на лед». Они встали, и Эстер, проводя ладонью по образу девушки, постепенно стал сжимать пальцы в кулак. Вокруг Лизы образовывалось облако пара, вода испарилась. Одежда, волосы — все мгновенно высохло. Девушка поправила волосы и свитер, который совсем растянулся и съехал с плеча. Со смешанным чувством восхищения и тревоги Эстер наблюдал за ней. Прекрасно быть частью его мира, но, прикасаясь к деревьям, к птицам, к Лизе, он в полной мере осознал, что столь же прекрасно быть и частью ее мира. Прекрасно быть человеком. Вот только придать бы им еще более жирного штриха мудрости в своих поступках. Думал он, всматриваясь в черное небо. «Поистине твои творения многогранны», — сказал он едва слышно и, подобрав вещи с непомерным интересом, обратился к Лизе. «Итак, расскажи, что ты вспомнила и что видела. А главное...» — он накинул на ее плечи пальто. «Что ты чувствовала?» Они зашагали к берегу. Лиза, поскользнувшись, чуть не упала. Эстер успел подхватить. Его рука задержалась на талии, пальцы дрогнули, зацепив оголенный участок тела. Все силы ушли на это погружение, — поморщилась девушка. «Понесу на руках». «Тебе совсем не тяжело?» «Нет». Уголки его губ приподнялись. «Повествуй». После первого моего соприкосновения с водой я вновь прожила тот день, от начала до конца. Напуганные лица, пустые глаза, молчание. Люди словно лишились дара речи. Каждая минутка, каждая секунда того дня была прожита заново. Лиза прикрыла глаза. И это за такой короткий промежуток времени. Потом ты меня вытянул, я помню, как тяжело мне дался первый вдох. А затем пустота, и... Меня неожиданно охватило чувство удивительной гармонии. Все, что я увидела и услышала, было совершенно. Тусклый свет, достигающий глубин, мерцание парящих на глубине медуз, пение дельфинов. Жизнь показалась такой простой и ясной.
Ты видела какие-нибудь другие места, других животных, не обитающих в водах Черного моря? Перебил ее Эстер. Видела, как выпрыгивал кит из воды после того, как он вновь вошел в воду, лопасти его хвоста мощно ударили по волнам. Лиза усмехнулась. Словно на свой манер сказал «так-то». Всплывали картинки с белыми тюленями. Они такие хорошенькие. Это детеныши гренландского тюленя, ответил с улыбкой Эстер. Видела афиоры, морские лилии. Много чего еще. Белух на фоне льдов. Должно быть в Белом море. Верно. Там обитает самая большая популяция белых китов. Знаешь, а ведь ты не должна была видеть этих животных и места, в которых они обитают. Максимум слышать звуки морских обитателей. Должно быть, твоя душа соприкоснулась с кластерами воды, несущими эту информацию. Все случилось мгновенно, бесконтрольно. Для этого мы и будем вместе погружаться. Я научу тебя контролировать процесс соединения с нужными кластерами, соответственно, и разрыву с ними. Эстер остановился и переложил девушку на другую сторону. Не потому, что замлели руки, а потому что сердце его начинало биться чаще при мысли о совместном погружении. Это большая ответственность. А еще это что-то более интимное, чем просто совместное погружение. Это приобщение к его миру. Что с воспоминаниями? «Ну...» — Лиза глубоко вдохнула и медленно выдохнула, собираясь с мыслями. «Родилась я в Меделе. Это небольшой городок на Минщине, окружён 2 озерами. Очень красивый». Белоруска, значит. «По-видимому, да». Лиза посмотрела на Эстера. «Можно мне самой идти?» Эстер молча поставил девушку на ноги и зашагал вперед, прокладывая тропу. «Мне так легче рассказывать», — пояснила Лиза, следуя за ним. «Белорусска, однако по дедушкиной линии полька. А вообще это все субъективно, во мне столько национальностей может быть намешано. Ведь через наш край многие народы проходили. 2 образования, одно биологическое, а второе незаконченное по специальности гид-экскурсовод. Забавно, но Таня сразу определила, что я биолог. Еще в первый день моей работы в приюте у меня рот не закрывался, только о животных с детьми я разговаривала. Пару лет работала в ботаническом саду, наконец решила устроить себе отпуск, продолжение которого уже понятно. Лиза остановилась и стрясла сосновые ветки снег. Опять печаль накрыла сердце. «Знаешь», — продолжила она тихо, — «у меня с детства была только одна заветная мечта. Я хотела побывать на Северном полюсе. Хотела вживую увидеть белых медведей, полярное сияние. Я любила зиму и мечтала работать там, где всегда лед и снег». Она усмехнулась, прогоняя слезы, и обвела вокруг рукой. «Вот моя мечта и сбылась». Эстер подошел ближе и положил ладони на плечи девушки. Это не имеет ничего общего с мечтой. И ты знаешь почему. Отличия колоссальны. Тебе надоела зима, потому что ты попала в стеклянный снежный шар. А твоя мечта живая. Твоя мечта — это свобода. Лиза, сглотнув, кивнула. «Да, мы в стеклянном шаре». Правда наполняла сердце щемящей болью. Люди стали заложниками беспросветных вьюг и крепких морозов. Она замолчала, чтобы не дать волю чувствам и слезам. Я толкнул тебя в полынью. Страх перед водой ушел? К чему этот вопрос? Конечно, да. Эстер улыбнулся и, взяв Лизу за руку, повел к хижине. Клин клином, как у вас говорят. Скажи, что питала твою любовь к зиме? Лиза пожала плечами. Много чего. От зимних праздников до игр. Любила разного рода документалки о севере. О, мне подарили на одно Рождество книгу Пола Никлина «Полюс. Притягательная красота». На ее форзаце была цитата этого фотографа. «Я хочу, чтобы вы так же сильно полюбили эти места, как и я». Эстер, его фотографии восхитительны. Я влюбилась в них. Книгу читала с запоем. Он путешествовал по самым холодным местам планеты, фотографировал, вел дневник и хотел, чтобы после прочтения его книги у каждого человека что-то перевернулось в душе. У него была только одна цель — привлечь внимание человека к глобальному потеплению, так как разнообразие животного мира в тех местах, где он побывал, напрямую зависело от этого. Это самоотверженный человек, который несколько раз попадал в опасность, получал обморожение, но непрестанно двигался к своей цели, открывая и показывая людям
Новые дикие миры. Живые миры. 10 лет подряд он посещал льдины Арктик-Бэй в поисках нарвалов, и, наконец, удача улыбнулась ему. «Смотри-ка», — улыбнулся Эстер. его ничего не останавливало и не пугало. Замерзал, но желание и цель его отогревали изнутри. Лиза вдруг осознала, что от сердца отлегло. Она опять мечтала, видела горный ландшафт и плавучие льды Гренландии, западный Шпицберген, тундру и океанические луга Южной Георгии. Мечта не угасла. Она все еще жила в сердце. «Эстер», — девушка на мгновение притормозила, — «ты излечиваешь меня?» Она была поражена. Он, как бы невзначай, своими вопросами подвел ее к истине. «Моя мечта и эта зима — разные вещи». Эстер победно улыбнулся и большим пальцем потер костяшки пальцев девушки. На протяжении всего пути они держались за руки. И Лизу это ничуть не смущало. Она чувствовала поддержку и искреннее стремление Эстера помочь ей. Рядом с ним желание путешествовать, тяга к приключениям возрождались. «Родственники, любимые люди», — продолжил он расспрашивать. «Родители развелись, когда мне было 7 лет, и я осталась с мамой. С отцом редко виделись. Он переехал в другой город, но как только мне исполнилось 17 лет, я стала сама к нему приезжать. Чем взрослее я становилась, тем больше отдалялась от матери. Она сложный человек. Хотя все мы сложные. В итоге совсем ушла в свое плавание». Лиза выдержала паузу. «Интересно, что теперь с родителями? Живы ли они? Касаемо последнего твоего вопроса, я думала, что у меня кто-то есть». Девушка отрицательно покачала головой. Об этом никаких воспоминаний. Ничего. Ни намека. «Тем лучше для тебя». Твердо проговорил Эстер. Они миновали еще пару метров, и впереди показался уже знакомый Лизе домик. Одну руку Эстер завел ей за спину, а ладонью второй накрыл глаза. Она прикрыла веки под натиском и, совсем ослабев, откинулась на его руку. «Вот так», — прошептал он, поднимая ее. «Спи. Пусть все мысли и воспоминания улягутся по своим местам». Глава 8. Частички лета. В прохладной темной комнате затанцевали снежинки. Лиза приподнялась на кровати и огляделась. Эстера не было. Кривые ставни не до конца сходились, и потоки воздуха сквозь щель заносили в дом снежные хлопья. Лиза потянулась, прислушиваясь к своему телу. Ничего не болело, не ныло. Энергия переполняла ее. Она соскочила с кровати и подошла к пыльному, треснутому по краям зеркалу. На спинке стула висело старое полотенце. Скорее всего, им когда-то вытирали стол. Она взяла его и аккуратно протерла зеркало. В отражении своих глаз на радужке она увидела белые пятна. У Эстера они были больше и вытягивались от края радужки к зрачку при переходе на другой диапазон видимости. У нее же редком окружали зрачок. Дверь распахнулась, и вместе с вихрем снежных хлопьев вошел Эстер. В руках он держал небольшой льняной мешочек и деревянную миску, доверху наполненную спелыми сливами. Выспалась? Теребя свои волосы и накручивая их на палец, как маленькая девочка, Лиза засмотрелась на миску со сливами. «Ты выспалась?» — повторил Эстер и поставил миску на стол. Лиза очнулась от глухого стука. Как никогда раньше, она взяла одну сливу и стала рассматривать ее так, словно впервые в жизни увидела этот фрукт. «Откуда ты берешь свежие фрукты?» «Я уже говорил тебе. Мужчина широко улыбнулся. Выращиваю». На Лизу снизошло озарение. Вместо того, чтобы взять и полакомиться сливой, она положила ее обратно и, скрестив руки на груди, твердо заявила Эстеру. «Мы должны принести их в приют детям. Это же здорово! Ты представляешь, как они обрадуются?» Брови Эстера полезли вверх. Он стал вспоминать, не ударил ли Лизу головой о стену, когда укладывал спать. «И?» — начал он, сдерживая смех. «Как ты себе это представляешь? Принесешь ты в приют полную коробку разных фруктов. А как ты объяснишь людям, откуда их взяла?» Улыбка девушки стала угасать. «Может, в смысле, мы не можем этого сделать?» Эстер развел руками.
«Можно ночью оставить коробку на крыльце у входа», — не сдавалась Лиза, хотя понимала, что и это звучит глупо. «Лиза, у нас другая цель». Девушка беспомощно посмотрела на миску с фруктами. «Мне совестно. Я тут свежими фруктами балуюсь, а они...» Ты жизнь свою отдашь за них. Перебил ее Эстер и протянул сливу. Но для этого нужно накапливать силы. Если все получится, весна придет и сады сами зацветут. «Я на это надеюсь», — вздохнула Лиза. Я приготовлю тебе рыбу. И вот, держи еще орехи. Лиза развязала льняной мешочек и невольно улыбнулась. Тончайший аромат зелени воспарил в воздухе. Она ощутила скромное прикосновение лета, сердце заныло от тоски. У бабушки на даче рос прекрасный орешник. Каждый год, начиная с июля и по сентябрь, можно было собирать по несколько трехлитровых ведер. Самое веселое в этом было — трясти куст и сразу прятаться за сук от орехового града, а самое тяжелое — очищать от зеленой обертки и скорлупы. И самое томительное — сушить ядра, которые так и дразнились. То далекие, сладкие, светлые воспоминания из детства. Девушка погрузила ладонь в мешочек, и под подушечками пальцев заиграли медным отблеском коричневые плоды лещины. Вот он. Лиза ухватилась за нежнейшую частичку лета, листик, слегка шершавый, зеленый и живой. Она представила цветущие сады, высокую траву, душистые цветники, росинки, стекающие из белых чашечек полевых вьюнков. Одни из самых ее любимых цветов. Проведя по сердцевидному краю листочка, она чутко ощутила дыхание самой природы. Эстер все еще стоял с протянутой рукой к девушке и держал сливу. Терпеливо ожидал, когда она его заметит. Очарованная летними ароматами, Лиза не сразу опомнилась, но желание ощутить так давно забытый вкус этих фруктов вернуло ее в зиму. И орехи, и сливы были настолько насыщены летним вкусом, что Лиза съела все. И причиной ненасытности был не голод, а жадность окунуться еще раз в лето. После завтрака они отправились в сад, в его самую отдаленную от приюта часть. От хижины Эстера до заброшенного сада дорога была короче, чем до набережной, поэтому Лиза радостная шла сама, поглаживая зеленый листик, который прихватила с собой. Тут она вспомнила о засохшей веточке лаванды, что вытащила из букетика в гостях у Павла. С появлением Эстера в тот день начались и закончились отношения с единственным любившим ее мужчиной. Не оглядываясь по сторонам, как это постоянно делала Лиза, Эстер шел впереди, прокладывая широкую тропу. Он прислушивался к ее шагам и глубокому дыханию. Радость, с которой шагала Лиза, коснулась и его сердца. Он улыбался. Появились низкорослые яблони вперемешку с небольшими кустарниками лещины и барбариса. Эта часть сада сильно заросла, была страшной и густой, но в ней бурлила жизнь. То тут, то там раздавался клёкот птиц. Зяблики, синицы, даже клёсты шустро проносились над кустарниками и исчезали за близ растущими деревьями. На раскидистых ветвях крушины красовались, помигивая алыми хохолками, свиристели, а дятлы неугомонно наперебой выстукивали свою бойкую мелодию. Эстер подошел к молодой яблоне, которая, в отличие от других деревьев, выделялась своей стройностью. Лиза уже поняла, что он выращивает фрукты и орехи не теми способами, что садовники, а при помощи своей силы. Она стала рядом, с большим интересом наблюдая за действиями Эстера. Белые крапинки на его радужке расширились и слились. Он нагнул одну ветку и обратился к девушке. «Придержи и смотри внимательно». Глаза его сосредоточились на стволе дерева. Затем он обхватил ладонями кончик ветки так, что спящая почка оказалась в центре лодочки, и, медленно расставляя акценты на определенных фразах, проговорил. «Я освобождаю необходимые вещества и передвигаю их из одних клеток дерева в другие. Доставив эти вещества в нужные части растения, они сами сделают свое дело. Эти вещества — фитогормоны». «Да, я знаю», — тихо вымолвила Лиза, боясь упустить момент, увенчанный волшебством. «Зимой деревья находятся в состоянии глубокого покоя», — продолжил спокойно Эстер, не отводя взгляда от ствола яблони. «У них замедлен обмен веществ.
Тебе необходимо пробудить не все растение, а только ту часть, которая нужна для выращивания плодов. Одна ветка. Этого достаточно. Ты постепенно выводишь из сна нужные органы и также, не спеша, погружаешь их в состояние покоя, приводя в действие ингибиторы. Лиза не особо внимательно слушала. Ей и так, как садоводу в прошлом, это было известно. Она сосредоточенно смотрела в щели между пальцами Эстера. Вдруг почка набухла, показались зелёные, покрытые мелким пушком молодые листья. В один миг листочки распустились, и проклюнулся белый глазок. Эстер немного приоткрыл ладони, и бело-розовое соцветие во всей своей красе предстало перед Лизой. Весенний аромат взбудоражил память. Таким цветочно-медовым ароматом насыщены сады в мае. «Не забывай про тепло», — послышался голос Эстера. «Отдавай его почкам и бутонам». Лепестки опали, скользнув по запястью Эстера, как розовые бусинки, и опустились на снег. Лиза хотела согнуться подобрать их, но ладони Эстера сомкнулись, и она поняла, что сейчас должно произойти что-то особенное. Она пригляделась. Зависть стала набухать все сильнее и сильнее, и ладони Эстера разошлись под напором желто-зеленого плода, который мгновенно налился и превратился в пунцовое яблоко с розовыми полосками. «Штрифель», — заключил Эстер и снял фрукт с ветки, на которой еще помигивали наклюнувшиеся почки. «Теперь твоя очередь. «Что?» — опешила Лиза. Вырасти свое яблоко». Кивнул Эстер на ветку и, дразня Лизу, откусил от фрукта кусочек. «Как? Как я найду нужные вещества?» Перейди на другой диапазон видимости так, чтобы можно было увидеть клеточную структуру дерева. Он засунул яблоко в карман и, передвинув руки Лизы к почкам, она все еще держала ветку в одном положении, поспешно вымолвил. Осталось дело за малым. Я оставил тебе набухшие, слегка наклюнувшиеся почки, а это значит, что все нужные вещества уже там. Найди их, тебе подскажет само растение. Ускорь их действие, раскрути молекулы. Они сделают свое. От волнения у Лизы вспотели ладони. Она поспешно вытерла их от джинсы и сконцентрировалась, закрыла глаза и на выдохе открыла, продемонстрировав Эстеру свою изменившуюся радужку. Прекрасно. Не волнуйся. Он улыбнулся, вернувшись в глубокий спектр видимости. Я буду помогать тебе. Лиза аккуратно поставила ладошки лодочкой и, проникнув в сосудистую систему тонких сучков дерева, увидела, как быстро из клетки в клетку перетекает вода. Вещества идут стоком воды. Скажи ей, чего ты хочешь. Соприкоснувшись на подсознательном уровне с водой растения, ей открылась чуть ли не его душа. Яблоне не очень нравилось, что ее разбудили посреди зимы. Зато Лиза светилась от счастья. Сейчас ей мог позавидовать любой ученый. «Хочу, чтобы активизировались гибереллины», — произнесла она быстро. Раздался громкий смех Эстера. «Ты же не желание загадываешь. Зачем слух? Просто подтолкни ток веществ в нужном направлении. Дерево не пробудилось до конца от зимней спячки, чтобы самостоятельно функционировать». «Ну...» — Лиза слегка сконфузилась. Эстер учтиво посмотрел на нее и мягко произнес: «Лиза, ты не на экзамене. Ты сейчас копаешься в своих мозгах среди накопленных знаний, а должна взаимодействовать с водой растения, как с частью своего собственного организма. Сконцентрируй нужные вещества в одном потоке и доведи их до клеток почки». Лиза покраснела. Всем своим сознанием она опять проникла в растительный организм и вдруг почувствовала какую-то неопределенную силу, которая помогла ей найти и собрать в единый поток необходимые вещества. Эстер присоединился к ней. Клетки почек зажили новой жизнью. Молодые листья распустились, показались белые бутончики, цветочки стали раскрываться, и через минуту лепестки опали. Следом стремительно начала разрастаться зеленая зависть, превращаясь в плод. Чтобы фрукт не горчил, ускорим распад хлорофилла и дубильных веществ. Медленно проговорил Эстер. Ты сейчас за пределами фиолетового спектра видимости. Углубись еще дальше. Посмотри на молекулу хлорофилла. «Господи!» — ошеломленно прошептала Лиза.
Хвост напоминает жемчужное ожерелье, переплетенное в несколько рядов, а головка похожа на цветок. Теперь перейди на более широкий диапазон видимости. Появилась сеть из многочисленных пятигранных циклов. «Дрожит», — улыбнулась Лиза. «Да, дрожит. Вот так выглядят и кластеры. Теперь разрушь ее. Начнется синтез каротиноидов и антоцианов». Потребовалась минута, чтобы справиться с поставленной задачей. Яблоко налилось, и сердце девушки затрепетало от радости. Она сорвала фрукт с ветки и откусила. Кисловат. Поспешила. Эстер улыбнулся, осматривая яблоко. А хотела коробку собрать. Я не думала, что это так сложно. Не сложнее, чем ввести свой организм в анабиоз перед погружением. «Так вот, для чего это нужно», — воскликнула Лиза. «Научишься распределять вещества и энергию в растительном организме, сможешь быстро уложить свой организм спать. А иначе? Иначе погибнешь от холодового шока. Еще тебе нужно будет сохранить часть энергии для финального действия, для воссоединения с молекулами воды. Пробуй еще раз», — скомандовал Эстер. Без лишних слов Лиза передвинула ладони к другой почке, на которой уже виднелись бледно-розовые соцветия. Теперь она делала все сама без помощи Эстера. Он только пару раз поправил ее. Она сильно спешила закончить формирование плодов, поэтому яблоки не успевали созревать. Наконец получилось то, чего Эстер так долго ждал. Пару яблок упало в сугроб. Они были тяжелы, румяны и ароматны. 6 яблок, из них только 3 получились спелыми. Лиза обиделась, ведь для нее это было чем-то невероятным, и она очень собой гордилась. «Это плохо?» «Учитывая, что я буду тебе помогать замедлять жизнедеятельность организма, это нормально. Однако, если бы ты не спешила, то результат мог бы быть иным. Верни растения в состояние покоя. Сейчас в листьях накопилось достаточное количество ингибиторов. Ускорь их работу». С этой задачей Лиза справилась легко, и когда почки улеглись, отпустила ветку. Переполняемая чувствами радости и гордости, она обняла ствол яблони. «Умница», — похвалил ее Эстер. «Можешь выбрать время погружения. Днем или вечером?» «От этого зависит, что я увижу?» — безучастно спросила Лиза, не отрываясь от дерева. Она устала. Эстер понял, что включился запрограммированный им ранее процесс ассимиляции. Организм настроился накапливать энергию. В дневное время — животных и другие места. Ночью — нашу галактику. Тучи рассеиваются, поэтому к вечеру небо будет усыпано звездами, и на льду, как в зеркале, отразятся планеты. Однако твой организм дошел до своего предела. Придется уложить тебя спать до вечера. Нужно восстановить силы. Лиза кивнула, а потом резко отклонилась от яблони. «А я есть хочу. Только можно чего-нибудь посущественнее яблок?» Усмехнувшись, Эстер покачал головой. «Что за беспокойный ребенок? Пока будешь спать, я выловлю еще пару рыбин». «М-м-м», громко простонала Лиза, оборвав его. «Что еще?» «Павел. Он должен сегодня прийти ко мне. А там дневник. И если он прочтет, он будет искать меня, найдет домик и...» «Лиза, поверь, он не будет этого делать. Даже если прочтет дневник, то пару дней будет переваривать информацию. А если не прочтет и не застанет тебя в общежитии, взбешённый пойдет домой. Я уверен, ему надоело бегать за тобой». Ветер взвыл, и старые сосны простонали вдогонку его вою. К Лизе стало подступать чувство одиночества. Она с упреком обратилась к Эстеру. «А ты хорошо изучил наши с ним взаимоотношения. Знаешь все и про меня, и про Павла». Она оценивающим взглядом смерила Эстера. «А вот о тебе я ничего не знаю». «У тебя будет вечность, чтобы меня изучить». Глава 9. Погружение. В вечерних сумерках заиграли звезды. Эстер смотрел на фиолетовый купол и думал о своем небольшом приключении. Ему будет чем поделиться с другими кластерами. Он полюбил людей. Этих глупых, как он думал, созданий, которые не умеют ценить то, что им дано. Он полюбил их, потому что полюбил Лизу.
Теперь ему не хотелось лишать ее возможности наслаждаться жизнью на земле как человека. Но он жаждал показать ей и свой мир, разбавить его тем буйством красок и чувств, которые скрывала в душе Лиза. Она оказалась способной ученицей, с чистой, ранимой душой, довольно мудрая не по годам, слишком скромная, чтобы делиться своими мыслями со всеми. Беззащитная, безрассудная в своей смелости и крайне любознательная. Эстер вернулся в дом. Надо было будить Лизу. Кончиками пальцев он провел по закрытым векам девушки. Глубокий вздох разбил тишину в комнате. Лиза проснулась бодрой, хотя знала, что это ненадолго. Часть сил уйдет на погружение, а часть останется в клетках тела до его полного насыщения. Она спрыгнула с кровати и натянула сапоги. «Как непривычно спать в одежде», — сказала она, убирая со свитера белые катышки. Тепло, холод. Теперь эти понятия не относились к ней. Одежда была лишь частью тона приличия. Она могла бы снять с себя всё, зарыться с головой в снег и не ощущала бы ничего, кроме легкого давления и чуток колкости от мелких кристалликов льда. Можно только осознавать, что пламя свечи даёт тепло, а под струей родниковой воды рождается чувство прохлады. Лиза могла усилить восприятие к холоду и теплу, контролируя рецепторы тела, но Эстер запретил тратить энергию на подобные игры. «Осталась рыба, тебе подогреть? И орехи». «Спасибо, я не голодна», — пробормотала Лиза в ответ, расчесывая перед зеркалом волосы. «После погружения они опять завьются», — подметил Эстер, искренне не понимая, зачем так себя вычесывать. «Тогда я опять их расчешу. Это уже вошло в привычку. Проснулась — расчесалась, переоделась — расчесалась. Я люблю расчесывать волосы. Особенно люблю, когда мне их расчесывают или просто перебирают. Это успокаивает». Эстер подошел к Лизе. В глазах засело сомнение. Он колебался. «Позволь мне расчесать твои волосы». Лиза молча протянула ему расческу и после первого прикосновения от удовольствия запрокинула голову. Медленно и неумело он проводил расческой по локонам. Во всех его движениях впервые присутствовала робость. «Знаешь», — нерешительно начал он, — «это тело дает возможность прочувствовать то, что испытывает человек. Мне понравилось прикасаться к животным и растениям. Но ничего из вышеперечисленного не может сравниться с теми чувствами, что я испытываю, прикасаясь к тебе». Эстер проследил за реакцией Лизы в зеркале. Легкий румянец разлился по щекам девушки. Однако он вновь провел расческой. каково это, когда прикасаются к тебе, я не знаю. «Разве до тебя не дотрагивались те же птицы или животные?» Это не то. Я кормил с рук птицы, и они касались меня своими крыльями. Мне было легко и приятно. Тем не менее, он развернул ее лицом к себе. Я бы хотел узнать, каково это, когда прикасается кто-то вроде тебя. В смысле, человек? Не просто человек, а человек, который тебе нравится. Лиза, смутившись, отвела взгляд. Сердце непослушно забилось быстрее, и кровь еще сильнее прилила к щекам. Как бы она ни пыталась сдержать дыханием бешеный ритм, это не позволяло справиться с волнением и трепетом в груди. «Я постоянно касаюсь тебя». «Не так. Представь, что я Павел. Как через прикосновение вы показываете, что любите друг друга. Хочу знать, что чувствует он, когда ты дотрагиваешься до него. Теоретически я знаю, но хочу прочувствовать». «Не получится», — напряженно выдохнула она. Эстер отложил расческу и опять повернул Лизу к себе лицом. «Если получится, мне будет что вспомнить». Девушка озадаченно взглянула на него. Он нравился ей, что скрывать. И представлять Павла на его месте было бы лицемерием и неравным замещением. Они были противоположны друг другу, как полюса, и каждый из них заслуживал разных прикосновений. Только сердце человека может определить, как относиться к той или иной личности. И если Павлу нужны более страстные прикосновения, то Эстеру, несмотря на его мощь и превосходство, подходили легкие и чувственные.
потому что все, что связано с природой, очень восприимчиво и крайне чувствительно. Она вспомнила, как недавно сама перебирала рукавички своих детей, вдыхая их запах, и согласилась. Положительные воспоминания нужны были обоим. Хорошо. Теплая ладонь легла ему на щеку. Он не шевельнулся, а, казалось, продолжал чего-то ждать. Тогда она погладила его по щеке и кончиками пальцев провела по губам. Он вздрогнул, и его губы растянулись в легкой улыбке. В глазах появился блеск. «Что ты почувствовал?» — настороженно спросила она. «Оцепенение», — выдавил Эстер. «И боль. А перед этим легкая, приятная вспышка в груди». Он не понес Лизу на руках. Уж слишком часто он стал касаться ее без особой причины, а это разнилось с его планами. Для обоих дорога казалась окутанной густым туманом. Лиза знала, почему он почувствовал боль, и поняла, насколько ему тяжело в теле человека. Мысли, что он не из человеческого рода, поглощали его. Ему много открыто как кластеру, и все-таки возможности его ограничены. Молекула не может переживать повторно эмоции, как человек, только хранить. Кластеры живут сухими воспоминаниями. Воспоминания для них — голый факт без продолжительных насыщенных эмоций. В этом кроются неограниченные возможности человека — отвечать на чувства эмоциями. На небе дрожали звезды, точно так же дрожали слезы в его глазах. Эстер испытывал боль от любви, тягучую, томящую, мучительно сладкую боль. Они вышли к набережной и направились к лестнице скалы Дивы. Ступеньки были немного припорошены снегом, поэтому в этот раз восхождение получилось быстрее. Ступая на каждую следующую ступеньку, Лиза полной грудью вдыхала морозный ночной воздух, поднимаясь все выше и выше, испытывала возбуждение и удовлетворение от того, что возвышается над морем, над бескрайним простором, который во сне так сладко манил ее. Холод, увенчанный леденящим отблеском звезд, и застывшее море будоражили ее душу и желание. Она практически растворялась в пейзаже, уже не принадлежала этому миру. Находилась на грани реальности и иллюзии полета. Каждой клеточкой своего тела Лиза чутко ощущала величие этого места. Оно заключалось в безмятежности, свободе, легкости. Застывшие волны мнимо перетекали друг в друга от отблеска авроры. Они поднялись на смотровую площадку. Эстер помог Лизе перелезть через ограду и подвел к краю скалы. Над льдом возвышались изумрудные столбцы снежной пыли. Вот и планеты начали свое непрерывное движение. Солнце развернулось огненным шаром, взошел бледный Меркурий, Венера, окутанная плотным слоем серых облаков, колыбель жизни, Земля. Жемчужиной пронеслась и блеснула луна. Два уродливых булыжника пролетели и растворились в темной пучине. «Фобос и Деймос, спутники Марса», — пояснил Эстер. «А вот и сам Марс». Бордовый, местами ржавый, шар закрыл свои спутники и тоже исчез в черной глубине космоса. Закружилась груда огромных булыжников. Главная полоса астероидов. Одни из них сталкивались и разлетались на более мелкие фрагменты, другие просто парили, кружились. Каждый из них по размерам мог сравниться с гигантским лайнером. Некоторые превышали радиус 10 километров. Эстер и Лиза пролетали над ними и чувствовали себя песчинками. «Завораживает», — проговорил Эстер, обнимая Лизу сзади. Ее пальцы дрожали от величия открывающихся панорам. Она практически не дышала, боялась пошевелиться, сдвинуться с места. Она боялась потерять это неизъяснимое чувство невесомости, ощущение полета и свободы. Эстер накрыл своими ладонями ее руки и стал поглаживать, чтобы унять дрожь. Один за другим стали появляться неизвестные для Лизы безобразные камни и идеальные по форме планеты. это были спутники Юпитера. Проговорил Эстер и тихо продолжил объяснять.
Он окружен самыми красивыми спутниками Солнечной системы. Золотой Ио, израненная бордовыми нитями бледная Европа, серебристый Ганимед и радужный Каллисто. Яркая вспышка, и возник Сатурн. Ледяные глыбы пронеслись и улеглись в массивные кольца. Серые спутники Сатурна сплелись с такими же унылыми спутниками Урана. Вот, посмотри, голубой красавец, Уран. Единственная планета, которая вращается лежа на боку. И еще один ледяной гигант Нептун. И, наконец, показался отшельник Плутон. Мужчина улыбнулся. У него своя дорога в Солнечной системе. Он вращается не только вокруг Солнца, но и по своей собственной орбите. Харон — планета-спутник Плутона, а за ними еще 4 спутника. 2 больших — Гидра и Никта, вымолвила Лиза. Названия остальных не помню. Кербер и Стикс — самые таинственные спутники Плутона. На фоне их мы такие жалкие. Да, но они ничто. Это просто пыль, лед, газ. Они мертвы, в них нет жизни. «У них есть власть лишить нас жизни», — проговорила девушка, и ее скула дернулась. «Это не их воля. Страшно?» Девушка только кивнула, не отводя глаз от гигантов. Эстер приблизился к ее шее, окатив жарким дыханием. «Давай погружаться. Можем спрыгнуть со скалы, а можем...» «Со скалы», — поспешно ответила Лиза. «Ни боли, ни холода я не почувствую. А вот ощущение полета, она была в предвкушении. Мы прыгнем прямо в глубины космоса». «Отчаянно. Раз так...» Эстер положил одну руку ей на грудь, вторую на лоб. «Пусть будет по-твоему. Вдохни глубоко и медленно выдыхай. Во время выдоха уйди в себя полностью. Усыпи болевые центры и холодовые рецепторы». Он перешел в глубокий спектр видимости и стал контролировать действия Лизы, пока она все делала правильно. «Замедли ритм сердца», — прошептал Эстер, задевая губами мочку ее уха. Лиза едва дышала. Каждый последующий вдох давался труднее и труднее. В глазах стало темнеть. Тогда Эстер подвел ее к краю уступа, обхватил талию и оттолкнулся вместе с ней. Как иронично, но сквозь затуманенное зрение Лиза увидела, что образ дальних планет сменился на Землю. Они падали в Тихий океан. Вода поглотила их. Всплеск воды еще звенел в ушах Лизы, но над головой вокруг была темная пучина. Тело испытывало легкое давление. Прохлада и мягкость окутали девушку, и она ощутила душевное спокойствие. Лиза вынырнула, стала искать Эстера. В 10 метрах от нее возвышался гигантский ледник. Тихо между собой играли волны. В небесах медленно проплывали облака. Ни души. Она сильно испугалась. Оказаться одной посреди океана. Ей повезло хотя бы в том, что холода она не ощущает. Лиза посмотрела на свое тело и не увидела его. К такому она не была готова, не знала, как реагировать. Вдруг что-то прикоснулось, как она поняла, к шее, потом к плечам, и чья-то рука схватила запястье и опять поднялась к шее. Лиза обернулась. Никого. «Глупенькая», — послышался голос Эстера. «Почувствуй меня, не ищи глазами. Мы души. Тела наши дрейфуют подо льдом возле набережной Черного моря, а сознание в свободном полете. Мы живы и еще связаны со своим телом. Поэтому, ко всему прочему, прибавляются и тактильные ощущения». Лиза блуждала по волнам, выискивая Эстера. «Наши тела не отнесет далеко? Нам же еще выходить на берег, ведь так?» «Не бойся. Я нахожусь в пограничном состоянии и контролирую жизнедеятельность твоего тела». «Почему мы здесь? Кроме ледников тут больше ничего». Это урок. Большая часть кластеров, находясь не в кристаллизованном состоянии, а в жидком, способна принимать информацию из окружающей среды. Кластеры, что составляют структуру льда, спят. Если ты не захочешь быть связанной с кластерами морской воды и получать извне информацию, можно заснуть, превратившись в лед. «Хочу увидеть свое тело». Лиза продолжала нервничать.
Надо будет перенести сознание из Тихого океана в Черное море. Когда мы прыгали, наши мысли связались с картинкой. Поэтому мы попали сюда. Но это иллюзия, то, что заложено в памяти воды. «Мне не нравится здесь», — простонала Лиза. Успокойся. Тихо пронеслось рядом. Да, непонятно, но это мираж. Мы могли бы оказаться в открытом космосе, а ощущения, что ты под водой, остались бы и доносились до твоей души эхом. Мне нужно, чтобы ты сама могла связываться с другими кластерами. Попытайся найти меня. Души обладают удивительной энергией и быстротой. Воспользуйся этим. «Ты бросаешь меня? Эстер?» Лиза еще раз осмотрела колышущиеся волны. Его нужно почувствовать, а для этого необходимо уцепиться за что-нибудь особенное. Что в нем особенного? Да все, он ведь другой. Подобное должно тянуться к подобному. Душа должна почувствовать подобную себе сущность. Лиза успокоилась, метнулась вперед к леднику и обратно. Пролетая над волнами, она заметила, что зрение и слух усилились. Ее душа жадно впитывала звуки из окружающей среды, всплески воды звучали ярче, волны переговаривались между собой. Тирада новых воркующих звуков донеслась до Лизы. Она остановилась и вгляделась в водную рябь. В 2 метрах от нее на поверхность вырвалась громадная туша. Растопырив зазубренные плавники, зверь плюхнулся на правый бок. Каскады брызг и белой пены поднялись в воздух, раздался протяжный вой, за которым последовал мощный удар хвоста, и животное скрылось под водой. Впервые в жизни Лиза видела полет кита. Брызги пролетели сквозь нее, однако Лиза смогла прочувствовать их вибрацию, создаваемую воздухом и материей, с которой они столкнулись. Этой материей выступала ее душа. Пролетая сквозь нее, капли задержались на несколько секунд, и Лизе открылась частица их знаний. У серых китов начался брачный период, и они отправляются на юг искать свою пару. По пути к теплому заливу могучие красавцы поют о доброжелательности южных мест и о своем превосходстве друг над другом. Реальность это или мираж, уже не важно. Главное, что Лиза поняла, как найти Эстера. Единственный и настоящий, связанный с ней здесь и сейчас, именно он. Она вспомнила, что ощутила, ступив на лед следом за Эстером, силу притяжения, а еще поддержку. Что бы она ни делала, от выращивания яблок до погружения, он всегда ей помогал. Как часть души природы, он помогает преодолевать препятствия более слабым созданиям, чтобы они могли существовать. И как душа природы, он такой же чувствительный, пусть внешне это не проявляется, но струны в его душе содрогаются и откликаются. Эстер, как дыхание природы. Оно невидимо, но ощутимо. Слышать ее дыхание и дышать вместе с ней значит по-настоящему быть живым. С потоками ветра со стороны ледника прилетело тепло. Она развернулась к айсбергу, и невидимые нити тепла стали активно пронизывать насквозь. Лиза двинулась к возвышающейся белой стене. Тепло усиливалось вместе с уверенностью в том, что она не одна. Сила и свобода вновь разлились по воздуху, и центр их находился на вершине. Она взлетела вверх и остановилась, разглядывая пустую покошенную платформу. Эстер успел откинуться в сторону, но Лиза уловила его движение. «Я нашла тебя! Не играй со мной!» Нити тепла оживленно затанцевали и обволокли ее. В них вплелись ниточки улыбки. Так улыбается весеннее солнце или первые бутоны на деревьях. Помнишь про стереограммы? Души могут видеть глубже, чем другие живые существа. Попробуй поиграть с видимостью. Лиза влилась своей душой в потоки энергии, исходившие от Эстера, подобралась прямо к центру его души. Многогранный алмаз. Его формировали ассоциаты молекул воды. Это был громадный полимер, ослепляющий своей красотой и мерцанием атомов. Они дрожали, из них изливалась энергия. Внутри кристалла теплилась первозданная земля. Чуть дальше от центра и на гранях заиграли отблески былого. Возникла земля, растения, животные.
Прошлое планеты составляло сущность Эстера. Грани настоящего, переходные мостики между молекулами, оставались пустыми, прозрачными. Свет от центра оттолкнул ее, и холод сменил тепло. «Пора возвращаться. Вернись в воду и перенеси свое сознание к берегам Черного моря». «А ты?» Холод, что исходил от Эстера, оттеснял Лизу к краю ледника. Ответа не последовало. Секунда, и душа девушки была низвергнута сильным светом. Того, что Лиза ждала, не случилось. Душа не вернулась в тело. Сплошной слой льда над головой, бескрайняя тьма и воющие, клокочущие звуки в глубине моря не вызывали ни страха, ни тревожных мыслей. Синяя бездна дышала жизнью, по-прежнему вызывая в душе Лизы умиротворение и спокойствие. Она облетела вокруг Эстера и своего тела. Он удерживал его в вертикальном положении, периодически проскальзывая от запястья к шее, тем самым давая понять, что она жива и связана со своим телом. Лиза ощущала эти прикосновения. «Лиза», — прошептал знакомый голос, — «вернись. Тебе при падении надо было связаться с телом. Твоя ошибка, что промахнулась». Сильное притяжение и тяжесть в груди. Стук в голове, потом еще раз и еще. Сердце забилось быстрее. Больше невозможно задерживать дыхание. Пора выныривать. После неосторожного вдоха Лиза долго не могла откашляться. Вода попала в легкие, от этого жгло изнутри. Эстер помог Лизе выбраться из полыни, и пока она приходила в себя, высушил одежду. Затем неожиданно для Лизы достал расческу и невозмутимо протянул ей. Девушка улыбнулась заботливому жесту. Уж чего-чего, а этого она никак не ожидала. Эстер молчал. Он расстелил свое пальто напротив зарастающей ледяными корками полыни и вопросительно посмотрел на Лизу. «Что думаешь об этом погружении?» «Первое погружение было намного приятней», — робко ответила Лиза, подсаживаясь рядом. «Тогда я побывала в разных уголках планеты. Если сравнивать, то сегодняшнее плавание...» Она усмехнулась и откинулась назад, завернув под голову рукав пальто. «Отличается жестокостью. Хотя пора бы привыкнуть. Сперва со скалы чуть не спустил, потом чуть не утопил». Девушка тихо засмеялась. «А сегодня 2 раза бросил в совсем непонятном для меня состоянии и месте. Действуешь быстро и без предварительных объяснений», — заключила Лиза с наигранной претензией в голосе. «Я был рядом и с твоим телом, и с душой», — спокойно ответил Эстер и, улыбнувшись, продолжил. «Тебе необходимо было самостоятельно разыскать меня, а потом свое тело». Он склонился над ней. «А знания, что тебе открылись?» «Да», — протянула Лиза и посмотрела в его глаза, надеясь еще раз увидеть кристалл, коему нет равных среди земных. Что творится в душе человека? Что есть душа? И что она может? Эти вопросы всегда волновали людей. И тут я ожидала увидеть белое облако или призрака, в которого наряжаются дети, накидывая на себя простыню. А оказалось все совсем по-другому. Природа моей души имеет молекулярно-энергетическую структуру, а человека — только энергетическую, что дает ей возможность принимать облик оболочки, в которую она была заключена при жизни. Я не был рожден человеком. Это не мое тело, а одного парня, который так же, как и ты, поехал отдыхать и погиб. Энергетически оно подходило для меня. Эстер провел пальцами по губам Лизы так же, как она проводила по его губам в комнате. И я не понимаю, это его тело так реагирует на тебя? Или все-таки моя душа? Эстер и Лиза непрерывно смотрели друг другу в глаза. Она изучала его, он ее. Никто бы не смог узнать, о чем они говорили. Они безмолвно общались. Через тишину иногда пробивались звуки с берега. Вдалеке завывали собаки. Ветер раз за разом приносил отдаленное шептание деревьев. Лиза тяжело дышала, прислушивалась к звукам, но не сводила глаз с Эстера. Лунный свет падал на его скулы, заострял их очертания, придавая лицу суровость. Отражался в глазах белым мутным пятном, скрывая печаль и предательски выдавая дрожь губ. Лиза перевела взгляд на звездный купол, тогда Эстер навис над ней, заслоняя небо, и поцеловал.
Что руководило им, он сам не мог объяснить. Дыхание перехватило у обоих. У Лизы от желания не нарушить поцелуй, у Эстера от боли, разрывающей сердце. Она ответила на его поцелуй. Продолжала отвечать, повторяя за ним, подчиняясь ему. Как тяжело ему было совладать со своим желанием. Но с этим надо было заканчивать. У Кластера другая любовь к живым существам. Его поступки нарушали правила. Он не должен был влюбляться в человека. Эстер яростно стукнул кулаком у виска Лизы и резко выпрямился. Девушка инстинктивно отпрянула и испуганно посмотрела на него, выпрашивая ответ. Отклик поцелуев еще держался на губах. Они были легки, неторопливы, но долгоиграющие. Они были упоительны, наполнены трепетом и нежностью. В то время как грубость и сила, вложенные в кулак, который с яростью рухнул возле головы, потрясли ее. Эстер властно запрокинул голову Лизы и положил ладонь ей на глаза. Сон наступил раньше, чем она успела возразить. «Милая моя, хрупкая Лиза», — простонал Эстер, гладя девушку по волосам. «Что ты делаешь со мной?» Глава 10. Переход. Звезды подмигивали, успокаивали Эстера. Обещали, что все скоро закончится. Закончится страдания людей, прекратится томление Лизы, а он вернется в свой мир. И Лиза будет с ним всегда. Почему он неохотно верит звездам? Он прижал Лизу к груди и понес домой, твердо решив не смотреть ни на звезды, ни на нее, не сводить с глаз с тропы. «Ты все делаешь правильно», — донесся журчащий голос с набережной. Эстер остановился. «Да, тогда почему мне так плохо?» — пробурчал он себе под нос. «Ты все делаешь правильно», — повторил голос. «Я слишком долго нахожусь в человеческом теле. Чрезмерно много эмоций». «Ты за этим и послан». «Что у остальных кластеров?» «К нам присоединилось 5 носителей». «Неплохо», — с облегчением сказал Эстер и посмотрел на спящую девушку. «Скоро я приведу еще одного». Она почти готова присоединиться к его миру, и он ничуть не сомневается, что отыскал хорошего защитника. Любовь к детям должна вести ее до конца. Эстер засмотрелся на приоткрытые губы девушки. Ее поцелуи порождали приятные, ни с чем не сравнимые вспышки. Они затухали, отдавая ноющей болью в сердце. Тогда он ощущал ее каждой клеточкой своего тела. Этого чувства достаточно, чтобы снесло крышу. Как итог, любовь к ней посеяла зерно сомнения в правильности его поступков. Он скрывает одну важную деталь из прошлого Лизы, не дает ей вспомнить то, что может побудить передумать, то, что может удержать ее здесь. Его действия рациональны для цели, но неправильны. А с другой стороны, категорично заключил Эстер, остановившись у хижины и взглянув в сторону поселка. Об этом ей должен был сказать другой человек. Уложив Лизу в постель, он уселся на пороге дома и стал думать о скорейшем возвращении в свой мир, чутко прислушиваясь к дыханию девушки. Лиза спала беспокойно, ворочалась, стонала, но проснуться сама не могла. «Ты слышишь ее?» Вновь обратился Эстер в сторону города. «Она зовет тебя. Чувствуешь ли ты такую боль, как я?» «Да. Чувствуешь?» Он прислонил голову к стене и закрыл глаза. Возник ее образ и губы, которые так податливо и мягко отвечали ему. Ее безвольное тело в его руках подо льдом. Он гладил руки, шею, пропускал сквозь пальцы золотистые локоны Лизы, в какой-то степени наслаждался этой игрой, пока она его искала. Ее чистая душа, заключенная в его энергетических нитях. Они слились тогда, и это было волшебно. Он не просто образовал с ней связь, они стали одним целым. На мгновение. И потом ему пришлось оттолкнуть Лизу, чтобы желание остаться с ней единым целым не сбило его с намеченной цели. «Наверняка она тебе снится.
И боль в твоем сердце не меньше моей. Глупец. Ты не сказал ей правду. И я не скажу. Она узнает все сама, но не будет ненавидеть ни тебя, ни меня. Ты останешься воспоминанием в ее душе. Утро выдалось погожим, и с каждой минутой становилось теплее. Солнце светило ярко, ни одной тучки, ни малейшего дуновения ветра. «Дурной знак», — подумал Эстер. Короткое затишье между светом и тьмой. Тревожные мысли не давали ему покоя, но он не мог понять, отчего так неспокойно бьется сердце. Он не стал будить Лизу, и так ночь крутилась. Да и за выходку после поцелуя не хотелось объясняться. Он стоял у кровати, смотрел на неё и нервно сжимал кулаки. Где его чувство самообладания? Хладнокровная молекула не смогла совладать с человеческими эмоциями. Гормональная система этого молодого человека — вот и весь ответ. Нужно будить или хотя бы снять блокаторы пробуждения. Тогда сама в скором времени проснётся. Эстер решительно выдохнул, нагнулся и погладил Лизу по голове. Немного задержался у глаз. Беспокойные сны вымотали Лизу. Она даже не шевельнулась. Продолжала пребывать в невольной дремоте. Открыв настежь ставни, Эстер впустил в комнату чуть больше солнечного света, заварил крепкого чая, подогрел рыбу, накрыл всё хлопковой тканью и вышел вон. День. Ещё день. И можно будет не добывать еду. Проговорил он, направляясь в город. Чутье ему подсказывало, что тревога исходит оттуда. Парк он миновал быстро, вышел в сад и остановился. Несмотря на теплую погоду, птицы не летали и не щебетали. Эстер бегло оглядел сад и ничего необычного, кроме гнетущей тишины, не приметил. Он прошел несколько метров. Вдруг за раскидистыми ивами впереди послышалось жалобное скуление собаки. Эстер узнал голос Люси. Те дни, что он следил за передвижениями Лизы, собака сопровождала его. Он подкармливал Люси рыбой и согревал своим теплом, если та не успевала укрыться от морозных ночей в котельной. «Узнала», — улыбнулся Эстер дворняжке. Люси завертелась вокруг него, стала подпрыгивать и скулить. «Ну, в чем дело? Что произошло?» Собака уткнулась носом в его грудь, принялась облизывать шею и ладони. Чувствуешь ее запах?» Эстер поднял морду Люси и посмотрел в унылые глаза. «Не переживай, с ней всё хорошо». Издали донеслись голоса. Группа людей что-то взволнованно обсуждала. Эстер свернул с тропы, спрятался за кустарники и подозвал собаку. «Что случилось?» — прошептал он, переходя в дальнюю видимость. Люси взвизгнула. «Тише, милая, беги к своему хозяину». Густые кроны, неровные стволы деревьев и яркий отблеск от снега мешали что-либо рассмотреть даже при изменении спектра. Тогда Эстер сгреб немного снега на ладонь и стал выпаривать его. Пар собрался в маленькое облако, и Эстер пустил его в сторону доносившихся голосов. Облако последовало за Люси, пролетело над деревьями и расплылось над группой людей, которая направилась к приюту. Через 10 минут голоса и роптание собаки стихли. Эстер отозвал невидимого шпиона. Он вытянул руку, и облако свернулось белесым клубком над ладонью. «Покажи, что случилось», — твердо произнес Эстер. Из парящего клубка полил мелкий дождь. Капли падали на ладонь и тут же впитывались. Теперь все понятно. Парень напряженно выдохнул и зашагал в обратную сторону. У молодой яблони, где он выращивал яблоки, его встретила Лиза. «Ты ходил в город?» — спокойно спросила она, делая вид, что вчерашняя его выходка ее не волнует. Эстер прошел вперед. Давно проснулась. Да, девушка, озадаченная, последовала за ним. «Сегодня ночью кое-что произошло», — начал он. «Думаю, тебе следует знать». Возможно, именно это и подстегнет ее к скорейшему переходу. Парень развернулся. «Одна из твоих воспитанниц сбежала из приюта. Поскольку ночью был сильный мороз, она замерзла. Лиза уцепилась за ствол. Эстер продолжал. Не насмерть, но отморозила себе пальцы на обеих ногах и на руках. «Господи!» — всхлипнула Лиза. «Как они это допустили? Почему сбежала?» «За тобой», — тихо ответил Эстер. «Она хотела найти тебя. Павел сказал детям, что ты заболела, поэтому нуждаешься в отдыхе. И всё бы хорошо. Да только она не поверила». Он помолчал, успокаивая Лизу, затем добавил.
словно чувствовала. У девочки была с собой какая-нибудь игрушка? Сова. Это Фил. Лиза еле сдержала слезы. Соломея, девочка, что хотела? Ах да, ты ведь все равно не знаешь. Я должна увидеть ее. Вряд ли это удастся. Когда ее нашли, она была без сознания. Медики понесли ее отогревать. Все равно я должна пойти. Она смотрела на Эстера умоляюще, и в глазах у нее было больше вины, чем боли. «Хорошо», — глухо ответил Эстер. «Я буду ждать тебя на набережной. Осталось еще одно погружение перед переходом. Лиза, не задерживайся». Девушка оживленно кивнула и побежала к приюту. «Не беги!» — крикнул ей Эстер. Он ограничил расход энергии. Лиза скинула пальто и быстро зашагала. Она чувствовала, что слишком разгорячилась. Как ни кстати. Сейчас самое время сохранять хладнокровие. Не нужно, чтобы волнение передалось девочке. К тому же Павел может заметить. Чёрт, встреча с ним будет пыткой. Она была виновата в том, что случилось с девочкой. Что творилось в голове у Соломеи? О чем она думала, когда пряталась от воспитателя? Наверняка не раз и не два забегала в другие кабинеты. И что? Никто не заметил слоняющуюся по коридорам девочку? Как только Лиза вышла к приюту, навстречу выбежала Люси. «Привет, проказница. Ты почему никого не привела к Соломее? В котельной получилось заночевать?» Собака жалостливо заскулила, виновато попятилась, догадываясь, о чем речь. Лиза потрепала ее за ухо. «Я тоже хороша. Пошли». Каждый день был днем ожидания того, что наступит оттепель, и дети заулыбаются по-настоящему. Они не глупые и понимают, что когда запасы закончатся, и если никто не сможет связаться с крупными городами, всему может прийти конец. Дети и взрослые это прекрасно понимали. Только кто-то все равно продолжал улыбаться, а кто-то до сих пор не смог отойти от катастрофы. Такой была Соломея. И Лиза. И многие другие. Лиза подошла к центральному входу, и Люси гавкнула, окликая дворника. Тот перенес лопату в другую руку и притопнул на собаку, чтобы та не крутилась под ногами. Заметив Лизу, печально улыбнулся. «Вы поправились? Уже слышали про Соломею?» А Лиза только кивнула. Губы дрожали, как и сердце. До этого она не ощущала холода, но почему-то при имени девочки, сходящего с других губ, взял колючий озноб. «Вы очень бледная», — задумчиво произнес дворник. «А почему вы без пальто?» Лиза, не ответив, направилась к двери, навстречу ей вышел Павел. Угрюмый, с рассеянным взглядом, он молча подошел к ней вплотную и вопросительно уставился. «Я слышала про Соломею». Павел не шевельнулся, молчал и продолжал смотреть ей в глаза. «И пришла». «От кого ты услышала?» — жестко спросил Павел. «Ты же из дома сейчас, верно?» Он не сводил с нее глаз, также задавался вопросом, почему она без верхней одежды. «Да», — выдохнула Лиза. «Мне дворник сообщил...» «Врёшь! Тебя не было дома ни вчера, ни позавчера вечером. Я заходил к тебе. Я уверен, ты и сегодня не ночевала в общежитии. Можешь не говорить, с кем ты провела это время. Я догадываюсь. Врать мне не надо, ладно?» «Паша...» Лиза поняла, раз в голове его крутились мысли об измене, значит, он не заглядывал в дневник. Возможно, даже не заходил в комнату. Его пальцы крепко впились ей в локоть. Он потащил ее за угол. Люси, лежавшая на пороге, встрепенулась и побежала за ними. «Место!» — прикрикнул Павел. Присмирев, собака поджала хвост и неохотно попятилась. Она жалобно заскулила, глядя на них. «Мне показалась странной вся та чепуха, что ты говорила про брата». Слово «брата» он проговорил чётко, с издёвкой. «И то, что ты просила зайти на следующий день, а не в тот же вечер, учитывая твое состояние. Ты не умеешь врать, Лиза. Не умеешь. Я решил прийти в этот же вечер и не застал тебя». Лиза хотела сказать, что заходила домой, писала дневник, но мысли стали путаться. Это казалось смешным и опять-таки неправдоподобным. Павел не давал ей вставить слово. Он пришел к ней утром, спросил у вахтера, приходила ли Лиза, ночевала ли, но та вообще ее не видела. Потом вчера, после работы, пошел к тебе. Тебя не было. Таня заходила, тебя не было. Я все понял. Хочешь гулять по набережной? Гуляй. Хочешь гулять с этим? Гуляй.
Не ври мне только! Я не заслужила этого!» Лиза молчала, пытаясь соорудить членораздельное предложение, которое объяснило бы всё коротко и сразу. Прикидывала, какие вопросы и осложнения могут последовать за её оправданием. Время поджимало. «Лиза!» Он схватил её за плечи и встряхнул. «Скажи мне, что с тобой происходит?» «У меня с Эстером ничего такого не было. Он здесь за другим». «О, нашего таинственного странника зовут Эстер? И откуда он? Хотя нет». Павла стал брать истерический смех, но он сдержал его. «Мне всё равно, откуда он и что тут делает. Мне гораздо интересней, что ты делала с ним в дальнем уголке сада». Девушка удивлённо подняла брови. «Соломея видела тебя и этого Эстера. Пришла ко мне и рассказала, зная, что мы с тобой друзья, как она выразилась. Друзья! Я считал, что между нами что-то большее, чем дружба». «А конкретно что она видела?» У Лизы загорелся огонёк надежды, и она оживилась. Вдруг Соломея видела, как они выращивали яблоки. Вряд ли кто-то поверил ребёнку про выращивание фруктов от одного прикосновения, но и ничего запретного они не делали. Павел не обратил внимания на её вопрос, продолжал наступать, выпаливая свою обиду и боль. «Скажи, почему он? Почему не я? Ты знаешь, что со мной творилось? Какие мысли лезли в голову? Что я потерял тебя насовсем?» Он опустил голову, потеряв глаза. «Так оно и есть. Я вижу, что совсем тебе безразличен». Девушка потрясённо открыла рот. «Это не так. Не так всё, что он о ней думает. В этом, конечно, она виновата». «Пусти меня», — тихо вымолвила Лиза и коснулась его руки. Павел отдёрнул её. «Да? Что ещё тебе нужно? Ты думаешь только о себе, будто ты особенная. Но это не так. Ты просто эгоистка. Тебе наплевать на мои чувства, на мою заботу. Да, я эгоистка, но я не просила тебя обо мне заботиться», — не выдержав, выкрикнула Лиза. «Я ничего у тебя не просила и ничего тебе не обещала. Но прошу сейчас, дай мне увидеть её, пожалуйста». «Не сегодня», — отрезал он. «У тебя есть 3 варианта. Первый — идёшь к своему так называемому брату и приводишь его в приют. Я оказываю ему необходимую помощь. Ты продолжаешь работать здесь. Я всё забуду. Второй — идёшь ко мне домой и дожидаешься меня. Мне нужно тебе кое-что сказать. Но третий — возвращаешься к нему и можешь сразу искать себе другую работу. Я тебя не приму. И не прощу. Как бы больно мне ни было, но так и будет. Я расскажу всё патрульной службе». Все слова, сказанные им, были равносильны грубым пощёчинам. От них она почувствовала удушье. Он не выслушал её. А ведь это, возможно, последняя их встреча. Он не прочитал дневник, хотя и заходил в общежитие. Всё, как говорил Эстер. Ему надоело бегать за человеком, которому он безразличен. Утерев слёзы, Лиза опустила глаза и, развернувшись, побрела по аллее к саду. Она знала, что Павел не пойдёт за ней. У него полно своих хлопот. А она убегала всегда, и теперь это будет последний её побег. «Ну и пусть ещё рано», — выдавила она из себя. «Пусть не готова. Я больше так не могу». Слёзы катились по губам, попали в рот. Она ощутила противоборство вкусов, солёного с горьким. Горечь исходила от сердца. При желании она могла ограничить всплеск эмоций, остановить колотившееся сердце. Но ей нравилось ощущать эту боль, потому что она была связана с Павлом. Это было сравнимо с последним поцелуем, который не хотелось выпускать с губ. Так и эту боль она не хотела заглушать. Страдания по заслугам. Так поступал Эстер. Он мог бы приглушить боль, но не хотел. Она напоминала ему о земной девушке, которую полюбил. Терзания приносили ему иного рода наслаждение. Наслаждение от того, что с ним происходит, что он может испытывать подобное, ощущать любовь. Несколько минут Павел стоял и смотрел, как отдаляется от него Лиза. Но он задумался.
Еще раз в голове прокрутил всю беседу, заставил себя вспомнить каждый ее взгляд. Теперь он понял, что было в ней что-то не то. Лиза выглядела так, словно ей не хватает жизненных сил, какой-то ненастоящей. С ним разговаривала не та Лиза, которую он знает. Или все-таки та? Эмоциональность ее никуда не пропала, но все остальное — волосы, кожа, глаза как кукольные, зрачки расширены. Вот она совсем скрылась из виду, и пульс его еще больше подскочил. Павел скрипнул зубами в приступе гнева и зашагал обратно ко входу. За спиной послышались торопливые шаги. «Паша, постой!» — окликнула его Таня. Он резко развернулся. Его брови сошлись у переносицы. Он не обязан объясняться с любопытной подругой Лизы. По-видимому, успела увидеть части драмы. Фыркнул он. «Вот!» Задыхаясь, Таня пихнула ему в грудь синюю тетрадку. «Это дневник Лизы. Прочитай. Особенно последние страницы». Павел сдержанно отвел ее руку. Мне не до ее меланхолий. Таня пробежала по сугробам несколько кварталов, поэтому тяжело дышала и не сразу смогла пояснить. Она уцепилась за рукав Павла. «Кричим внутри, молчим снаружи. Знакомое выражение? Раны на душе болят сильнее телесных. Поверь, ей этот год дался нелегко. Как и всем нам. Мне никто не безразличен в этом приюте. Почему я должен отдавать кому-то большее предпочтение? Особенно ей. Потому что она тебя любит, так же, как и ты ее. Если бы она меня действительно любила, она не ушла бы сейчас. Таня не дала ему договорить и вложила ему в руку дневник. На то есть причина. Если все, что здесь написано, правда, ты пожалеешь, что не пошел за ней. Павел раздраженно развернул тетрадку и пробежался глазами по первым страницам. После изложенных переживаний все чаще стало попадаться его имя, и эти страницы он не спешил перелистывать. Дыхание его выровнялось, дрожь в руках, вызванная в порыве гнева, унялась, и он впился пальцами в разворот тетрадки. В местах, где ложилось его имя, строки шли неровно, рука дрожала от волнения, когда автор писал это имя. И слова, что кружили вокруг него, толковали о нежности, местами о стыдливости, а местами выражали благодарность, но автору постоянно не хватало большей решительности и понимания от главного героя, каким Павел и являлся. Появился таинственный незнакомец, и у Павла вновь задрожали руки. Он стал глазами пробегать по страницам, но чем дальше разворачивались на них события, тем внимательнее приходилось вчитываться, и тем сильнее он не понимал, правда это или бредни больной девушки. Наконец он дошел до последней страницы, где Лиза впервые обратилась к нему со словами «люблю» и «прости». Он затормозил, поднял глаза на Таню, та положительно покачала головой. Она хочет покончить с собой? Нерешительно спросил Павел, не веря словам в дневнике. «Похоже на то», — живо ответила девушка. «И если верить написанному, то этим кластерам нужны люди с сильным эмоциональным фоном, да еще чтобы смогли постоять за людей». Впервые растерявшись, Павел не мог ничего объяснить. «Лиза? Этот ребенок? Постоять за людей?» Разве это может быть правдой? «Если это так, то ты ничего уже не сможешь сделать». Таня посмотрела в сторону, куда ушла Лиза. Похоже, она приняла решение. Нет, ее надо остановить. Она, может быть, бредит. А если нет? Как она выглядела? Павел разволновался, действия Лизы выходили за рамки нормальности. Словно это была не она. Что он с ней сделал? Думаешь о наркотиках? Я не знаю, что думать. Павла бросила в жар, лицо его перекосилось от злобы и ревности. Таким еще своего начальника Таня не видела. «Тебе надо пойти за ней». Сам знаю. Отрезал он резко. Позаботься обо всем. Я в мертвую зону. Он отдал дневник Тане и, стиснув зубы, бросился вдогонку за Лизой. Вслед за ним побежала Люси, поравнявшись с ним, прогавкала и кинулась вперед на запах Лизы. Татьяна проводила их взглядом, обдумывая, что ответить остальным на вопрос, куда пропали директор и Лиза, когда оба нужны здесь. «А что-нибудь и скажу. Нужно позаботиться о Соломее», — твердо решила она, потирая от волнения ладони. Она переживала за свою единственную подругу и за Павла, и молилась, чтобы все, что прочла в дневнике, было не больше, чем набросок для книги. Лиза вышла к морю и остановилась.
Яркое солнце усыпало набережную золотой пыльцой и раскидало лучи по застывшим, шершавым от снега и соли волнам. Пейзаж был статичен. Ее всегда привлекало необычное спокойствие и красота этого места. Успокоившись после рабочего дня, она возвращалась домой умиротворенная. Сейчас она пришла сюда за другим, поэтому стук сердца возрастал. Лиза подошла к краю берега и остановилась. На ее родном уступе Панеи мелькала чья-то тень. Она перешла в дальний спектр и рассмотрела Эстера. Он стоял спиной к ней, но, ухватив сильные волны осязания, развернулся. Их взгляды встретились, и Эстер понял, что задумала Лиза. «Ты еще не готова», — сказал он, качая головой. Лиза прочитала по губам его слова и, нервно улыбнувшись, поспешила к морю. Внезапный страх охватил Эстера. Он вытянул руку в сторону моря, закрепив сомкнутость льда, чтобы Лиза не смогла самостоятельно растопить его. Стал быстро спускаться. Не оглядываясь, Лиза ступила на лед и побежала к тому месту, где Эстер впервые погрузил ее под воду. Здесь лед был голым, слегка припорошенным снегом. Она медленно опустилась на колени, и легкая усмешка переросла в дикий плач. Она закрыла лицо руками, словно прячась от этого мира. Эстер остановился у подножия скалы. Он думал, что Лизу покинула мысль о самовольном переходе, и решил дать ей выплакаться. В этом рыдании была такая боль, такое отчаяние, которое вонзилось в его сердце кривым клинком под самую рукоятку. Сосуд чувств был переполнен и уже переливался от избытка. Он решил без промедления погрузить ее под воду, адаптировать и тут же забрать ее душу в свой мир. Но Эстер просчитался и помедлил. Слезы Лизы и тепло от разгоряченного тела растопили немного льда, сделав его тоньше. Пару горячих слезинок, наполненных переживаниями. Этого достаточно, чтобы кластеры прислушались. В свой плач она вложила желание. Желание, чтобы вместе с яблоневым садом вновь зацвели беззаботные улыбки на лицах детей. «Забери меня», — прошептала она. В ответ лед треснул. Тогда Лиза сжала кулаки, как сжимал Эстер, разогревая еду, и в ту же секунду провалилась под лед. Эстера передернула. Лиза все делала неправильно. Он бросился к застывшей глади и оторопел от увиденного. Лед раскололся вдоль всей набережной и стал таять. Теперь беспокойные волны преграждали путь к телу Лизы. «Невозможно!» Эстер упал на колени. Она не могла сама перейти на другой жизненный уровень. Только если другие кластеры не помогли. В смятении он смотрел на живое море, не решаясь заговорить с другими кластерами, и все-таки рискнул обратиться к самой Лизе. «Лиза, если ты здесь, поговори со мной!» Отвечали волны шершавым, монотонным звуком. Сразу было невыразимо страшно. Самостоятельно она включила распад веществ в клетках и высвобождение энергии, но не успела так быстро переключиться и замедлить ритм сердца и частоту дыхания, поэтому некоторое присутствие агонии было ощутимо. Особенно в момент остановки сердца. Острые иголочки прошли насквозь, через сердце, легкие, мозг. Восприимчивость болевых рецепторов Эстер снизил ранее, и только поэтому боль слышалась эхом. Тонкие сети из чего-то плотного, похожего на густую плазму, связали ее тело и вытянули душу. На этом трансформация не закончилась. Душа вырвалась из тела благодаря тягучим плотным нитям, сотканным из множеств молекул воды. Каждая из них теперь разделяла душу на мелкие части, разрывала, соединяясь с частичками прошлого. В этот момент Лиза проживала все события своей жизни заново и одновременно. Она словно находилась в огромной комнате, стены которой были увешаны экранами, по которым транслировались все события ее жизни. И неконтролируемые эмоции переполняли ее. От любви до ненависти, от наслаждения до боли, от спокойствия до тревоги, от радости до печали.
Кадры этого года, наполненные страданиями и заботой о детях, замедлились, и молекулы воды завибрировали, заметались из стороны в сторону. Они связывались между собой, каждый раз меняясь, пропуская к центру новые и новые ассоциаты, а центром выступала Лиза. Они прикасались к ней, забирая чувства, вызванные последними событиями. Но забрав эти эмоции, они возрождались вновь. Любовь к детям и переживания за их будущее, истязавшие душу Лизы, возвращались. И она проживала все заново. Их вновь и вновь забирали кластеры. И ей показалось, что это не закончится никогда. Но все закончилось. Закончилось тем, что она не почувствовала ничего. Теперь фильм ее жизни сделался архивом, упорядоченные события в соответствии с датами. Молекулы прекратили свое метание, и душа Лизы обрела покой. Блаженное, сладкое, даже в чем-то величественное спокойствие, совершенная гармония, истинная, непознанная человеком на земле. Она почувствовала возле себя довольно сильный источник энергии. Декакластер хотел вступить с ней в связь, и Лиза легко слилась с ним. «Какая чистая и светлая! Сколько тебе было лет?» 10. Имя? Дарина. Болгарка. Лиза. Да, про тебя и твоего адаптера известно. Эстер. Да, Эстер. Натура того человека, в тело которого заключен твой адаптер, оказалась поэтической, раз назвался Эстером. А твой адаптер как себя называл? Кластер. И все. Дарина, твои родители погибли. Покажи, какой ты была. Конфигурация связи изменилась, и Лиза перенеслась в прошлое ребенка. Девочка в бирюзовом сарафане весело бежит по пирсу к берегу. Ее каштановые волосы заплетены в 2 косы, и под лучами южного солнца благородно переливаются медно-золотистым оттенком. В ее зеленых глазах восторг. Она впервые увидела, как дельфины играют на перегонки, выпрыгивая из воды. «Красавица! А ты какая была?» И Лиза показала себя на Кипарисовой аллее в первый день приезда. Она сидела на лавочке с темноволосым, коротко остриженным мужчиной в тени высоких конусовидных деревьев и просматривала первые фотографии, сделанные во время путешествия и заселения в отель. Мужчина помогал ей разобраться с функциями фотоаппарата, периодически останавливался, чтобы поцеловать в щеку и шею. Лиза уклонялась, делала вид, что полностью погружена в настройки и редактирование фото. «Ты милая, и он тоже. Ты встречала еще кого-нибудь из носителей?» «Да, мужчину из Румынии. Он потерял свою жену и не желал бы никому таких мучений. Покажи свои воспоминания о пережитом». «Мама, мама, верните меня к ней!» — кричала Дарина, надрываясь и заливаясь слезами. Сильные руки держали ее крепко, впивались в плечи. Мужчина уносил ее подальше от берега. Все убегали от набережной. Дарина видела, как волны уносили людей в море, как они захлебывались, скрывались под водой и больше не всплывали. Где-то среди них были и ее родители. «Заберите девочку». Мужчина передал ее полицейскому. «Закройте с остальными». Их собирали в спортивном зале, битком забитым детьми, их родителями и чужими взрослыми. Они пытались успокоить плачущих детей, хотя сами находились в шоке. Дарина орала, брыкалась ногами, кусалась, никого не подпускала. «Как знакомо». Лиза хотела разорвать связь, но девочка остановила. «Ведь уже не важно. Давно совершила переход. Сбежала из приюта к морю на 2-м месяце пребывания, просила его вернуть родителей. Через день я повстречала своего адаптера». «Лиза, если ты здесь, поговори со мной». «Мой адаптер». Лиза разорвала связь с молодым кластером. Глава 11. Розовый снег.
Может, она не пошла в мертвую зону, может, просто обидевшись, убежала в лес. Надеялся Павел, следуя за Люси. Но нет, собака упрямо неслась вперед, а за его ноги плотным кольцом цеплялись сугробы. Он старался шагать быстрее, делая шире шаг. В последнее время он полюбил серое небо. Не просто серое полотно, отягощавшее все вокруг, а массивные кучевые облака. Стоя у окна в своем кабинете, он вглядывался в их пушистые, тяжелые, полные снега тучи, пребывая в трансе, забываясь. Он знал, что они принесли покой в его душу, что будет метель, и Лиза не сможет пойти на набережную. Уверенность в том, что она будет далеко от мертвой зоны в пасмурные дни, была самообманом. Последние 2 дня он продолжал надеяться, что она ждет его у себя, и приходил, и, не дождавшись, уходил, все больше ненавидя море. Он не нашел в себе достаточно сил для того, чтобы раскрыть правду. Скорее, даже не сил, а подходящего времени. Он с Лизой редко оставался наедине. То она всегда находила причину не встречаться, то метель не давала прийти. Работа заставляла думать о другом, а безразличие Лизы убивало желание говорить. «Отговорки?» — спросил он у себя и дал ответ. Не хотел давить. Теперь он думал об одном — найти Лизу, неважно в каком состоянии, злая она будет или нет, в бреду или с этим. Он скажет ей правду и больше не отпустит от себя. С новым знакомым разберется. Он не знал, что скажет ему, о чем спросит, зато уверен был, что заедет ему по лицу. Ревность? Да. Жгучая. Павел не знал более пределов своего терпения. Уж больно сильно чесались руки. Дневник? Возможно, глупости напуганной девушки. А этот ненормальный морочит ей голову, и за это он ответит. Она его любовь, и он будет защищать ее, какой бы ни был результат. Если она больна, он сделает все, чтобы вылечить Лизу. Если напугана, то будет утешать ее и не отойдет ни на шаг. Последняя страница в дневнике заставила его задуматься. Сомнения насчет написанного были. Ее новый образ стоял перед глазами и вызывал еще большее смятение, чем строки в дневнике. Без пальто, бледная, дрожь, зрачки расширены, как под действием наркотика. Неужели наркотики? Чтобы так бредить, нужно принимать постоянно, когда либо он, либо Таня давно должны были заметить изменения. Эстер ждал ответ, затаив дыхание. Он концентрировался на звуках, вслушивался в каждый всплеск волны и порыв ветра. Вот новые звуки донеслись до него. Лай Люси. И она не одна. «Всё-таки привела его», — проговорил Эстер, продолжая смотреть на волны. Собака с визгом выбежала на набережную, проскочила мимо него и остановилась возле воды, гавкая вдаль. Лай смешивался с шумом гуляющих волн, но Эстер услышал торопливые шаги позади себя и уже готов был встретиться с Павлом, только объяснять ничего не собирался. Всё, что нужно, Лиза написала в дневнике. Мужчина тяжело дышал, разыскивал глазами Лизу. Он не сразу осознал, что набережная наполнена звуками волн. В ушах стоял голос Лизы. Найти ее и объясниться — вот что крутилось у него в голове. В глазах потемнело, когда Павел заметил играющие волны. Как они врезались в скалы, разбивались на множество пенистых языков и возвращались обратно. Солёный морской запах прямо из темных глубин наполнил его легкие, побуждая сделать еще один глубокий вдох. Павел жадно вдыхал его и не мог поверить тому, что видит. Теперь солнечные лучи отсвечивали от журчащей воды. Волны меняли край горизонта. Шокированный, Павел прикрыл на несколько секунд глаза, борясь с головокружением, а когда открыл, увидел у подножия Панеи уже знакомого и ненавистного ему мужчину. Он смотрел на волнующееся море, делая вид, что не заметил Павла. В нем вспыхнула неистовая ярость. Времени на приветствие он тратить не собирался, а вот быстро докопаться до сути, разобраться с соперником — охотно. Но Эстер опередил его. «Ты опоздал», — сказал он громко, не оборачиваясь. У Павла закипала кровь. Его достали все эти недомолвки, загадки.
Он подошел к Эстеру и развернул его за плечо. Это получилось довольно неуклюже. Павел покачнулся, устоял на ногах, но не думал, что этот тип будет настолько массивен и тяжел. Их взгляды встретились. Глаза Эстера выражали глубокое спокойствие, в то время как Павел был в ярости. «Что здесь происходит? Где Лиза?» Всё, что тебе надо знать, написано в её дневнике. Остальное не имеет значения. Так же спокойно ответил Эстер и, отмахнувшись от державшей его руки, приблизился к краю берега. «Где Лиза?» — повторил Павел дрожащим голосом, разглядывая волны. К горлу стал подкатывать комок. Ему не хотелось верить в очевидное. Эстер указал вдаль. «Там, в 30 метрах от берега». «Что ты с ней сделал?» — недоверчиво продолжал спрашивать Павел. «Ничего», — тихо произнес Эстер и добавил. «Ничего плохого». Павел опять подошел вплотную, не боясь шальных волн, подмывающих берег. Он серьезно глянул в глаза Эстера и еще раз четко задал свой вопрос. Ответа не последовало. Эстер дал понять, что сказал ему все. «Ты убил ее?» «Она жива», — резко ответил Эстер. «Просто перешла на другой жизненный уровень». Павел более не мог себя контролировать и со всей силы толкнул Эстера. «Что ты мне впариваешь?» Эстер устоял на ногах, повернулся спиной к неприятелю и побрел вдоль берега. «То, что мы отрицаем, происходит в жизни, в первую очередь», — кинул он через плечо. Павел поразился такой мертвой невозмутимости. Должны же быть хоть какие-то эмоции, вспышки гнева, отпор, отчаяния, хоть что-нибудь, чтобы знать, что он чувствует. А он ведет себя, словно ничего не произошло. «Если ты и впрямь этот кластер!» — выкрикнул Павел и развел руками в стороны. «Почему не отправился за ней? Почему ты вообще выбрал ее? Она моя!» «Кто?» Эстер развернулся, и край его губы приподнялся. «Кто она тебе? Хорошая знакомая? Подружка?» «Она моя девушка», — содрогающимся голосом проговорил Павел, подходя ближе. «А она считает себя твоей девушкой?» — ехидно спросил Эстер. «Ты не ответил ни на один мой вопрос. Потому что вопросы глупые, ответы очевидны. Смирись с этим концом». «Я убью тебя», — процедил Павел и, размахнувшись, въехал кулаком в щеку Эстера. Тот покачнулся, но устоял на ногах. Эстер вздернул подбородок, показав, что вызов принят, ответил хуком с правой и тут же поддал в живот. Павел свалился и, упершись локтями в мокрый холодный песок, стал кашлять. Волны размывали берег, касались ног и рук ошарашенного мужчины, разливаясь холодом по телу и притупляя боль. «Верни мне ее», — прохрипел он, выплевывая сгустки крови. «Если все, что ты говоришь, правда, то возможен и обратный переход. Пока не поздно. Только если она этого захочет». Тихо вымолвил Эстер и засмотрелся на волны. Наконец, Павел увидел чувства Эстера. «Ты тоже ее любишь?» Павел поднялся и неспешно добавил. «Она тебя...» Эстер смело повернул голову. «Любит ли?» «Нет. Она любит детей. Ради них совершила этот переход. Во время ее обучения я имел неосторожность проявить к ней теплые чувства. Они переросли в любовь, но можешь не беспокоиться. В молекулярном состоянии чувства превращаются в понятия. Мы просто носители информации. Мы можем прокручивать воспоминания, как бы заново переживая случившееся ранее. Сухо переживая. Однако душа Лизы человеческой природы, поэтому что-то чувствовать она может ярче, в отличие от молекул. Она нас слышит? Да, вода нас слышит. У тебя не раскрыта одна тайна. Эстер стал у него за спиной. Есть возможность сказать и не получить пощечину. Ты откуда знаешь?
— растерянно спросил Павел. Я восстанавливал ее память. Все, кроме одной маленькой детали, которая приковала бы ее к этому миру. Она бы не захотела делать тебе больно. Но сделала. Эстер наклонился к его уху и прошептал. «Так ведь ты ей никто. Никаких уз, никакой ответственности перед кем-то». «Подлец!» — Павел развернулся. «Ты специально не дал ей вспомнить!» «Умерь свой пыл», — сурово произнес Эстер. «Я не обязан был рассказывать». Павел отвел взгляд в сторону, признавая поражение. Он ощущал себя подавленным и опустошенным. Волны стали ласкать ему слух, попытались утешить сердце. Тяжесть лежала неподъемным камнем на душе. Он глубоко выдохнул, обведя взглядом набережную. Год назад по ней бегали дети, собирали мелкую гальку, ели черешню и сладкую кукурузу. Взрослые загорали, фотографировались, взбирались на диву и прыгали оттуда в море. По вечерам танцевали в открытых барах набережной. И он танцевал там с ней. Она была в легком белом сарафане, на небольшом каблучке, чтобы не возвышаться над ним, а спокойно класть голову ему на плечо и позволять вести так, как он хочет. Это был маленький теплый рай, за один день превратившийся в ледяной остров. У него задрожали губы, и, не выдержав, он крикнул в лицо Эстеру. «А что бы ты сделал на моем месте, а? Когда она очнулась, то не помнила меня, не знала, кто я такой, боялась. Знаешь, что пришлось пережить тогда, когда она не вспомнила меня? Я не знал, что делать. Насильно не хотел привязывать ее к себе, да и она никого не подпускала. Но сказал бы я ей, и что? Что изменилось бы? Жить с чужим для тебя человеком под одной крышей ради долга?» Павел утраченно покачал головой. «Нет, на такое я не мог ее обречь. Я решил дать ей возможность самой вспомнить. Думал, если она любила меня, то эта любовь возродится вновь». Так и произошло. Эстер положил руку на плечо растерянного Павла. «Она заново влюбилась в тебя. Скажи ей, что так долго отягощает твою душу». Эстер вытянул руку, и на море образовалась ледяная дорожка. «Иди». Он кивнул вперед. Павел недоверчиво посмотрел на него, потом на дорожку и, решив, что терять все равно ему нечего, ступил на лед. Страх почему-то притупился. Надежда на чудо и мысль о том, что на душе станет легче, приободряли. Он, наконец, поверил в происходящее и уже шел уверенно по ледяной шершавой дорожке. «Преодолевая препятствие, получаешь его силу», — сказал Эстер, шагая следом. Когда Лиза впервые ступила на лед, страх покинул ее, распахнув дверь перед новыми возможностями. Павел хотел узнать, как Эстер проводил время с Лизой и вообще, как долго они были вместе, но уже понял, что ответов от этого парня он не дождется. Их надо искать в дневнике. Павел вновь вспомнил о синей тетрадке. Надо было внимательнее читать, да время поджимало. Они дошли до края дорожки. Тут волны били с новой силой, врезаясь в толстый край льда. Павел нагнулся к воде, и его лицо исказилось от ужаса. В метре от поверхности парило тело Лизы. Десяток ледяных гибких нитей удерживали его, не давая волнам унести. Синий оттенок кожи говорил о безвозвратном оцепенении. Солнечные лучи просачивались сквозь толщу воды, обрамляя тело серебряными искрами. Лицо было расслаблено, светилось спокойствием и безмятежностью. «Лизи», — простонал Павел. «Это всего лишь тело», — холодно вымолвил Эстер. «Душа уже в моем мире». От этих слов Павел стиснул кулаки. Он сдержал гнев, но желание утопить Эстера осталось. «Именно в тело ты и влюбился», — огрызнулся он, не поднимая глаз. Эстера задели эти слова. Он решил смолчать, не оправдываться и не показывать своих истинных чувств. Из-за разборок времени и так слишком много ушло. Часть разговора она услышала.
Дело за малым. Скажи, почему ты так заботишься о ней? Потому... потому что я твой муж. Лиз, слышишь? Я твой муж. Волны стихли. С берега послышался жалобный вой Люси. Столько шума могло привлечь внимание людей в городе. Павел встал с колен. Что происходит? Не знаю. Сухо ответил Эстер, затем снял пальто и прыгнул в полынью. Таким героем должен был быть он, Павел. Прыгнуть за ней, не боясь холода, прижав к себе, вытащить на поверхность. Не дать ни малейшего шанса дотронуться кому-то другому до неё, в особенности таинственному типу, с которым она провела последние 3 дня. Досадно. Но, с другой, что он мог ещё сделать? Он человек, а не бессмертное существо. Через минуту Эстер вынырнул вместе с телом Лизы. Он бережно придерживал её голову, печально смотрел на синие губы. Он вспоминал тот единственный раз, когда целовал их и испытывал буйство эмоций, от боли до нежного трепета. Подтягивая Лизу, Павел ревностно пожирал глазами Эстера, мысленно проклиная себя и его. Сердце защемило невыносимой болью. Чувство утраты — самое болезненное чувство, которое только может испытывать человек. Один раз он уже потерял её, чудом нашёл, без сознания, но главное — живую и невредимую. Теперь же держал мёртвую. По словам Эстера, она была жива, но в образе другого существа. От этого можно было сойти с ума, держать на руках мёртвого, самого дорогого тебе человека и попытаться переломить свой разум в осознании того, что он жив где-то там, в другом, никому неизвестном мире. Холодное тело на твоих руках и живая душа, сомкнутая невидимыми связями с водой. Эстер выбрался из полыни. Пара капель слетели с его одежды и попали прямо на губы Павла. Эстер остановился напротив и уставился на эти капли. Несколько секунд они висели на плотно сомкнутых губах, потом медленно скатились по подбородку, упали на лед и с небольшим всплеском воды затерялись в ней. «Она тебя поцеловала», — скованно проговорил Эстер. «Чувствуешь след от поцелуя?» О да, холодные капли легли на губы, тут же превратившись в обжигающий мед. Павел почувствовал эту жгучую дорожку, проложенную от губ до шеи, как когда-то целовала его Лиза. Едва касаясь, но так, что жар ее губ всегда пронзал его, разжигая страсть. Павел грустно улыбнулся и пальцами провел по ее губам. Закрыл глаза и приложил щеку к колбу Лизы. Ему показалось, что так он может сидеть вечно. Отчаянно хотелось присоединиться к ней. Останавливал здравый смысл. Он мог только утешать себя, что она жива, пусть и в другом состоянии. Павел поднял на Эстера измученные глаза, и скорбь в них эхом отозвалась у него в сердце. Жить под одной крышей ради долга. Эстер припомнил недавно сказанные слова и принял окончательное для себя решение. Правильнее всего — отпустить. Любить и уметь отпускать — синонимы. Цель достигнута, и ему пора возвращаться домой. Это не его мир и никогда не станет. Особенно теперь, когда Лиза поцелуем доказала, как сильно любит своего мужа. Гордость за свою ученицу переполняла Эстера. За такой короткий промежуток времени она многое смогла освоить. А самовольный ее переход, столь быстрый и, как оказалось, верный, с помощью его собратьев стал завершающей точкой его пребывания на земле в образе человека. «Павел», — обратился он тихо, — «у меня будет одна просьба. Пока ты не стал возмущаться, что ничего мне не должен, выслушай внимательно». Павел недовольно нахмурился, но терпеливо смолчал. «Это тело одного парня. Я пользовался им все это время, и благодаря ему мне открылась огромная возможность побывать в мире людей, познать их эмоции и чувства. Я благодарен Создателю и этому парню за такую возможность. Пожалуйста,
Похорони его тело по всем правилам». «Хорошо», — коротко ответил Павел и нерешительно добавил. «Береги Лизу». Эстер присел рядом. «Это уж как получится. Это твоя обязанность как мужа. Я верну ее тебе». Павел не мог понять, шутка это или нет, поэтому недоверчиво, но с большой надеждой в глазах переспросил, правда ли, что сейчас услышал. Вместо ответа Эстер попросил дать ему подержать тело Лизы. Пальцы неохотно разжались, руки сильно окоченели, держа мокрое холодное тело, и не хотели отпускать. Эстер аккуратно поднял девушку и направился к берегу. «Когда она придёт в себя, нужно будет сразу отнести её в тепло», — сказал он через плечо. «Разве возможно вернуть человека к жизни?» — еле слышно спросил Павел. «Она ведь не умирала естественным путём». Эстер продолжал идти. «Если перед переходом другие кластеры успели адаптировать её организм, она возвратится невредимая». «Почему решил вернуть её мне?» — не унимался Павел. Он был сильно взволнован и до конца не верил, что Эстер вернёт ему Лизу. «Потому что всё, что от неё требовалось, она сделала». «И только?» — с иронией спросил Павел. Эстер остановился и резко развернулся. «Нет, не только. Я люблю её, безумно люблю. А она любит тебя. И пусть, будучи кластером, мне не дано переживать эмоции столь ярко, как это дано людям, я хочу, чтобы она наслаждалась этим даром». Больше Павел ни о чем не спрашивал, только наблюдал за загадочными действиями. Эстер положил Лизу на землю, высушил одежду, укутал ее в свое пальто и сел у изголовья, положив ладонь ей на лоб. Вокруг них стал подниматься снег с песком и мелкой галькой, словно закипала сама земля. «Что ты делаешь?» Павел удивленно оглядывал вокруг берег. «Разогреваю ее, заставляю клетки вновь работать». «Ты сделаешь пригодным тело для жизни, но как ты вернешь ее душу?» «Она сама это сделает», — пояснил Эстер. «Один раз у нее получилось вернуться в свое тело. Получится и теперь. Я не зря ее обучал». На щеках загорелся легкий румянец. Жилка на шее слабо запульсировала, грудь приподнялась с судорожным вдохом. Веки Лизы едва заметно дрогнули. Наконец она простонала. Стон был тяжелым, словно она испытывала боль. И стихла. Ни вдоха, ни выдоха. Павел кинулся к ней, немного приподнял, поглаживая по голове. «Давай, вернись ко мне!» Эстер молча встал и сделал несколько шагов назад. Подбежала Люси и резво стала облизывать руки Лизы, посматривая то на Павла, то на Эстера. «Вставай, Лизи!» Сквозь туман Лиза расслышала мягкий голос Павла, настойчивый и немного напряженный. Она поняла, насколько сильно любит этот голос и как сильно она скучала по нему, находясь в беспамятстве. 5 лет нежной, бескорыстной и прочной дружбы и 6 лет замужества. И еще год тайного, молчаливого воздыхания. Лиза вытянула шею, и глаза ее заблестели от слез. «Я есть хочу». Павел расхохотался. Из глаз покатились слезы. «Это невероятно», — проговорил он, покрывая поцелуями лоб и щеки Лизы. Как ему сделалось легко, словно сбросив громоздкие цепи, сковывающие его душу и тело больше года, он ощутил легкость, истинную радость. «Прекрасное чувство голода», — выдохнула она. «Да?» Он не переставал улыбаться и обнимать ее. «Я что-то не уверен. Милая, прости меня за то, что не рассказал. Ты сделал все правильно», — перебила она его, застегивая пуговицы на пальто Эстера. Холод и тепло, рецепторы вновь реагировали на изменения температуры. Тело вспоминало то, что так спешно подавляли кластеры. «Я должен был тебе верить и не отпускать». Павел целовал ее, что-то объяснял, потом опять целовал, но Лиза оглядывалась по сторонам, разыскивая Эстера. Того и след простыл. Море тихо распевало свою песню, весело загоняя волны на берег, унося мелкие камешки с коричневым снегом. «Где он?» — прохрипела она. Павел приподнялся, выглядывая незнакомца у скал.
Никого не было. Должно быть, вернулся к себе домой. Он пожал плечами. Душа ликовала. Павел и думать забыл об Эстере. Глубоко в сердце он благодарил его. Однако все мысли сейчас были о Лизе, о ее чудесном возвращении. Девушка задумалась. Так быстро он не мог вернуться к себе. Или мог? Не попрощавшись? Ей так хотелось его поблагодарить. Он столько для нее сделал. Разорвал оковы страха и одиночества, выпустив на свободу мечты, открыл новый волшебный мир, развил новые возможности, которыми наделила ее вода. Кластеры преобразовали ее тело всего лишь за мольбу не отнимать жизнь, чтобы потом забрать душу. А Эстер... Эстер вернул ее Павлу и не взял ничего взамен, кроме воспоминаний. Лиза очень надеялась, что Эстер не ушел, не исчез навсегда из ее жизни, а просто скрылся, чтобы не смущать ее и Павла. «Пусть это будет правдой, пожалуйста», — повторяла про себя Лиза, пока Павел поправлял ее волосы и одежду. Он помог ей подняться, и Лиза еще раз оглядела набережную. «Эстер, где же ты?» Ни следов, ни тела, ни намека, словно все, что с ней произошло, было сном. Но это не было сном, и каждая клеточка ее тела говорила о том, что она стала другой, а игривые волны, ласкавшие берег, напоминали Лизе, кто помог ей победить холод. Павел положил ладони ей на лицо и, повернув к себе, крепко поцеловал. Лиза немного успокоилась. Надежда, что она еще встретит Эстера, совсем скоро встретит, теплилась в ее душе. Шагая по сугробам усталые и радостные, Лиза и Павел не переставали обниматься. Теперь от Лизы веяло весенним теплом, морским бризом, в глазах сияло солнце, и Павел чувствовал, как раны на сердце затягиваются, как на душе становится легко. Люси радостно скакала, резвилась вокруг них, но как только они прошли сад, она побежала вперед и исчезла из виду. Павел печально улыбнулся. Наверное, увидела кого-то из детей. Как там Соломея? «Надо найти Эстера», — ответила Лиза, притихнув. «Он бы смог ей помочь». Теперь Павел не сомневался в словах Лизы и в возможностях ее таинственного друга. Только где его искать и как объяснить остальным, кто он и откуда? Он и предположить не мог. Не менее сильно его интересовало и пребывание Лизы в качестве того самого кластера. Но удовлетворение своего любопытства он решил оставить на потом. Разглядывая заснеженный сад и молясь, чтобы произошедшее с Лизой было не напрасным, они вышли к приюту. Дворник хорошо потрудился, расчищая дорожки, и всю детвору выпустили погулять. Ребята смело накатывали себе скользкие дорожки и с разбегу прыгали на них. Не хватало только Соломеи. Павел с Лизой во избежание многочисленных расспросов решили зайти в приют с черного входа. Только Павел хотел ступить на крыльцо, как дверь распахнулась, и с дикими воплями вперемешку с громким лаем собаки выскочил дворник. «Совсем страх потеряла, дворняга!» — замахнулся он метлой на бедную Люси. Та собиралась поприветствовать их, но отскочила, чуть не получив по спине метлой. Старый дворник спрыгнул с крыльца и вслед за Люси хрипло прокричал: «И чтобы больше в больничном крыле тебя никто не видел!» Лиза встревоженно посмотрела на Павла. Он сказал: «Больничное крыло?» Павел кивнул, сурово поглядывая на дворника. «Надо будет провести с ним беседу. Не с метлой гоняться за собакой возле приюта, а закрывать двери. Детский сад какой-то. И потом, я в долгу перед Люси». Он завел непослушную прядь Лизы за ухо. «Она привела нас к Соломее и помогла найти тебя». Лиза обняла его, прижавшись головой к плечу. «Так что ты готовил в тот день в отеле «Голубой залив»?» Павел усмехнулся, поцеловал девушку в макушку и виновато произнес: «Романтический вечер». Он ткнулся носом в ее шею и покачал. «Я не должен был отпускать тебя одну на пляж». «Не вини себя». Лиза оторвалась от него и погладила по голове, утешая. Никто не мог и представить себе, что подобное может произойти. Она хотела поцеловать его, но, вспомнив про Соломею, решительно отвернулась и зашагала к двери. Начинала клонить в сон. Теперь организм восстанавливался сам по себе, без помощи Эстера. Выплеснув всю энергию на переход для воссоединения с кластерами,
ей пришлось самостоятельно, активно впитывать ее из солнечных лучей, чтобы по связующим энергетическим нитям Эстера вернуться в тело. Ведь он сам желал этого, посылал мысли с просьбой жить и наслаждаться всей палитрой эмоций. Лиза была выжата резкими переходами и нуждалась в Эстере, терялась в догадках, куда он ушел после ее пробуждения. Ему настолько тяжело видеть их вдвоем? Павел, конечно, повел себя грубо по отношению к Эстеру, однако Эстер не из ранимых. Ревность Павла должна была обойти его стороной. Поцелуй. Прощальный на тот момент поцелуй, которым она одарила Павла. Эстер почувствовала ее душу, заключенную в капельках воды. Ей хватило сил и умений разогреть себя, чтобы оставить жгучий след на губах мужа. Это ранило Эстера. Они прошли по слабо освещенному коридору, молча кивая встречным подопечным и ускоряя шаг, чтобы не дать им шанса заговорить с ними. Некоторым Павел коротко отвечал к Соломее, и их понимающе не трогали расспросами. Павел обошел Лизу, хотел открыть дверь палаты, но замер. «Там Татьяна», — прошептал Павел. Соломея пришла в себя. Лиза с нетерпением наклонилась к двери и прислушалась к разговору. Картина столь быстрого исчезновения Эстера прояснилась. И когда Лиза нашла ответы на все вопросы, в груди возникло неприятное ощущение. Сердце обливалось кровью. Она тяжело задышала. Рано или поздно это должно было произойти. Но не так. Не так. Он обязан был попрощаться с ней, а не пропадать таинственным образом, как и появился. «Лиззи, в чем дело?» — начал трясти ее Павел за плечо. «Тебе плохо?» «Эстер», — Лиза схватилась за Павла. «Он был здесь. Он вылечил Соломею. Бежим скорее!» Она потянула настороженного Павла за собой. Тот не сразу понял, в чем дело, и решил просто довериться жене. Вот куда убежала от дворника Люси, в ветхий временный домик Эстера. Значит, он сейчас там. Люси привела его в палату к Соломее. Девочка сразу узнала Эстера и подпустила. Суровый мужчина в черном пальто, умеющий творить чудеса. Для нее он был добрым волшебником. Наверное, из детей никто ей не поверил, когда она рассказала, как неизвестный мужчина вместе с их няней выращивал в дальнем саду яблоки. Лиза надеялась на другое расставание. Хотела выразить благодарность за необыкновенное время, проведенное с ним, за знания, которыми он поделился, а самое главное — помог людям отвоевать еще один шанс. Шанс начать все заново. Теперь он стал для нее братом. Лиза узнала, насколько крепки связи кластеров друг с другом и какова их сила. Терять она его не хотела. Понимала, что его пребывание на Земле временное, но расставаться таким образом не собиралась. Это неправильно. Они выбежали на улицу. Подозрительная тишина накрыла их городок. Стих ветер, солнце повисло в зените, отогревая спящие деревья. Гнетущее затишье. Лиза сжала кулаки. Только бы успеть. Она поспешила к старой хижине. Павел на ходу кивал прохожим, рукой давал понять, что скоро вернется и беспокоиться не о чем. Краем уха он уловил довольно разгоряченный разговор двух женщин. О том, что лед на море растаял, уже было известно. Неудивительно, шум гуляющих волн привлек к тебе внимание. Они были видны с открытых возвышенных пространств, и весь город пребывал в неопределенной радости, граничащей с шоком и тревогой. Никто не знал, является ли это окончанием затяжной зимы или новым знамением чего-то необъяснимого. Было понятно, что на более открытых и доступных точках, с которых видно море, будет столпотворение людей. Лиза в уме прикинула, как их обойти, выбрала нерасчищенные заброшенные улицы и спешно шла в самую дикую гущу можжевеловой рощи. Все располагалось относительно близко. Лиза никогда не ходила по проложенным для туристов дорожкам, просто шла по диагонали через парк и уже наизусть знала, возле какого дерева свернуть, чтобы сократить. Из-за страха никто не расхаживал так близко к набережной и не сворачивал с расчищенных дорожек и главных улиц. Даже патрульная служба редко прочесывала эту полосу. Павел без колебаний шел за Лизой, только иногда оборачивался и смотрел, чтобы никто за ними не увязался.
Хвосты и лишние объяснения сейчас послужили бы якорем. «Паша», — обратилась к нему Лиза, не сбавляя темп, — «паспорта. Ты же спрятал мой паспорт у себя?» Он поравнялся с ней. «Да, там же указано, что ты замужем. Я спрятал в тот день, когда оказалось, что ты не помнишь меня. Не хотел шокировать. И кольцо. Это понятно», — усмехнулась она. «Вскоре они нам понадобятся». Павел вопросительно на нее посмотрел, но она только улыбнулась. «Доверься мне», — говорили глаза. Все-таки что-то в ней за этот год поменялось окончательно. А может, не за год, а за последние 2 недели или за последних 3 дня. Она посмелела, стала уверенней в себе, в своих расчетах и действиях, и не менее таинственной. Лиза остановилась. Ее сдавливало нехорошее предчувствие. Павел увидел впереди хижину и сильно удивился. Каким образом в этом захудалом доме можно пережидать лютый холод и метели? Должно быть, от малейшего дуновения ветра стены в нем трещали и выли, из последних сил удерживая себя от разрушения. «Ты все последнее время находилась здесь?» — изумился Павел. Девушка утвердительно кивнула и нерешительно зашагала к домику. «Как же ты не замерзла?» Кластеры на молекулярном уровне управляют жизнедеятельностью клетки. Это как впасть в анабиоз. Большую часть я спала. Она открыла дверь хижины и, вскрикнув, отвернулась. Они опоздали. Эстер лежал на кровати, мертвый. Ноги сделались ватными, комната поплыла. Девушка с трудом пересилила свой ужас и, пошатываясь, подошла к кровати. Чувство потери, скорби, давящей боли и терзания выкручивали ее душу, как безвольную тряпичную куклу. В оцепеневших руках Эстер держал расческу. Лиза рухнула на колени, заливаясь слезами. Павел медленно попытался поднять ее, успокаивая, отворачивая голову в сторону. «Успокойся», — прошептал Павел на ухо. «Он уже дома и ничего не чувствует». «Мы опоздали», — задыхаясь от слез и захватывая ртом воздух, проговорила она. «И я хотела...» «Тш. Знаю, знаю. Он выполнил свой долг, как и ты». Сейчас Павлу стало жалко Эстера. Кем бы он ни был, кластером или другим каким существом, он имел возможность ощутить все на себе, и душа его, как алмаз, чиста, настолько, что он поступил со своими желаниями и возможностями. Вернул Лизу. «Его надо похоронить», — сказал Павел, накрывая тело простыней. Словно прикованная к своему месту, Лиза продолжала смотреть в зеркало, куда направили ее руки Павла. В зеркале она видела Эстера. Он робко расчесывал ей волосы, нежно смотрел на нее и хотел узнать, что такое любовь. «Он в море», — срывающимся голосом проговорила она. Павел, понимающе кивнул и в последний раз отпустил от себя попрощаться с Эстером. Утерев слезы, Лиза отвернула край простыни и поцеловала застывшего мужчину в лоб, потом аккуратно накрыла его и отправилась на набережную. Птицы не пели, не возвещали приход весны, а должны были. Безмолвие, воцарившееся в природе, воспевало уход Эстера в свой мир. Набережная оказалась более приветливой, чем лес. Волны гуляли, теплый ветер гнал их к берегу, принося издали сладкий аромат цветов. «Память воды», — улыбнулась Лиза, вдыхая медовый аромат. «Там, откуда ветер дует, волны хранят в себе запахи теплых дней. Может, там уже оттепель?» «Взойди на уступ». Пронеслось мелодичное журчание по волнам. Бархатный и сильный голос, что обучал ее тайнам воды. Он сохранился в молекулярных связях. Лиза узнала бы его из 1000 других мужских голосов. Она стремительно повиновалась ему. Несколько раз она соскользнула с валунов, получила ссадины, но, не обратив ни малейшего внимания на боль, взобралась на родной уступ и подошла к самому краю. На волнах заплясали серебристые блики. Они слились в знакомый Лизе кристалл. В сердце его земля рассказывала свою историю. Грани отражали недавние события. Вот Эстер держит ее за одну руку над застывшим морем, теперь несет на руках,
толкает в полынью, помогает выращивать яблоки, неумело расчесывает волосы, нежно целует и долго смотрит, как она спит. «Я люблю тебя». Опять пронеслось по волнам, и кристалл распался на множество капелек. «Эстер, спасибо». Вдали возникла огромная волна. Белый пенистый гребень стремительно надвигался на уступ, где стояла Лиза. Она не испугалась. Верхушка гребня ударилась о скалу, и мощный всплеск прокатился эхом по лесу. Брызги осыпали Лизу. Эстер целовал ее, как в первый раз, легкими проникновенными прикосновениями. Он целовал ее в губы, в щеки, в шею. Она не смела прикасаться к каплям, не утирала оставшиеся от них дорожки. Она была погружена в свои ощущения. Из глаз покатились слезы облегчения, в душу вернулось чувство успокоения. В голове звучали строки из песни «With or Without You» группы U2. Through the storm we reached the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you. Преодолев шторм, мы достигаем берега. Ты отдаешь всю себя, но я хочу большего. И я жду тебя с тобой или без тебя. Слова подходили к моменту как нельзя лучше. Лиза ясно чувствовала его присутствие. «Я мог быть тем, кто преследует тебя в чужом теле». Он словно стоял рядом и ласково шептал на ухо. «Я мог бы быть лучшим, имея все преимущества». Мог, безусловно. Но это было бы пыткой для Лизы — разрываться между ним и Павлом. Эстер не мог такого допустить. Она все равно будет с ним неразлучна. Уже никогда. Он вернется к ней облаком и прольется дождем. Отныне Лиза всегда будет рада осенним и летним ливням. Он будет целовать ее зимой, оседать на ее губах многочисленными снежинками, прибегать звенящими ручьями весной. Она будет с ним, погружаясь в море. Эпилог. Из дневника Лизы. Растаял снег, оголив серую землю и деревья. Холодная сырость поднялась над домами, а вместе с ней появились первые зеленые травинки. Я никогда в жизни не радовалась так грязно-серому цвету, как теперь. И никто никогда в своей жизни не любил так оттепель с журчащими ручьями, огромными лужами и слякотью, как в этот февраль. Мы наладили маршруты и связи с другими городами. И вновь пришлось начать все сначала. Отстраивать, приводить в порядок заброшенные места, менять устоявшийся за год распорядок, с кем-то попрощаться, с кем-то знакомиться. Прошло еще пару месяцев, и бело-розовый снег украсил сады, а первоцветы — холмистые склоны. Апрельскому снегу радовались все. Дети сгребали в ладошки лепестки и раскидывали по улицам города, играли, сдувая их с ладоней друг другу в лицо. Мы с Павлом собираемся съездить в Москву. Это для начала. Кластеры по секрету рассказали мне о талантливом студенте, который учился в Институте экологии НИУ в ШЭ. Он оставил несколько весьма интересных проектов по переработке неликвидного пластика. Работа пылится на его столе среди разных научных статей по этой теме. На 3-м этаже в съемной квартире 12-го дома на Милютинском переулке. Этот проект нужно вынести на свет. Да, немного для решения экологических проблем, но начинать с чего-то надо. Пусть и с малого. К тому же, они не одни. Теперь каждый заинтересован в сотрудничестве с природой.
Стремление считаться с ней прочно поселилось в мыслях. Надолго ли это вдохновение или нет? Главное, что мы осознали, насколько хрупки перед силами природы. Будущее человечества на нашей планете, как и самой планеты, зависит от того, что мы сегодня выберем и не свернем ли с этого пути. Москва, Леба, Слайго, ждите нас. А там, как скажут кластеры, как скажет Эстер. Да, если захочу, я могу их увидеть и услышать. Нужно лишь только держаться воды. Зная, что человечество несет ответственность за многие проблемы, влияющие на нашу планету, каждый из нас может сыграть свою роль в деле защиты окружающей среды. Причем вовсе не обязательно руководствоваться альтруистическими мотивами. Можно делать это и для самих себя. В конце концов, потеря даже одной экосистемы будет иметь шоковые последствия для всей планеты. Пол Никлин. Конец книги.